Раз-два. Elinde. Раз-два, раз-два. Здорово, Бэмби. Ага, дорогая. Спасибо. Господи, здорово, спасибо. Чего, да? Сейчас уже реально на пенсии. Раз-два. Днем рождения тебе. А вас? Eyvallah. Спасибо, спасибо. Kucağız. 37'de. Явно. Ты с работы пришел? О, большие батарейки. Чё, блядь? Праздник-то? Ага. Baby. Чисто у себя, да. Душ. Торт хайду. Бля, тух надо где? А? Тух надо где? Здорово. Ergi trek. Ясно. Как здорово. Мақтау. Ой, 31 не... спим да? Ага, 31 года. 31 не предел, не верь. Кидал бы, уже предел бы. Уже разлагаться, и все. Яму уже откопал себе. Рот приготовил и осталось только лечень. Место купил? Дизлайк. Гимн. Здорово. Аббас. Это же эти хорошие. Здорово. Обидчик, Здорово, ребята. Аркан, здорово, здорово. Всем привет. Здорово. Махтар Олежик. Чё, куда Махтар. прыгаем? А я стал еще большим, да. Ай-ой. Ой. Матуки, матуки, патуки. Да, я потуки. И ник тебе Ника, Лард Ника. Подтуки ее. Потуки. Почему? Папзане не да. Она лоху дгальдай бармын жонга. Что за мурлыга сами? Хордахпын тупыттан. Ест. Переоденусь в негра. Он индик таңыз келем барам. Ой-ой-ой. не совсем здорово. Да, Бемби, ты Ой-ой-ой. умеешь. Меня жестко это, да? Ой, не беси, а. Мухаммад келді. Старый. Не беси. Легкий. Ай, иди в жопу. Да, мне нравится. Важненького, да? Это Кивару. Делают. Я хода. Кадяны? Ног? Давай, Мидкадер. За... Аутсайд, короче. За домом баран, который рейнби. Новый шанс. Шотым келалды. Е. Таста. Давай, Рейн, только имбитер. А, он же на крыше лежал, не успел добить. На крыше лежал, да? Ага. А, да, да. У меня тут чел, походу, а нога устраивать. Я думаю, уже отполз. Недалеко. Да, бери. Папа не будет. Папа наелся. Я не буду, да, папа наелся. Кушай сам. Ты гостяган? Хорошо, это хорошо. Это сосиски в тесте. Пары. Тёрт. Вкусняшка в тесте. Восьмерка ламеха.
Всё. Так, реально, На первом прибежал. то в Харагадех надо. Меня массажная какая хуйня. Пису всяким-то инвалидом быть. За меткой дядя на голосе. Шок получил? За вышкой. Блин. Сколько подкидов подворал. В этом маленьком доме За есть чё. вышкой трор. А я сзади. Тюгіне. Көлені, ежекиде. Не больно. Тюгіне. Попадай, иди туда. Хорош. Где? Сори. Даю. А, ног под углах. И по мне сзади работали. Сзади. Билбеп мен ахантан. Пап, еще какие-то молоды. Чего еще кто-то Ну есть? как так меня видно тут? О боже. Да, в доме. Не игра. Всё ещё в доме? Аутсайд. Хюрелик пока. Блин, сорян, курбайдым. Хорошо. Все сдохли. Будет крыша балларит. Ебать, твой. Пока живите, поднимаемся. Ага, поднимайтесь. Любимый. На метке двое на крыше. Есть Ты в аптечка? сейве? Один на втором где-то. Есть. Да, нашего поднимите. Я подниму его. Зашли на втором этаже, где-то будет оба. Сейчас. Давай, да? О, ты далеко. Спрыгнул один. Меньше надо, подтабики. Меньше. Второй этаж. Бля, они здесь, Спасибо. сука. Желтый. Вот раз. Меньше киня брата. Такие жесткие. Бля, бега будира. Ага, меньше не виновата. О, меньше один, типа, вообще делает там, хандик меньше. Тут один меньше есть. В порошке. Вообще-то. Так и хотя. Тут потом. Хатар зугум тохпайота. А ты гарбари ты краджи барбата. Я имею тоже двух хаташ хотя. Да. О, ну Да. это не надо. Это же молочка. Я, блин, лактан. Так, понял. Последний работал рыбти. Ага. Почему? Тохтахали. Бетин бар Чисто. ханга фармасы берет работу. Яқты. Сарахамызда. Фамасинан то. СМГ. Ханга ППШ келер. Это ППШ много стало. Нет, ронда не трелили пупышка. Думаешь? Не думаешь? Ага. Да. Ронда было явно. Он по 9 кудов. Мне кажется. Хотя да, потому что тут время технических работает 3 части. Мгм. Скорее всего, просто какую-то хуйню добавят. Еженедельный лагерь, по-любому. Ukritie был. Да, он прекрасно. По-любому Аукелер, а МК будет на последней неделе. Бар тактические игры не проводили. Тактический день. Тактические. Да. Давно обещали. Вот странно, я не знаю, что они будут делать с тактическими. В смысле? Мет Уимбартон Хоккана Барнар Тохте. Они не знают, Бар был? не знают, как ее забалансить. Вот, там бар был, но то, имею в виду, до сих пор думают. Там угумай тохла. Она эме фулым тебе тохла, тестойга. А, Антон эти тактические сумки и кресло там тохла. Угубакан купили. Там барахаджан див.
Сперва помнишь эти тактические года же медкомплекте кто-то? Русские бабы были уходят. Да-да-да. Олар яан дейб. Ага. Но самый бредовой это когда именно в самом начале тохоте. Тохтехе. Хайир имба это. Это не то чтобы имба, хотя неудобно было. Именно Тюхамбарган Акарова ты Джага Гарьер. Бля, это вообще бред был. А, И мне вообще не понравилось. ну же орвала так. Да? Ну, нет, هو обнаружен. Арбаир гатата, но подбираешь и я хотя бы сладкий да. А. И алтысту. Ну, лишний сладкий да, короче. Нюхан бүгін Удалил, да? так. 31, ребята, все, пиздец. Уже сыпаться начинаю. Правда, 6 декабря, да, 6. 6 4, вроде 6. Короче, Сигнал. да, в начале декабря, в среду, короче, будет обнова. Там будет новая карта, новая ППшка. По-любому там и добавят и медкомплект и всю эту парашу. Че ведь параши имя тут правда. Это что-то новое было на имбирь. А, имбать. А сперва слишком имбовая была, а потом, блядь, что-то слишком слабая была. Типа, хуй поймешь, короче. Нахуй она нужна дикуль. Ебать, я тут проебался на такие посадите. Да, слушать я. Так. Здесь не наша ведь. МК такие. Да, пусть заходит. Это Заебал? кружишься, блядь. Заходи, как мужик. Долбоеб. Я уйду ходон ходить. Надо старый аптека вот почему. Хорошо. Не хватит бяк. Барики. Я на крышу главное. Вот тут ногу. Etki vardı dedi. В ангаре еще есть склад пары. Желтым бар. Это колены? Перебежал. Аутсайд. Нокнул. Внутри. Нихуя себе. Да. Да. Нормально шпаришь. Да. Угу. Ну все, добивай. Не хочу. Красавица, добивай. Бля, мы слеп. Бля! Хорошо. Извини. Мы слепой правда. Промахнул. Ебать, на турбину дохуяли. Лобби. В смысле Бемби Ой, догонишь? Могу бедра. Бустик есть? В армии. Хитулса да, подхоплял. Интернет жарный. Хуй его знает, аптека варя, по идее. Какого-то хуя просто экономлю. Расколовка поговорим. Зря сладко скинул. Надо когда?
О, Дёша. Да. Поедем, бар. Под забором стоит. Чья? Нормальный кивлахтар. Нормально кижа. Ну, 35. Aa, bak da. Ого, хана по игре там, да. Да, имеется в виду. Это органы разу. Да, а пока не ходит Александр Бахфорд. Заебал их туда. Ты бежал такой и сразу хотел. Alt apacak var 5 önünde. У меня 3. И кефал из-за... У меня больше. Хе-хе. Дула надо. Охуенно там стахпенди. Ду. Охуенно в плане того, что... Джонга Мэнаху. А, Эй, Антон. хей, например. Ясно. Я Дула было тут мечта. Так, Рахалыч. Тоже надо немножко... 20 штук и все. А так, бля, не хотим бата не тебя и сурим был, где охуеть репутации. Да. Эй, балнах. Бля, üst какие ремармы, би час металлова, помню. Рики скатяла. Вот давай дал мне колонии. Да, сигнал не могу. Тысяч. Как без этого жить? Он так кому повод мужа. Своих и нет. Ребятки. Кать. Не, тоска так тоска, просто... Меня на английском не всегда бан был один. Не хочу. Аккаунт дороже. Demek ki bana taktığında hayırlar oydu. Игровая блокировка не была, да? Угу. Бак потоплай. Игровая один за 4 игровой один. Так, но А, навсегда один как так сначала. тысяч. Полка, масса даже надо. Куда? Да, не знаю. Куда скажешь? Ну, мы можем ты либо попробуй. от центра, либо от зоны поиграть, как хотите. Ну, играй как тебе удобно. Старый, Но я так не могу. старый. А. Току профиль каскам кубады. Аба! Жестко серый было там так. Бас вот парень час кури. Ага. Вот это верно. Все. Оружие можете мне, прикинь, хотя бы оружие. Бар оружие? Бар? Бак? Да. Оружие металл выкройся. Оружие, таба тахма оружие тахтару. Скоро тоже ДРД. Хорош. А так, бүгін только узнал, что сегодня тох. Юрий этим бар. Окей, я 21 ноября. И все такие скидываются, да? И нагатор, блядь, тохте. Пиздец душнилово. Я не люблю, когда у меня вот именно день рождения, именно тох. Допустим, аймах Чей торга, перекуси. либо работник А. торгейн, допустим. Бирки, типа, поздравляю, хайыр. Анкинеха спасибо, это барларга как бы спасибо деген. Окатен эсюский гурьер. Оларга спасибо деген. Прям работает, оказывается. Да. И, короче, 500 раз барларга спасибо, короче. Они между собой, кстати, хуярятся. О. Механик кебеттер. Зерхан экипдери, я шелтыга прям кидал, что. Да. Меня это даже родители не поздравляют. Тим снайп там роболыха. Тим снайпите? Только в крысе Так или не точно, да. сидите. Пиар было хоть на с нами падайте и все. Делайте, что хотите.
Ау май. Баги и машина. Покажешь дисками. Вот, да? Я флобен. Ну, что это? А ты генерик коксу? Да, там трое. Четвертый, встречай там трое. Я справа пошел. Что там у тебя? У меня в упоре двое. Мальчишка под забором. На желтый. Кто его поднять? Мгм. Фонарь. Не знаю, там лежит, наверное. Убил. Чё, блядь? Лежит, да? Да, он, кажется, лежал на мини-дверь. Треба подавить. Спасибо. Пожалуйста, будь что должен. Обязательно. Чуваки, милах. Меха 8 будем видеть, да? Нет, это в прошлой катке. Ты чё? Будем бегать Да? в восьмерках. Добре. А? Зеленый. Ну, М. Вашей маме невесту не надо? А? А, иди вы. Я не понял. Вашей маме невесту не надо? В PUBG я еще не знакомился. Нет, ну кого кто? Ни у кого? Аббас, حتى ابتكا هو نخمي حتى ابتكا ده. Да, ты. Сиви тут фонарь, сари. Короче, и бар, Можно, и бубар. Ура, точка. Отошел от работы? Гану, здорово. Махтал. Задержка какая? Вроде без задержки. Я не знаю, сколько задержка. Может 5 секунд, может 15, может 20. Я же говорю, YouTube сам себе задержку ставит, так что я сам задержку не ставил. Когда интернет упил, там я на секунд 15 или 20 там что-то Намек ставил. есть. Но уже вот Да, туда падают. Я И думаю, двое не- падают. Мы хотим или нет драться с ними? Хотим? Да. желаем. И не Где только карман? драться. Ебаться. А потом трен. Масынал ран, блядь. Ебать геморрой. Кстати, он встал где? Нет, уехал. Обратно едет. Точно уехал? Да, слушай. В свечке оранжевый есть. С нашего кемпа. Бля. Не Не, успею? ну, нормально. О, хай, мотыка. О, салон. Я нормально. салон. Geldi. Я... Машина справа? Сюда, YouTube? Да, вон лежит. Ладно.
потерял. Режим мобильный где? Я готова ехать. А? Аэриада. Да? Камеры. Сейчас смотрю. работает. Раз. Так пиздюк мог заехать. Да. Баллар. Нокнуть, разъебать и аж как раз подлетит золото. Бегай, да смотри. Маған говорит, ты маған. Ага, көрдüm. Перебежка. Мадың Хорошо. соник его. Смокар емірек mi? Peki. Öyle ne? Duyuyor hayır. Андрей Талста. Nok. Это слишком, да? Ебать, он сам себе видел, да? Да. Нахуя? Куда он? Тут ты поешь, золотаешься, друг. Да, да, конечно. У меня нет выбора так-то. А вдруг ты извращенец? С кулаками в последней зоне. Да. Упадешь на Нет. желтую метку и всех отпиздишь. Панцерфаус парит. На метке на зеленый 2 человека. Хорошо. Они, Вот считай, в опане. На метке, снаружи, outside. Oradaydılar. Нок, метка. Gel, bir de böyle. Они варь. Хорош. Хорош. Окей, сзади. Иди. Хуйня. Вызывает, Успею, кстати. не успею. Ага. Не успею. Не успела. Вот тут можешь залутаться в дерево. О, Еще один. Очень. не успеваю. Там, блядь, нужно туда, да, кнопка. А так, гирек такой. Не нокдаун. Одного убил. Да, Там да, их там нет. все. Да, нормально. Bir de yürüdü anda. Açık tabii. Bunda istedim. Ебал. Подними нашего. Я чип скинул. Просто подними нашего. Не, надо поднимать. Уже поздно. Меня поднимали. Уже поздно. Ну, я понял. Так, Они по ноге тебе стреляют.
Evet. Я думал, смог еще дик бардани нато. Еще и теми кардахла. Ну, так плач. Они, возможно, я устал хилого бли. Именно. Хох, Хилого. атаханы отрыч. Ну, как бы там. Это без укуров. О, сесус. Кар, трава, махтал. Донатин тут подать. Только от желания владеть. То есть Я там, без да. жалко. Или другой дуо. Атанч. Я все. Это? Да. А то был кем деньги? Ора, моза стив куда-то. Или кинет. По Пойдём. выки чахан это ватыжа. Да. Да. Питта. Можно? Ник знакомый. Так, короче, что удобно появить. Забраться. Забраться на это надо. А ты на колесико ехал в стороны? У меня на колесико стоит. А, на колесико удобно появить, потому что только найдет. Да? Прицел, да. Ох. Только медведь. Ну-ка. Пробил ланту дахна. Ну, наши, да. Прицел как ухан, короче, блин. Восьмерка на отметка, читан, латарамта. А, И там, если у стенки стоишь, man где крышит, я могу там подкурда хангоров. тут проблема в том, что я же как стреляюсь. Меня пробил баты вот это лаванде. Когда мне чел, типа, месяц который бат. У тебя Приседали. Получается такая хуйня, что когда я приседом стою, ровно тарганах на ты скролл был man чугат на рамгана я. У меня какая-то привычка, короче, я toch скролл бы на меня это латром man печат на рулат на унику, то никуда когда хуйня то бар. Восьмерка на. И такая хуйня получается, что я сидя хочу пострелять, он ровно чугат на рамганах на каким туранка ребята. И хай куланкирем барам, короче, сам по себе. Да, да, да. Там, на кастом пробил гейха сидеть тем морем. А ты кнопка какая там назначает рядом? О. Здорово, махтал. Бэх подписчик, лайк. Куда на здоровье. Это да. Да, конечно, все полноценный стример барбекю. Это бы охуенно. Этот один, да? Один бать. Он, кстати, туда вообще на Я краю. аура тягала. За синюю метку отдам. Километр, Под забором. Вообще шпарахнул. Ой? Адреналин бджал кантанда. А, Не спышканлары мутун. пішки не бюджетно?
Что мы А знаем? вас? Ладно, базар нет. Если кемер, ну не надо, я не верю это. Ну, адреналин машина потом. Много места занимает, поэтому редко беру. То есть легко сразу тут танки. Кстати, ты болики потом пьешь. И почему? Повтори. Болики. Более тулящие, да. М. Это РБ, Хагир. Для меня сигнал. Типа, если у тебя энергетика и болики барлықтарына энергетиктерден не андиоста. Хим бир кайытым. Перфекционист тугара хуйнята хайр миха. Масына. Кто-то. Оттуда? Да. Только я так и не понял, хайсау ту? Вот, уже toch keer біда. Кимди, арабти? С тем снайпером было. Не Это стреляй, не было стреляй. вроде. Ребята, не стреляйте. Happy birthday to you. Happy birthday to my friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kenardaki. Happy birthday to you. Мақтау. Happy birthday. Нет. А что там было? Я happy birthday to you, вот туда заебал. Крылаем. Ребят, пини такие миленькие. Кар. Кимди, араб? Вот такие Да, это милые, сам по себе Кимин Бепина. просто есть. Да, просто есть. Дисрофлеры. Тут гирият, я масан, типа, диги изучаем. Happy birthday to you, им это. Летать. Вот, по идее, стрим-снайперы должны быть такими. Хороший пример. Михаил Титов, здорово. Здоровенький. Всем привет. Короче, Торе перфекционист якобы тугум хахайер, Миха. И поэтому Допустим, энергетики пьешь, что? да, iki энергетик шарик парит. Iki более тулящий на алты энергетик пар была, Торе энергетик ты мирхайо. Но опять же, смотря на ситуацию, там, если у меня хп мало, то и файт плоту данный, я бы сразу более тулящий на энергетик Понял. хайер, чтобы full хп хайер. Не, это понятно, будет он не менять. Почему? Ну, вот видите, мод Силарбута. Она тоже так же делает. Почему-то адреналин, там болики наставляет, он и энергетики пьет. Я не раз замечала, но Адреналин, Почему где меня чисто по тайминге буглах. Потому что как бы адреналин 6 секунд, более тулящий 6 секунд, а энергетика 3 секунды. А то она и выходит, типа, что... бит. Полболика. Ну ты выходит, что, не знаю, энергетик еще когда у тебя мало хп. Когда тебя поднимает, и уже full вайп лоты команда на Ханекаре. И энергетик лучше хайб так. Потому что... Я на типчике, блин. Отдраем на энергетику. Типа, и болику. Да, возможно, но просто Улахан Файпала, она у тебя Факты. больше времени уйдет по проблемате. Алфайт прямо тебе... Хапын ладық соопыта.
Яси, Там перед... затяжной файтер гаремындык. Да, перед файтом бетем мен сразу тухтапын, привычка апын. Поле кая хатын. Нет, это да, это другое. Перед файтом, вот он во время файта уже болюк тейс, энергетик тейс, имбит хапын. Яси, он Всегда жесткий владеет, типа. Не, у себя на хлоп А А так того- бустит, конечно, да. Имеется в виду, түргенек Такой. хүйрерге, перемещательный хүйрерге. Это это шарим. Говорю, ага, где? Эпидн было когда шарбадни. Что-то не это было. Махтал Титов. Артем Герасимов дрова. Махтал. Ай, всем спасибо. Ребята, полетели на шарик. Мы же шароебы. Бим-бим-бим-бим. А тут секунда тохает. Угу. Пока не могу вызвать, если что. Жестоко. Иди сюда, красный. Красный. Забери сумку. Мы как раз обсуждали, Милаша. что ему больше пойдет. Ну, прям очень Светлика. красиво. Да. Я бы вду. А башкар. Такая куда вот это. Путгой, хоптан гидри. Сейва. Дискотес тут. Силар мунская хвардахтах путакари. А ну? Силар мунская? Тон типа канаттах тенте. А, Лунная диадема. Диркун. Лунная призма это. Диадема и Марада. Лунная призма, дай мне силу. Не призма. Не, так Да. ебать охуенно имя. Да. Метеатр. Блин, когда хана. А то мне когда Ну, тоска. пиздец сидит кринжихула, а так вот время ебать. Одно перевоплощение чего стоило, блядь. А, нахай китай молором, блядь, здесь. Самое обидное это где? У нас бумажные куклы Улига. Ага. Он мне хана Амини это это та, которая с короткими волосами. Если. Я же говорю, типа, когда говорила это, там Сейлор Муна и Рэйчел, так мне Мария, хорошо, там Да. красивая такая, огненная. И мне Ами давали Кугас Батастан. И то бедных твоих девушек. Обычно, типа, ты маленькая, выбегали девушек палача. Олеген с удовольствием лавнул Кугас Батастан. Метка хоқтар. Бэтр нет? А? Или кем? Бэтр, да, дроп нет. Жопа. Марахай? Да? А в смысле, там есть очоно? Ой, ты, возможно, соседника. Тройка. Наебал. Он наебал-то. Упорит. Бэтр. Ага.
чел Ребят, падает. мы на тройку пошли. Идем, идем, идем. Пока горбет одеток. Может, Ну, они ушли? гано! Здорово, бахто. На крыше. На Куда крыше бежит, не? сидит. О, Ага, квадрат короче. брал это. Ой, блин, когда было. Арбалет Тагер утащил. Хорошо, я писала. Лясик, охотник. Эй, хамбл завкалывай. Надо это вот. Монистам меня ран. хватало. Понявки. Он подошел? Там двое. Хорош. Чуть А, Very nice. Короче, я погибал на радуте. Ой, ой, ой. гроза гала. Грозу будете брать? Да, еще бай такой не такие говори, смотри. Да, я возьму. Кәден кори? М? Лудун кори бағасы еще бай такой Да, И это тоже мне нравится. Вектордах, панцердах. да. Я хочу с ними дружить. Заметьте, они даже дропл бот на дан. У них было время. На все это. Они милашки. Прыгнули. Ножки ям. Налево одну сразу. А я все батл. Таки чак-чак. Ага. Таки-буки. Ладно. Пошли, да. Да как пушту? Bu кемптен чугам. М? Не то что вы пушту. Как тебе? Yine yakınlar. Hayırlı geçişler. Я бы не как-то была маленькая стоит. Я бы в кем пошла. Кем договор блин. Иди, И а вот так. кого-то Кого-то закрывают. нокнули, да? Это на тройке, ребят. Эля бадde. Любе. А еще кем? Ближний файт. Конечно, Индия пай, да? Побольше. Хорош. А ну-ка, Кеша нагадим вот. Я слева. Ты здесь. Справа кем-то пойдет, Да. А, они у тебя остались. Ты слева ты лауту. Хорош. Бадыста. Макада. Буди гидрады. На зеленый есть? Ну? За камнем. Красный пиздец. Короче. Атын командар вот тут. Смоку, а ВД может? Ладно, да. Облево тут. Облево. О! Добить минуту. Да. Там нет компенса на автомат?
Я видел. Только пламик. Тут у меня здесь где-то трупы лежат. Может здесь? Да, вот трупы лежат. Ну, кого-то упустили, по-любому. Ебать. Сука. Через Мосагу пойдем, да? Ебать, оба То есть там извращение стата дядя. Hayır. Altta tuyun çaltı hisaltama yapıyordu. Вау. Извращенец, нахуй. С кем пап не работает? Один. Хорош. На крыше один чок лежал. Мгм. Поздравляю с днем рождения. Желаю успехов, крепкого здоровья. Он справа Решать чекал. с легкостью все поставленные здесь. задачи. Вы должны. Желаю, чтобы задуманное обязательно сбывалось. Машина. А родные и близкие всегда помогут. Махтал? Махтал, брат. Маньяк. Извращуга. Шоколада надо почти. Шоколада надо, она хаябат, харабат. Так, ветка. На нахуй. Было Два круто. нока, да? На синие двое лежат. Ага. Там третий должен быть. А ну Джану как диджей именно синего, да? Здорово, Баня. Какого Турик-то? Соскучился по твоему гневу. Заебал. Баня, ты привет, ты Привет, Баня. Не, так. Турик у него так ехала, нахуй. Які граната зону вартом? Сейчас на тебя выйдут. Хорош. Это у меня могут быть. О, хорош. Хорош. Тут глушитель есть на сайгу. И барлар хайдлар, да? Ага. Крайне это. Тачка приехал сюда, ну. Понятно. Ты мало ему где? Помню, тут. Через мост, который хотел выехать. Смоки на метке. Там файт. Всё, включай руку. Издалека еще работает. Ребят, надо по левой, по синей метке пойти. Идти. Нам все равно просто мочили на это. О, Баня, я не буду играть. Там за камнем. Я лично буду смотреть PGC. Там как раз лузер сетки, конечно, решающая. Потом виннер сетка. Я не буду пропускать день. Там играйте. Там еще один. Кто-то стреляет по нам. Блин. Да, ночь сильно. Здесь. Убила. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Че вы сговорились-то? Здесь, а? Тайминг. Да. Ты тайминг. Прощай, диета, блядь.
Бля, иногда хочется просто взять и забыть про некоторые аниме и заново пересмотреть. Но я, к сожалению, не любитель пересматривать аниме. Даже объявление Барблана. М. Пиздец, умно бар видео, короче. Даже киноэнергетика. Чё? Редко бывает. Nhìn đi em bắt hớm, anh cái điểm. И донатка var, допустим, ты то охуенно. Пиздец, охуенно аниме. Да. Видели бы вы, ребята. Да, буду донат, короче, очень охуенно. Арбаксы, bu donatım уже гагагина биттей. Вот такие, да. О. Охуенный дух. Эй. Kalım. Ага. Let's fucking go. Народ, буткемп. Буткемп кто не утонет. Нихуя. Или продать пидороту. Просто ну вот уже. Yolun. Emi ambat speaker claim power mi batang kevisi bi. Вот так я набираю Блин, своих ладно. фанатов. Да. Ой. Бесплатно. Не барахли. Это Не. это прикинь через игру я в лидера себя. Бля, в реал лайф крестах на вообще пиздец лайф. Разве секс нахуй. Кусатор. Cara, петуску я. Меня не было. Меня вот толпа. По-любому. Нere? Bizi bırakın. Я МК калаш. Tamam mı? Файт по ОПТ. Да. Пока я тут без звука ходила. Блять, тут батон так всегда. Дело. Бетта хохтала. Tamam. Дайс. Не колота. Любители аниме баллады в чате. Бедами. Убоим короче. Убоим твою корабу. Алканхи не убоим. Это короче. Редко, но доброт не смотрит. О, его вырубили. Что такое? Один, да? М. Хорош. Да, мы ланда. Так, вот так. М. Это проблема наконец-то. Пап. Я поеду. А пока винтаж здесь сама. Просто поджался чего-то. Короче, метка алır. И мейнге с левой стороны ханатыйлар. Вот эти говоришь. Я хамбля. И меня сестрами задеваешь, что ли, бля? Она хандраса хаталар, она. Шестером? Сестрами задеваешь, что ли, бля? Дрова Гитлер. Дальше. Так.
Стреляйся. Стреляйся на хил, ты нет у меня? Как интересно будет так много. Все всё, стороны всё. задеваешь, что ли, бля? А? ДБС дали век, А. Ге. А. А я подумал, что у меня ДБС и ikisi hocam tardımında Afgan tüyün geldim burada. Мен типа не хотим, ты не видим, то ли, а мимо то ли. Чисто на привычке, блядь. Стальной алхимик. Стальной алхимик охуенный. И, кстати, мне кажется, стальной алхимик поймут только те, кто смотрели, наверное, этот. Старую рисовку и новую рисовку. Там же они разделяются, есть старые анимации, но с другим сюжетом. Сюжетом не по манге. Именно концовка. А есть новая рисовка, ну там получается уже полностью по манге идет. Ок, метка. Hadi bak tamam. Yıl kırdın hocam. Sen bir dedim. Ног на втором этаже. İyi bir dakika, iyi bir dakika, iyi bir Хорош. Блять. Только паркур было там ремонт пин идем, бля. Уже духая моментов истинно гайла, я. Тебе этот уголмак нужен? Ох, я фуловый, мне хатухры надо. Аптеки. 10 бинтов и все. Galiba gidiyor. Так реально, пикай аптеку вообще. А так, самое охуенное аниме это, блядь, Учитель Онидзука. Просто, блядь, это вообще разрыв. Разрыв, разъеб. Нормально, топ. Компец? Капец, бар. Так и надо. Мотивацию надо поднять. Üç aptek alındım. Хорош. Шарик парень. Bir şart gideyim. А у меня, прикинь, до сих пор нет аптек. Дайте аптек. Altalak nerede? Ау. Çalıstı. Al sarı. 2 штука. Хорошо. Тоқта. Бля, я как-то ты не охуеть. Я когда коллеги уже салбрал, так ему так. Адский рай нормально атак. Адский рай единый-то тохте. Дефолт на аниме именно тох. Ханга анимелар. Допустим, беден ханга тахсатур анимелар барта дефолтер. Имеется в виду, сейчас много аниме. Адский рай это один из дефолтных хороших аниме, но это не тохтар кильбет. Именно охуенный дорогая кильбет. Чисто тохуддак. Разминочный ебдурдак. Тетрадь смерти не курдук анимелага не дотягивается имбирь в любом случае. К сожалению. Шах Что такое аниме? Тебе брат говорит, а? Аниме это аниме. Что Аниме это такое аниме, жизнь. Дивин? Проходной аниме, но дефолт, база.
Чисто тохара. А делать нехуй, рекорд анимелар. Типа каран только, дем баранган и... Какое твое охуенное аниме, дитахана, о анимелары, выйдешь, не вспомнишь вообще. Потому что они не запоминающиеся. Было, да было, иди любите. Вот кто не смотрел, вот ту коры. Крутой учитель Анидзука коры, бля, это вообще. Нет, так я была в Пойди. шоке. Пойди. Аниме про Гюте. Да? А то через полгода даже через год пилипит то. Да-да-да. То хоть бы это то хотеть. Сирии больше аниме вот ахватейны. Он не Да, любит, да, а? аниме. Вопрос он не... Да, своя игра, бля. Ты Здесь нас всех разъебал бы то. Чего-нибудь? Вопроса уже, ох, давай, дай к нам там. Я аниме, короче, что ли? Надо шарить тут. Что к чему и не. А мини-киря, мне говорим, атака титанов, она адская и все. Да, ну, атака титанов, да. Че, дорогой кириш? Да, нет. Наконец-то бить-то была охота. Так, типа, повторять. Сразу же на косте Брама юрит работа. Уи. Буст nog even te. Wat staat zo tegen me? Oh nee, тебе надо. Милтоны, походу. Вот она. Грозал калаш без патронов. Босса дикого храмика. Старый сумган кори. Блин. Я был бы на хайпе. О, наших. Да, подойдем. Держитесь за трусы. Кстати, вышел второй сезон непобедимого, да, неуязвимый Батахта. Но там же пару серий. Я хочу посмотреть неуязвимый Ток-Ток. Вообще фул. Кстати, посоветую вам посмотреть вместо, допустим, эти адский рай, то неуязвимый посмотрите. И она как типа мультик идет. Но она прикольная, тоже серия. Мультисериал, короче. Ну там лютое мясо. Вот, кто смотрел сериал The Boys, именно пацаны, вот она типа охуенно. Она прям вам зайдет. Там типа Супермен туда-сюда и их тут убивает. Там один? Короче, мясо русское. Ляха, я. Михаил Барон, нахуй. Ставись. Юджин, здраво. Ах, Я не с тобой. Ага. Он по берегу, да? Видимо, ну точно категория. Привет. Драги. Я не хабар даду. М? Спасибо. Как есть вода? Веревку не спасибо. Заебал. Пойдут? Упорайка. Ой. Открыл, колены. Есть здесь что закинуть? Да. Он спрыгнул. Мизер бар. Да, на втором. Осевит. Хорош. Сигнал.
МК-нулый. МКшка. Всем советую смотреть аниме. Увеличит ваш кругозор, мышление. Станьте таким же гением, как я. Станьте лучше играть. Станьте лучшим во всем. Спасибо, Артангара ехать. Но меня не переплюнут, к сожалению. Да. Ну, по-любому тебе хватало этой. О, хорошее настроение. Третий жилет. Убадахан. Не хватит. Пошел, борты с этим, бля. Че, блядь? Куда пули летят? Не вижу нихуя. На нахуй, бля. Прикинь, да хуя-то с этим, бля, охуеть. Я уж подумал 300 раз, что убил его, блядь. Ну, кембара, блядь. Кривая хуйня, блядь. Заботку тебе было. У тебя метка заботку трата. Может быть. Öyle diyorum presi bu taşta savunayım öyle. Kimi burada diyorlar. Днем рождения diyor. Aşure amper pergenen. Olgun yakal. Дальше лаватим по полностью. Да и то полностью ладно, и то уже говоря ампер pergenen. Приятно аппетита. Твоя какие-то. Картошка. Картошка халбы. Приятно. Албагиден типа эти тохнатанда. Сраганинатанда. Чиринга халбагида. Да, чир халбы. А ваши это. Короче, кто не знал, Гиме Хаирш. Селедка под шибой все же, наверное, кушали, да, все знаете. А вот у Гими селедка под шибой, там селедки вообще нету. И морковки, да чего-то тоже там нету. Там У чисто, кого ранее? там чисто получается картошка, сымыт, блядь, и строганина, блядь, чир. Нет, это лук. Это лук, сисеклай. Прикиньте, нахуй. Это вообще как можно такое кушать? Здесь маньяк. охуенный, бля. Это по-любому охуенно, но это уже тухара от Это не то блюдо, да? Это чир в шуре, бля. Чир в шиме. Селедка под шубой это типа классика в Ладе. Да. Типа, это селедка под шубой, как Извращенец. атом балык селедка заменяет, да, вот. Семьи старый что автор- извращенец, блядь. Мелкий пиздик извращенец. Как можно было вообще такое смешать, блядь? Охуеть, блядь. Что, Баню? Айнатлар. Бед. Селедка не водится, он хаяк тебе. А че, селедка, что ли? Ну. Бутар, бутар. Махталайн. Пошел, да, не так не тебе. Испудженный вартанами. Так у меня же представь, обратная хуйня арбат. А вас нет. Лялим. Собака. Антон, бля. А, ебать. Я не был там. Бэт, система сюда спикер, как такой дым, стрим. Да. Ихен отцелила. Имикиданда? Ага. Сэркана Ньюта. Эми үйен турак по теме стамыр. Мен үстіне далеком. Архивиста, бам. Бам. Вончика же там на Исох. Бери уйти. Если похвана. Добро пожаловать в группу Ностальгия. Гробожуш. Привет, да. Махта. Спасибо за донат.
Ностальгия. Ностальгия не переспала. Учите Z-ка. Это он предмет. Он весит из... Ой. Хуйня кубахка для меня, короче. Разобрать нахуй. Так, это мы разобрали. Там от кем битте? Это Антон Ханари. Сбор, мастерская, особое создание. Бля, эта штука тебя заебал. Ох, Сибирь уровень надо. Вы не успеем, Влади. Да. Через 30 минут уже GC начнется. Табылыба, табылыба. Ностальгия теперь. Скорпиончик. Пиздец охуенный кино варто. Охуенный фильм детства. Это фильм, который только это. Помните там, где игрушки выживают? Тильна Келлер. Мой игрушки. история игрушек. Ого, И заебал. Там, где получается есть игрушки монстры и есть игрушки солдаты. А солдатам народ кухатар, а монстр народ чей дерень. Помните? О, о. Нет. Помню, это кладбище дома животных. Помните, ты, блядь? Едино. Солдатики. Там эти животные. Тиленкелет. Да, солдатики, ебать, я даже не хуй, даже название помню. 7,3 баллах им это. Ебать охуенный TikTok. Андрей. Или а ну-ка надо. Подписчиков, блядь, прямо сейчас скажем. Корюха. Прям сейчас. Нахуй PGC корюха. Ағаң болды ағастан болды бітті, Да. Да. И, кстати, last day для КМ и для твистов. И кенче ты жила, да? Ох. Кем главных дела. Топ-8 да. Доктора. Топ-13, но топ-14 дела багато. А так то Аэропорт. Дуэль Батхана. Аэропортта. за его. А так то Фейзы же тоже хуево шли. После күндерге. А потом Это, блин, тага икис күндерге Одесска. бастыгы биптерди. Аэропорт. Бастыгы. Да. Вообще опять камбэк таутер вообще всех трахнули. Не, Антон, Все что есть. первый раз бутер, да? Ах. Или один лохи улахтарить. Даже скажите, бесит. Панцерхаус и не оплатах. Ну, это турнир, говорит. Так ебать дисбаланс. Кие қайдақты қаяват. Пиздец охуенный крашингалар бе. Бир панцирны нахуй. Фул сквад бәрі. Ебать. Попзаңа түрәу күнен ауды болу. Ах. Кстати, у меня вопросы. Я не на гитаре давно. Ты не хабегой дурушка бар бата, где? Бара. Хай турой. В смысле, футбол көрдім. Заебал. Он туханадан бегал дұрыс. Мехатлари. Қасқа. Я не знаю, хаска. Айо. Эй, это не надо сенат. Заебал. Что нахуй? Отлично делать-то. Я автору даю. Ох, конечно. Хана футбол көріп уяқын. Пизди, ну, бля. Не кыджик. Серьезно. О, если так серьезно, что, давай мне охуенный шкаф куплю, и ты можешь вешать футболки. Эй, шкаф, ария хай надо. Охо, а не шкаф потаха, а именно то, мальник. Там нас есть Пакет специальный. Там нас есть куда специальный доктор Бала с плечиками. Старый, Охуенный Ол хуйня. қаяват. Купи ему это. Эй, купи былай. Тағыз ел бәті илен кей. Он брат ты же. Ну, заебал. Так же проще и дешевле. Отстань, кявный. Леска тогда. Леска. Бля, леска не ебать.
И ты соглашаешься, говоришь, о, ебать удобный день. Трагедия. Икки тоқта. Икки бол тұтқаны анюта. Ох. Обидно. Ага. А так удобно. Мен когда-то фондук таныс ел бар боларды жегар. Короче, анны карлас бутым еріңде. Болар бар бутта. Онды көрүшө барды да мен оны танысырым брат дедим. Зыйбал. Sen bir hito. Ол бутыгар туспат үйден тоқыл бұпыт. Окей, бітер один хуй дыбат. И он как будто же тоқ пала бұта. Да, что ли? Качаут. Чисто под, да, чисто под одежду. А, Ура, калаш болдым. компенс надо тугимемте. А. Хақ надо. Все, я готов. Яха, уйыл магнадалыр. Оны 24 шика. Кибит щекань. Щека. Странный баню, МК в холоде. Он подготовить магнер. Дем бар. Яха, наверное, по заданию да. Типа хох план вошел. Его знает. И хрен идешь. О, вот это представляем. Старый. О. А выдук ты мейханда. Я за мотиком, ха? Я иду туда. İki avıdayım da. Neden İki yalan avıdayım da? akı günü. Анда İki de терәр кинәф, икки тутам. iki de duran Şu. kalem bu. Oh. Duran kalem bast. Баст. Bast. Баст. Ya ama tak Анда kod ашко скорпион халан халды. Oğlum ne değil? Это картошка ты Димира, картошки. Скорпион, ты едешь, нет? Ми- Ой, не скорпион, а Ми- скорпиончик. Скорпиончик, эти. Скорпиончик тенде. Ашко скорпиончика инде ча. Чики-таки чок-чок. Того очко, блин. Эй! Bulunda mı tak? Улана. Так, мотоцикл, он на А, я чуть-чуть побзан руль веран да бензет кылых надо бит. Жуть. Виктор, дрова, нихуя. Да. Махта. Да, старый. Так, он 15 бинте. Он поднять 75 метров терять. Бинте барахтам? Масна угол рата, да, там угол. Oradan. Bir canım. Махта, Виктор, махта. Спасибо. КМ Twisted пока плохо идут, но сегодня у них последний день. Сейчас часов 8 все там начнется. Начнем стримить дальше. Там посмотрим. Надеюсь, прорвутся. Хотя бы один из них. Вчера же фейзы, допустим, сделали невозможно, считай. Да. Вообще full day разъебывали. Вот то же Ай, самое возможно вот будет. Скорпион Маргарита. Мачиде Скорпион, Гейми Скорпион, Ми Скорпион. Кам битали скорпион? А? Кам битали скорпион? 23-го до 22-го. Да. Ну. А там уже только среди спалер. Вроде. Это я знаю. Кам битали. Потому что тох пар. Двоюродный боем бар. Хорошо. Кине 24-й трёпками. İştiriliş. Скорпион руку хамаджан дечерди. Ну, блядь, Гейми бар диyor. Птиц хуйняги. Вот дечерди. Обратно бинде на
Ваня, похуй, Рима. Я не верю. Шучу, Ваня, шучу. Бабаня. Мен близнец, блин. Да. Ханара пикайда кири хай. Bir an nahir kiri хай. Bir anda harika. Ата bir an bari пикайда bakın tünümünde. А, Надо придумать. К нам летят. Возле нас чел упал. Будет истер только. Пикайда хуту. Дикий истер. Я готов. Пегаться. Папзан, Налево, да? надо А. все вместе пикаться. Bir камень генди. Кудра. Обзан уже ладно. Фонарь. Там сханевать. Понимаю. За желтым. Я только хамбая. Аллератор будет. Nasıl играл в двартки? Уже как-то. Эджи. Ол, корректаж это. А бу забор генди пегайда хатан bayıldım. Его друг, короче, где-то справа играет. Им от накелера там справа. Ben туда я хочу. Просто это по положению камбая. Ого. Ого, он битеха. Min kadang. No. Предметом куда алırım. Я не вообще паровозом этих просто. Demin kadar ayık. Это был Мари. Хара хара туран же. Билет. Ахана бре. Те, geldim mi ta? Senin yerin. Уже kırdım. О, дер. Bugün de. Давай без шута, просто вон там наверху. Он чисто оттуда, наверное, вот церква хабеха. Заебал. Гид пуш курдик. Автомат зажимный вот. О, Хамска. Алтын беске. Готово? Раз, два, три. Николева. Слева гони. Левее yüzde. Hadi uça. Bir şıkta. Правее де бире. Дал хит. Hadi. Doğru hanları. Biliyorum ben. Диме, шифтом уджанди. Метка каляха желтый. Слони потом. Бля, слева барки это камбай. О, дальний хам. İnece de. Ага, метка var. Заебал. Флешка кидай. Hüde. Дал хит. О, бля. Это не? Блин, да, я где? Спаси. Ой. Метвер. Yapmadın kulağısında. Да. Да, смысл быхай. Kaptanda mı lan? Tamam. Bitti bence. Да. Ne şiftom hücüngü değil mi? Bit. Ay ne kalın eredinde. Sikerim. Pardon açan. Dolar. Kali bana. Да, бита с ним Бана кали. Иди сюда, сюда. Скорпион, иди сюда. Давай вместе пикаться. Вместе сядем и все четвером пикаемся. Все, пикаемся. İnliyor na него. Да. Сюда Bir dakika, bakıyorum. Üstte de yok. Sapık. Has sapık. На мужика вот.
Видеостурелерин. Bitti pekaysa. Hayır ben de hit alırım. Ай, Опа! Спина! Разъебать! Ну, топтом! Я тоже. Сам поднимай, сам себя поднимай. Это, похуй, это Смок, 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 смок. ох ты, Нок. хорош. Меня можно поднять. А ты поднимай. О, куда вы бар. Виктор, да, махта. Едут, Ağız kollar bir. едут, едут. Chasing no. Пиздец, блядь. Поднять. Второго подними. Yine mi noktadım? Хорош. Спина, мотак. Спасибо. Да, çevir. Гимитики хайха. Кто ликейдин? За этим деревом, за синим. Вообще как. Хорош. Мин сзади. Пиши. Куда смойка пока? Готово. О, готово, готово. Готово. Bana kadar kiti var dedi. Nok nahtar dedi tecrübe maskanıyor. Oho bu kemiğe bardı. Ya Ali bu ki itin ne kadar bir habitinde. Maskanı Tamam, lak gibi haydi mi? Oho çaman da sibik vardı. Ya хотя Блин, спину стрелял. иди каляди. Метка? Он на 8х спад. Медлячок. Дал хит. Убил. Рушtar. YouTube senin kibersportun yapay bullacı. Гороскоп день идеальный был. Здесь я повторюсь. Күнайы асарда тұрған ынтығын қыл болын. Ой. Гороскоп. Карари. Сідає і тачить. Телевизор тünтüğün. Асырдай мен актированный день доқты енере кетерді. Мама метели. Әдді одақты білейін. Так да. Bilgin bu da diye. Краден день. Да. Ноябрь бодақтайын етер. Де бодақтайын. Это хаху, это А не, 35 причем саскарден етер. причем тут билигин? От күнай бендейін мұтта. О, урут инди, урут киная кетерин ди. Хорош. Граду хетерин ди винди. А не то что ноябрьга, мама вот он киная кетерин активен день дилинде. Аналар өзі. Это Ну, таки бұршыма. Сарасы да кемерей. Манда кичи кирин оры қабепті бұл. Терминалырғы тұлай қай ұлағыңа кет бақат ауды. Ұшта әлі қарбайды. О, дядь какие? Медкаторов. Это Хаима, да? Просто. Келлингер, да? Турохра проводу. Байчу. Левее буганер костюм. Не до нас спалах. Ну, пускай ребят. Вот они там бегают, там. О, потом с крыши мы сами постреляемся. А то барин деккай просто. Ой, Пуштава ката. ана жағы барым дейді. Мы это хотим немет эпипта. Сына, и ты? Ютубер. Здравствуйте, это компания Reflame. Вы будете покупать наши трусы?
Ага. Allah rahmet eylesin. İyi haberdir. Dur. Папдан Меня бардык поднимает, меня поднимает, А. поднимает. Абдуллах второго баридер. Пока. Пип, девять. Пип. Абдуллах'ta Высота наша. высота наша. Ух, свидалым аптеканы. Эй, аптека. О, крыша метка. Аббас мид. Yaptım один раз. Метка var. Gelin, bari. Var mı tıkanım batıram. Yukarı trochę. Alır indi alır. Не бегайды. Да, его выхода нет. Им ремонт не придет. Баскайда экис тез кажар битки. Чай. Ой, захал. Он же, да. Да, вижу. Ага bu. Evet. Полный. Бил снаружи где-то метка. Ага. Здесь справа машина geldi. Да, orada бегайды аңгырапта. Да, он команда троха. Охрамасын екелді да, қандары. Yok, пересвод биди бәһәңге болғанды көр атын ебанyana тупаня. Вари битиге болу қой қандарында. Имде. Ağzından ırk. Онда. Пейте. Пейте, ебать, монстр олдай. Иметр мен слева. Дау. Она. Дачный не пикает. Синий не пикает до экрана. Dur sayılarını gibi. Похуй. Зима. Есть вопросы, Индин? О, Китер. Алло, метка. Ох, İstiyor hanımları. көстер. Меня. Кадым. Тебя. Bella bak. Спасибо, Масидер. Привет, Машилер. Здравия желаю. Метка var. Онда gibi. Yağız. Мандайым бар балақлар. А так полностью лава ты где? Окей, метр. Elde herhalde. Bas. Adam. Көстер yakında. Ровно метка хата бики. Ты как здесь смотришь? А, аяғы спадде. Да. Açamaz. Менде мастер по ачағасым бұл әмді. Метка әдер ки. Таптым. Мен ачағастар мастердер абын. Неде қайынды? Метка? Не вижу. Ну, уходить, оказывается. Sana işte. Müceki. Fazla metni değil. Бардут? Наш его пушит, походу. Наш тебя пушат. Блядь. Зона, Ага. зона пупсики.
В автобус кандигар. Синий. Hüde open sürecek o zaman. Ana. Hop. Mana dide. Da çok. Копион чуть-чуть. Ничего. Калим. Она рядом. Тысячный ног. Это печально. Заеба. Я хочу жить. Bir командой потахуй. Дискутим под... Чай всегда... Да. Говорю. Yeah. Так. Whereas Asla Pentagram got 2 chicken dinners out of the gate, and then we're quiet the rest of the day. Here's the teams we want you to watch as we jump out of this one. 17 is obviously a powerhouse. PGC defending past champions. They're here to do it again. PLM, thank you. These guys are the hometown heroes, so I expect them to go off. The crowd was in their corner so much last week. Yeah, and I'm hoping that Fluky and the boys at one, and there was a salvage game. They managed to get the kills, but he was down to being himself, and then we had other fighting choices there. Fluky as well, of course, Purple Mood there with a huge clutch onto Luna's Gaming. They unfortunately lost 1 player, and they had to go up with a 4 versus 3. Purple Mood was able to close that out beautifully. CC 108 for NH Esports looked really, really good. You think he does it again today? Because I know he's not always their superstar. Yeah, I just think we're going to see Ming Ming pop off again, and I think we're going to see 17 Gaming have a fantastic round of games as well. The question is, can they beat the points that we saw face? Так, пока просто представление идет, пойду себе чай что-нибудь приготовлю. Go double and go 120. Fantasy League, though, here 2 points for kill, and we've been talking about that so much, right? 100 damage is also going to give you a point. If you have a captain, it's going to be 30% extra. If you survive, and your player does not get flushed, even if he's on the team, you get 5 points extra. If you die, Да, твоя нету. Ладно, ничего. -3. Yeah, just don't die early. I mean, if you really want to sort of get some bragging rights, it's just don't pick people up who die early. Hot drops, bad. All right, Fantasy League, this is the pick, or who's performing, I guess, the best for their price. The Pentagram players are up at the top because of those double chicken dinners. 17, on the other hand, was just consistent and strong. And then for me, big shout to Gizera, who was one of the cheapest players on the list and has been performing really well. Yeah, and Fluky as well, of course. 46 points for 16,700. That is cheap. I assume a lot of them is going to be picking. And look at that. Stinks. I was in last place. You're not in last place, though. You're ahead of Matt. I did. Oh, look at me.
I moved up a little bit. We got to fight back. Literally, the second Toby passed us, we saw tweets going out yesterday. Caster pair, best pair. And you know what? They're not wrong. But that's the fun of playing fantasy. You can head over to twire.gg and get your fantasy picks in right now to play with the rest of us so that you can brag as well. Pick'em challenges. This is who's getting their picks over on the client. If you want to see your chance to get a pick'em, we might have some coupons later. But also, let us know who you like. And it seems like everyone loves 17. 17, especially they're loving their picks even more after what we saw them in day one. The question is, can they continue? And also, there's a lot of kind of lesser picks, but you can hold on to that until you know the 16 teams that are in the grand final. So keep on to that voting pick once we get to know those 16 teams. We're starting with Miramar, as we talked about here, Toughies, and going to be ending in Erangel, of course. Yeah, I think that's great news for Asla Pentagram, considering they seem to be a very strong Erangel team. But that also means the rest of the lobby is going to want to get off to a quick start so that this last half of the day, there are some teams that specialize on that map. So it's going to be a little bit different, a lot of smart stuff. Now, let's talk about something really cool. Our finals tickets are about to go on sale. Don't miss the chance to witness the final esports event of the year for PUBG Battlegrounds live on the site. All the information is there. You can head over to Event Pop to get your hands on some tickets for the grand final, including things like the fan zone. There's a lot of giveaways, a lot of chances to win some cool stuff. So come here and hang out with us. It's awesome. Lots of restaurants, players lots of also fun. here, of course. You get your signatures off them, and yeah, just cheer them, take the pictures, take the selfies. Absolutely, and if you want something else, you can get some G-Coin throughout the event today. In the first match, after the first blood, we'll be giving away 400 G-Coins, and then in the fifth match, once the first team is eliminated, we'll be giving away somewhere between 800 and 5,000. It's random based on your code. Now, have the client open. There's not a ton of redemption, so you got to get in as quick as you possibly can if you want access to those G-Coins. And I know you, probably like me, love G-Coins. So go ahead and get that as quick as you can. It's an exciting day. What are you looking forward to the most? Yeah, super excited to see if we're going to be able to see, some of our kind of bottom 8 teams that are currently sitting down there. We have some big names in there, Twisted Mind, Gen.G, so forth. I got to see something out of them. As we saw, both from Piano, like they need to make it to grand finals. And an easy hurdle is to make it through to the winner's bracket. Otherwise, you're going to be in losers. And if you're in bottom 8 and losers, you're going to be offered a ticket home. You saw that Champions video. I mean, I loved that. I heard Pio say, my goal is to remind everyone who won the first one and win again. They want to be in the top 4 at the very least. You got to get out of these group stages. You got to get a good seed before you can be top 4. Other side, that's the benefit of this event. There is a long runway for teams to get better. Yeah, for sure. And I got to say, Christian Mark as well, a team that we have high performances out of Europe and EMEA in general, if they're able to come in and, start a little bit better. They have some really good fraggers in the team, and they're definitely capable of making it into winner's bracket. Game number 1 is about to get underway in just a few minutes. Game number 1 of the final day of Group B about to start, and maybe a little preview of a map coming up. And there we are, here we go. Hello everyone, welcome to what will be the first match of the last day of Group B. In just a short moment, I'm Toby, joined by Poro. And to continue right off where the desk ended, Poro, very, very interesting day of matches coming up between the teams that arguably play things a little more slow, a little more calculated than Group A did. At least it seemed to be that way on day 1, didn't it? But you never really know. I mean, there's some surprises in there for sure. Obviously, Purple Mood, I think, shocking all of us, coming out there, a big home field advantage. And then some surprises on the other side. Maybe 4 a.m. starting a little bit slower than I think a lot of us had anticipated. But if Group A taught us anything, it's that the teams that did well on day 1, not necessarily the same teams that's going to pop off on day 2. That is definitely true. And I love the fact you bring up Purple Mood, because I went over, I talked to them. I was curious to find out, because their LAN experience still somewhat limited, especially at the global level. I said,
You guys have home field advantage, but do you play this as an advantage or disadvantage? Is it a disadvantage in terms of everyone out there sat there waiting for you to pop off, or are you just kind of feasting in all of the shouts and yells and all of the cheers coming your way? What they told me was initially a little bit intimidating, but once they got themselves that win and heard the roars from the crowd, it was just instantly home field. They knew it, they loved it, and I'm hoping to see them thrive right straight into the next Miramar because they won the last one we had. Gotta love that perp, baby. Again, we gotta love having that live audience back again, don't we? I mean, I know you guys can hear it at home. Anytime a team starts, especially a Thai team, starts popping off, you can hear the screams in the background. And these guys, even though they've got 2 layers of sound protection, I know that they can hear it as well. Oh, yeah. And it is going to be huge for the rest of this day, especially knowing that Purple Mood is trying to play. 17 is trying to hold on to their spot. Yeah. 4 AM has a big contingent here as well. But then look at teams that also have to grow a little bit here. You look at Question Mark, Twisted Minds, Gen G, teams that have this huge pedigree, and we expect them to be doing better. Day 1, a little bit of a slow start. Do we think that they'll turn around on day 2? I think the 3 teams you bring up here is a perfect example of 3 teams trying to do the same thing at the same time. And there's just only room, I suppose, for so many recipes being the same on one server. A lot of teams that are eager to play Edge in this group of 16 teams. And therefore, while they're used to having plenty of space to roam around to do these wide rotations, now that space ain't there no more, because every time they make a little play, there is going to be players on that side. We saw teams starting to adapt to it once we came over to Miramar. I'm hoping today that some teams say, we're normally an Edge team, but this is a mega Edge lobby. Let's claim center, because there's plenty of space to be found in there. There's another team that's got a nice cheering contingent for them is Sixel. A little bit of a question mark on them coming in, but they're currently holding strong in that 8th place spot. Definitely. Now that cut line is what we're going to have to be watching really, really closely today, Toby. It ended up being a little bit, kind of around 75 for Group A. I imagine we'll probably see it somewhere near that for this group here today. Would too. I don't expect there to be any 1 or 2 teams that are going to just completely separate themselves by the end of the day. So it might even be a little bit lower as no one team will sponge up points. But now let's wait no longer. Let's hop on over to Miramar to kick off the final day of the PGC 2023 group stages. Blue, jeweled, and golden. Love Miramar, and I love that little graphic for Miramar as well. As we, I gotta say, I love the blue and gold color palette that they decided to go with for PGC. Oh my God, it's so beautiful. It's just pretty. Huge fan of it. And also a huge fan of this plane. Toby, right across the middle. Everybody should be happy with this. As fair as can be. And as Des said as well, we didn't really see a whole lot of contesting for vehicles or contesting for drop spots in the first day of Group B. I'm not expecting to see it today either, at least not until we get to maybe the Wrangle games, because if there is one team that has managed to separate themselves and they have a chance to force teams into losers bracket, look for teams to try and even give up their own drop spots just to harass other teams. Yeah, it could end up getting a little bit spicy, but again, like you said, these cut line is going to be so low, I guess. I mean, there's going to be so many teams that are vying for the same thing here. I don't know if anybody's going to be so far ahead that the only thing that they care about is trying to keep anybody out. But we'll see. We'll see. The entire lobby could shuffle. The entire leaderboard could shuffle right now by the time Game 5, Game 6 rolls around. With best of 12, so you can have just 1 or 2 good games, short. and all of a sudden you're flying way up the leaderboard. Same thing with Des said it. Same thing with Ладно, ведущий бар. Здравствуйте, вы на канале PUBG Gaming. У нас сегодня идет PGC 2023, вторая группа, второй день. Сегодня болеем за твистов, они находятся в Бувалер, и за QM, QM Нарбет. QM Нарбет hütüne keviste. QM Нарбет Алькантара делали ведь. QM, в принципе, по верхней стороне через Лакабриеру спокойно закрутят, заедут в зону, неплохо. Твисты, думаю, спокойно сыграют по центру, не будут париться. И тоже хорошо заходит. Остальные не находятся немножко за кругом, но тоже неплохо. Тут больше всего не повезет, допустим, LGC не команда. LGC, New Happy, потому что они самые крайние.
И, допустим, вот эта левая сторона команды, они будут крутить по левую сторону, правая сторона будет крутить по правой сторону, кто-то будет заезжать по центру, и плюс-минус будут разменщики. А так, в целом, неплохо. Самое главное, чтобы для нашей команды, вот, для QM и для твистов, это зона, ну, такой, дефолтная зона. Опсин Ноулер, нагаши. А давайте красиво настроение тиши, Вол Кайфелер Бглах, Сурикта. А, 50 подать. Я сам лично бы за то, чтобы сыграть в этом турнире, я бы все отдал, хуй знает. Хотя шанс был, но не получилось, так не получилось. У меня похуй. We'll see. I'm interested to see if they can maybe get things started a little bit early, like FaZe did yesterday. It would be about time that Twisted Minds makes it into a winner's bracket of a global event. Hey, two-time losers bracket You champions, though, baby. Can't sleep on it. I mean, that is true. That is true. More experience for them, I suppose. But I think if you ask them whether they'd rather play winners or losers, I don't think there's only one answer to that, and that is, of course, the winner's bracket. So go back, prep for tournaments, or for brackets to come. That is what they would want to do, rather than have to fight for their lives down in the first of 2 eliminations. Well, I know Pio doesn't want to be the only one from that trio that we saw in the pregame show that doesn't make it to the winner's bracket. He's going to be playing his mind out here today. New Happy. Ах, потом да. Third place. They've had a couple of really good performances. А, нихуя. О, туго-хоха, Джордж. Она без видео. И походу не перекрепил. Алтскарта не лорда. Алтакарта не лорда. Решающие 6 карт. Бельгин, получается, проигравшие, то есть ниже 8 места, они попадают в лузер-сетку, в лузер команды. А первые 8 команд, они попадают в виннер-сетку, именно победители. И вот 2 группы, из 2 групп, те, которые заняли ниже 8, они попадают в лузеры и между собой ебашься, и вот эти 8 команд попадают дальше. Ну, идут дальше. Last chance. А виннер-сетка, получается, из них Павла 17 хуярят. Убили. 17 разменивают. Ну, походу, это нихуя не сделают. Нет, нокнули. 2 нока. 1 в 2 разменяли, неплохо. А, на джекоины хуй забейте. Похуй на джекоины. Успеем все. Займет. Ебать! Это очень хорошая хэшка была. Себе, походу, поторопился. Слишком нагло играл. Да, поторопился. Пока 1 в 2 разменялись. Still hasn't gotten res just yet. Nope, Little Ghost trying to make a play on forward. Has Xiaowu now over the top ready to apply some suppressive fire. You can see them kind of toggling back and forth between utility. Not sure exactly how to go for this one, but now on the flank around the side spots Lhasa. Peeks on over, but Lasa's got a big ridge to work with. Issue is, Xiaowu's position here is cutting them completely apart. Able to get the flush on one and это, походу, будет 2 в 4 размен. Остался 1 Лаза. Крутит. Wants to finish off Lazza. He's going to keep track of him. Don't put yourself at risk here. Don't take a knock that could get flush. You can see Lazza repositioning. They know exactly where. По нему спину работает. Да. 17 4 килла. Минус Хову. Туда их. ПРМ хотели подсосать, но не получилось. Тут бы достать ларейву. Чисто хочу на идем. Хочу себе телефон купить. У меня получается iPhone 6, но он уже разъебанный. И это все. Батарея развита. Хочу там нормальный телефон какой-нибудь там за 30 тысяч. Какой-нибудь Android похуй куплю. По факту мне только для звонка
звонков. That is the right word to use. ПМ, кстати, заубили ПМа. Indeed, we are gonna get a little bit of a peek at Gen G's journey Для КМов here это to хорошо. this tournament, as Они we на 9-м месте, advise 10 на on 11-м. best of luck. So in just a short moment, Отрыв не такой уж и we'll большой. see exactly how the Korean team managed to make their way on through here to PGC 2023. Не по пути батишь в магаз и за тортом. Видишь? А так, трёвками нормальный клоун. Типа, сильно не парюсь. Oh boy, Gen G, one of the most storied franchises in PUBG. But I gotta Чисто tell you, торт, it's там, felt пару like a что-нибудь там, while салат, не салат, там, since что-нибудь we've такое seen покупаю them и дома сижу. getting really relevant in an international. Я особо люблю отмечать. From an analytical point of view, it's so frustrating seeing a team like Gen Как, G come ладно, out and Тох, put on как these обычно, highlight похуй. moments in Ага, unclose ладно. fights. You go, Oh, yes, because man. they can do that. They're so But good. they never set themselves up to be able 17 to pull 4 that kind of килла. stuff off. They'll do these wide splits on the edges. They'll play it as slow Видите, группа as какая-то humanly плотная. possible, and more often До than not, they lose 12 players места. one by one. So they Вот never эти get вот that chance to 4 pull off команды a вообще full выпали, fight. пиздец. We know they're 16 capable место of вообще doing it. пиздец выпал. They just don't play Но around при этом the fact that остальные, they're они все идут really ну, good максимально fighting. плавно. Yeah, it's definitely tough, and you know that's a team that's got so much experience on it, right? So you can't Буквально, допустим, даже feel Gen questioning две it. хорошие игры покажут, они уже догоняют Because they've been 17-х. around for forever, right? So they should know Или как exactly вчера what to do физы in all обогнали levels of типов, competition. которых в And первой же игре уже whatever the 80 plan поинтов they было. have is, И we'll меня в see if ответе. it starts working here Ян pretty Бауэр. soon, because it's been a little bit of a slow start, sitting in 12th place with 24 Ну да, 24 неплохо, points я overall. понимаю. Они плохо сыграли, но не хуево. Вполне нормально. Просто имею в виду то, что они ниже 8-го места. Я 7-го айфона на OnePlus 10 пересел. Охраняет технологию вперед. Я этот хочу. Я хочу телефон типа Ace Rock или типа такого. Пока ротация идет, сейчас покажу. ТНС. Смартфоны, да? Смартфоны. Genius all have eyes on it. If they want to take it, they can immediately make that rotation. New circle does pop north. The center of the circle is going to go a little bit north over there, and you can see. Actually, I would say PMA. Xiaomi, kim niyetleri? Position right now. They're going to be able to take the high ground. However, there are still a bunch of those valley compounds that are left available, and those are dangerous decisions to make. That is a pushing all your chips into one thing and just hoping that you can Bu kadar. not have to leave. Only thing that worries me about the purple team Huawei is bu right now tak. is they're in Oppo position bu that tak on map, I mean, OnePlus. it seems like they're very close to each other, but because of the way the terrain works, they cannot see each other's compounds. So if one team does get pulled up on, you better have your fire escape ready. Make sure those cars are parked facing the right direction so that you can leave if need be. Because right now, there's no help together. Should a Asus come ROG, да, through смартфоны. either one of these players. Asus Let's see ROG who ведь. finally able Да, to я вот pull типа one такие and хочу. takes the other. Thank you, Но не guys. такие, конечно, бешеные. Yeah, no, it's Asus you can see a второй. lot of teams on the move. Asla, Pentagram. I don't know if he saw something or if he heard something, but immediately pulls back down, and that's gonna. А какого хуя они тут нас ебать нет? Asla Pentagram started off so damn strong. А on он day не one. тынч. Obviously, back-to-back wins on Erangel, and then it was just kind of nothing after that. It slowed down a lot, and I don't know if it was a, you know, usually you feel like in international situations. Ты видел, там были же по 30 тысяч с ценниками. Вот тут не тынчал автор, тёрк тынчал автор. Building off of it. Well, it's harder. It's really harder. Слушай, я камерой не пользуюсь, мне чисто батарея и, может быть, на видосики посмотреть, чтобы динамики были большие. Да. Играть я не играю. И не такой, чтобы громоздкий был. Into wins, I think is huge because many teams will get the same sort of circles, same sort of compounds as Pentagram did yesterday and come up short. But every single time Pentagram had a game kind of go their way, so to speak, they were able to bring it home. Молодой гвардей, 16 здорово. there, Махтал. I mean, just demolishing Hao Xiaowu. He Это групповая, а?
He truly is, and that's why Это he второй closed день же. about Блин, крутые 35,000 габары. as That's far why as he's my fantasy captain. goes. Некоторых он Well, there you плюс. go. It's a good captain to have. Тониктар Аспектора, они уже в винной сетке. Had a decent day, obviously 38 points, sitting in 7th place overall, but we've seen so much more. Они, короче, уже только победитель Аргадилар. They are a team that really does like to start Беги, блин, одна была. Токсусона, он берет место Бубалар. Куэмдор на твистер. Это наши СНГшники Уолтера. Ола Кейхтер надо. Бу Сиксел на линии, Баларга вообще поебать. Им как бы не интересно. Definitely, and that's the thing. I mean, even though we talk about edge and playing slow, that doesn't take away from the fact that a lot of these slow-playing edge teams are incredibly dangerous in the late game. Foot Esports, I mean, 17 new happy Twisted Minds. We have some of the heaviest hitters in this tournament, in this lobby. It's just due to their passive early game that people think, oh, they play slow, they're not aggressive, they're not out Oh, there, it's you know, Sixel. YOLO and getting highlight-worthy moments. They will get them. They just happen 7 to 8 minutes later in the game. Like, Поиграем don't worry, какие-то. guys. At least 60 players has to die in this game in order for it to finish. Those Нормально. kills, those highlights will come through. Да, These то guys зона just take отхода their вообще. time. They're very good at knowing exactly where Аллара. everyone else should be and where the О, site бля, ватер should be гордо. as well. Look at this split from Sixel. Бузон обычно 4М на габитаче. 4М на лорохтер надо. Нью-Хэппилер охуенно сидят. В Батулинах тоже хорошо сидят. Они потом как зону закроют и выйдут на гору. Балахам Саватар. Вот у КУМов проблемы. Но они, по идее, видели, что отсюда выехали. Они могут, допустим, заехать вот сюда, вот в кемп. Но Батулинах решили вот сюда в кемпа отыграть. Тоже хорошее решение. А вот КУМам тогда хуй его знает. Крутить смысла нету им особо. Сюда уже не заедут. ПМА сидит. Хотя они могут заехать, похуй. Файтом. Либо куда-то в центр заедут. Вот сюда вот, где-то низ. Интересно. Already pretty much set up where they need to be, and you can see a few. Oh no, Xiaowu trying to go for the emergency pickup. Little Ghost has already been dropped. And Xiaowu somehow 17 хорошо ретировался, правильно сделал. Ему тут надо куда-то взять и заныкаться надо. В туалет там что-нибудь такое. Кстати, ПМ отдали свою гору. Вот они отдали. Если у КМов будет инфа, они, скорее всего, сюда сыграют в дом. Азла будут сейчас с ПМА ебашиться. Файт будет. ПМА, кстати, нокнули Азлу. Конечно. Бля, Кит обосрался. Но хороший размен. Но он остался один. Азла тут разменяется 100% спокойно. Wicked and Adder just holding the angles, waiting for an inevitable push, but I think both of these two have just paused down. We'll see if Kit, no, tries to go for the move, but Adder takes care of it, and Asla Pentagram should be able to reset. Yeah, solid hold, but not only that, they get to, as you said, ПМА слишком слабые. Если вроде неплохо так разменялись, но получилось. GNG с пригорки играют, Худа убили. Лисиды сидят на горе. Ну, 17-м похуй. 17-й сейчас за 6 игр, ну, уже для них 5 игр осталось. Там им осталось, не знаю, поинтов 10-15 апнуть и все. Они в любом случае в виннере останутся. Им сейчас уже нет такого смысла, как сильно потеть. Азли то же самое. 36-е решили просто по всем помойкам упасть. Каким-то ебейшим сплитом. Каждый туалет заняли. Чисто на выживаемость. А они в каком месте? За 10-е место. Ну, такое сомнительное решение, конечно. С такой игрой обычно люди не проходят. Это как будто слишком какое-то отчаянное решение, не знаю. Пио умирает. Да, вот я и говорил, это под 4М будет. Либо под ПЛМ пойдет. Но, скорее всего, это 4М. Это их зона будет. Батулины все сделали красиво. КУМы едут и заедут, наверное, вот сюда вот. Под Батулинами встанут. Здесь у толкана встанут. Да. Один в толчок, двое в толчок, двое в ЛГшку. Вот сюда вот. Все верно. Это максимально крепкая позиция. Отсюда хрен выбьешь кого-то. Батулины из этого будут играть с правой стороны. На самой горе.
Допустим, Батульным надо будет играть здесь наверх под Джинджи, отпиздить Джинджи, потому что они не смогут просто так АФК запушить КУМов. Либо им надо как на двоих нокнуть, что сложно, либо хаешку докинуть, но это тоже сложно. Хаешка не докидывается. А при этом КУМы все это контролируют. Азла спокойно у себя играет, закрывается. Путом надо как-то ебашься под бетонки. Джинджи решили куда-то выехать, блять, вообще куда? А, под GC едут. Под Легаси вот просто АФК едут. Будут пиздиться. Тоже хорошее решение. Смысла нету ждать своей, типа, кончины и смерти. Нет, не разменялись. Ну, неплохо все равно. Хоть и Джинджи сейчас слились, но это в любом случае лучшее решение, чем что сделали 36-е. Типа по туалетам упали и все, пиздец, типа. С туалетов там нихуя не сделаешь. Лучше рискнуть и въебаться куда-то и попытать свое счастье на чисто аимку, нежели только хуйня строить. Кстати, 36-е сейчас убьют Суза. Он умирает. Кстати, Сикселы тоже хорошо едут. Они здесь в ЛГшке станут. Они проехали. Куда ты едешь? Вот надо КМЛ остановиться. Его тиммейты куда далеко проехали. Ну, в принципе, с кемпата... Ну да, в принципе, тут никого не было, неправильно, нормально. Тут только главное им не нокаться. Ебаная карта опять сломалась. Но у нее хэппи, вся инфа есть, они сейчас будут просто Сикселов пиздить по одному. Они тут ничего не делают. Так, футы решили, что? Решили ехать? 36-е стреляют, но это бессмысленно. Они решили встать здесь, баррикады строят. Ну, решение нормальное. Они там отсмочатся и будут сидеть АФК. Всех остальных закроют и все. Смелое решение. Пойдет. Им просто здесь жить и все. Потому что сейчас LG здесь закрывает зона. Также слева еще Азла. Юта подсасывается, не знаю. А у него зоны нету. 20 секунд, зона сейчас пойдет. Если он ног не дает, то все, ГГ. А, он сейчас спалился. Все, а тут ловить нехуй, надо отойти. Либо пушить. Вот Азли надо что-то делать, решать. 36-го убивает. Он умирает там. Да, 4M, как я и говорил. Дефолтная зона. Вот тут для твистедов и для КУМов очень сложно будет. Куда им сейчас ехать? Скорее всего, будут куда-то крашить за кем-нибудь. Либо просто под файт сыграть, то есть именно с края. У КУМов, скорее всего, будет сейчас цель просто убить Азлу и сдохнуть. Что-нибудь такое, просто нафармить. Зона просто ушла от них. Ну, Легаси тут... LG просто тут, по идее, умирает. 36-й будет сейчас мешать в спину. Еще, тем более, New Happy там. Минус Адер. Вот. Тут КМ будут пытаться зайти под футов, именно здесь с края отыграть. На это им надо 2 сквада отпиздить, то есть Азлу отпиздить и футов отпиздить. Хорошая хаешка от Акада. Но немножко перекинул. Но при этом он сам умирает. Да, умер. А тут КУМы сверху подходят. А они, про них они не знают. Full сквад. КУМы одного потеряли, но при этом втроем живы. А Доузи переагрессировал.
Пентаграм еще живой, он мешает. Тут Коэмом надо падать вниз уже. Прямо сейчас надо падать, пушить. Все. Коэмом надо играть вниз. Все, красиво. Твистеды крашут и умирают. Тоже хорошая попытка, но Коэма красава. Коэма будет жить на метке. Они еще ПЛМов закроют. По крайней мере, попытаются. И по итогу решение о дозе было максимально правильно. А вот Твистеды хуй его знает. Твистеды просто сдохли. 1 килл. Хорош. Хорош. 4 работает, дело свое делает. Блять, въебал получает, это плохо. Бля. Timing could not have been any better. Full speed sends it in, the car blows up and flies off to the side the second before. And he knows Ну, Коэма, блядь, сделали, что могли. Сдохли. 4 поинта. Ну, сойдет, неплохо. Из такой хуевой зоны хоть что-то сделали. Тут расстраиваться не надо. Все правильно было. Легаси, они тут закрываются просто. Будут пытаться терпеть. Тут 4AM просто всех выебать, я не знаю. Тут вообще без шансов. Тут против 4AM ничего не сделать. Они будут просто стоять и всех закрывать. Самая конченная зона. И, кстати, 4AM из-за того, что вот они сейчас просто угадали зону, они сейчас ворвутся в топ, не знаю, топ-8, наверное. Всех обгонят. Они тут всех зафармят. Вообще всех. Все, что есть. И ПЛМов закроют, и Легаси закроют, и Сикселов закроют. Останутся в конце New Happy и 4AM. И будут пиздиться друг с другом. О, почти попал. Немножко корректирует. Ебать, там миномет у него. Правее надо было. Да, немножко было правее. Нижняя сетка, да, интересно будет. По факту, да, Виктор. Жека, спасибо, спасибо. Запази, как очки распределяют. Короче, первое место 10 поинтов, второе место 6 поинтов. Второе место 6 поинтов, третье 5, четвертое 4, шестое, пятое 3, шестое 2, седьмое, восьмое 1-1. 1 килл это 1 поинт. Вот на то и выходит. То есть лучше сделать, не знаю, 10 киллов и занять второе место, чем с 4 киллами, типа, взять топ-1. А ну-ка, дук. Короче, киллы тоже решает. Просто АФК засиживаться тоже смысла нету. Поэтому вот такие позиции, вот это фармящая зона называется. Допустим, видите, вот 4AM сидит и фулл нагло просто в центре. Они здесь всех убивают, видишь? Тут типа никто не зайдет. И тут просто 4AM сидит и просто фармит. Никто к ним подойти не может, и они просто всех убивают. Потому что зона выжимает. И чисто за такие игры они обычно, ну, какая-то хорошая команда обычно занимает, ну, не занимает, а берет поинтов 20. То есть 10 этих делает. 10 поинтов за первое место берет, и обычно там как минимум 10 киллов они настреливают, как обычно. Вот у них пока 5 киллов. Но они топ-1 точно возьмут.
Tough spot for Я Legacy бы to have to глазом play говорю. out. Ну, видишь, они разминулись Regardless of the нормально. outcome here, they have to be happy about this game. Здорово, Going Никитий, for Махто, a Махто. 7 Донава, kills, Донава, at да. least a Мне кажется, fourth place Донава right должны, now. типа, хорошо отыграть. Sixel tries to Взрывается. go push them. They get pushed from behind by New Happy as New Happy turn their attention away from Luminosity. And now they go ahead and take them out. New Happy cleaning the road, clearing the fields as they find two. Solid shots coming in there for New Happy. CC does get knocked, but they have plenty of space now to get the rest on up, to reset, to push on into this next Видите, 4M уже 7 киллов. LG is playing the rich line. 4AM has to decide, do we look one direction or the other? Because for now, both these teams outside. Но тут, видите, 4M не повезло, что две команды полных осталось. Ну, LG трое, но в любом случае, и тут 3 команды. И сзади New Happy full складом. Если они сейчас так дальше будут играть, то это будет плохо, потому что 4M надо распределиться по 2 точкам. Их только 4. Это значит 2-2 надо делиться. И тут любой нок это уже хуевый вариант, потому что с 2 сторон просто запушат и все. Очень сложно. Главное не нокаться. LG решили просто дальше стоять, пока не торопится. А у New Happy зоны нету. Но они туда близко подойдут сразу, ну, могут спокойно подойти. Если у них смоки есть. Тут уже для New Happy, для 4M будет сложновато. Видите, они правую сторону отдали для New Happy. Тут же и New Happy могут выиграть. По стрельбе New Happy посильнее будут, чем 4M. А LG самая слабая здесь по стрельбе. Вот. New Happy спокойно заезжает. Вот, все, спокойно крашнули. Тут много зависит от хаешек, а сейчас от нока. Ну, как видите. 2 нока. Это охуенный. Ебать, Зипьян, пиздец. Ебать. 3 хаешки, блядь, 3 нока. Да, 4M забирает эту карту. Без шансов. Сникерс решил за зоной просто полежать и умереть. Видите? 14 киллов и первое место, блядь. Это просто 24 поинта. Они врываются в топ-8, если не выше. Они даже выше взлетают. Вот это, видите, называется просто повезло с зоной. Вот то же самое было с командой этой Азла именно в первый день. Первый день, допустим, Азла сделала столько поинтов тупо из-за того, что они на Эрангеле 2 раза подряд были в центре точки. И все. Прям как ты кидает-то. Не, блядь, вот прошленько они вообще филигранные хэшки кидают. Вообще просто прям под ноги, без шансов. Это самая дефолтная хуевая зона. Yes. Так, тут твайр сейчас кинут. Надо твайр посмотреть. Kind of usual circle here. We've seen a lot of these endings throughout the year and years in general. So, yeah, for 4AM to claim this compound and be able to defend it that. Ну, это очень сложная зона, не знаю. Висидом либо QM, тут даже вариантов не было, как, типа, крашнуть на 4AM. Потому что все крайние все равно все сидят, и когда кто-то краш видит, они просто full фокус на краше внимание обращают. А это всегда бывает хуево, когда ты, допустим, даже если крашишь в какое-то здание,
Типа, пока ты подъезжаешь, типа, тебе уже попадает, а когда ты сейчас с машины вылезаешь, тебе надо, получается, с типом, кто в доме сидит, тебе надо запиздиться, а еще, получается, тебе спину настреливают. Поэтому на то и выходит, что АФК крашить кого-то тоже сложновато. Надо заезжать, смотря какая позиция, и смотря где, какие у него слепые зоны, точки. Допустим, вот эта позиция, она пиздец открыта, видите? Она стоит, типа, в самом центре точки зоны, и вокруг, типа, ЛГшки, горы и тому подобное. И просто она простреливается со всех сторон. И в этом и вся сложность крашнуть этот кемп. Потому что тебя, прикинь, 4 типа, которые охуенно стрелять, тебя встречают. Тем более, как ты заедешь туда, куда-то там крашнешься, встанешь, под ноги как минимум прилетит одна хаешка, а еще тебе спину настреливают. Поэтому это сразу суицидальная идея. И никто так обычно не рискует. Поэтому обычно, видите, все с края пытаются как-то объехать, там, сыграть. Где-то как-то переиграть. Аббас. Let's see though, 16 points before or after 6 games here for 4AM, and now 24 points in just this game here. That's going to put them on Ваня то поет. be on the cusp, if not inside the top 8. Спасибо, конечно. А так, блядь, твайр нужен. Сейчас твайр тут скинут. Посмотрим. Top 8 leaderboard here for the rest of the day. Especially because At least hold them in there. well, the sponges weren't as strong in this group, right? So when we looked at that leaderboard earlier, we saw that there was already a bit of a separation coming out with those bottom 4 teams. Right. So having the ability to sort of get up to the top 8 Сейчас посмотрим поинты. gives you breathing room, because that's what you want to be able to play. You want to be able to play for a points per game average. You don't want to have to play for the 20-point game. От рандома, ну, немного, но зависит, да. От части зависит, Виктор. Ну, типа, поэтому, видишь, они играют несколько карт, там, 6 карт. Именно групповой это 12 игр. То есть, видишь, на 2 дня целых разделяет. Целых 12 игр будет. А гранд-финал, то есть за уже чемпионство, там будет играть вообще 16 карт. Не то 16, 18 карт. Чтобы уменьшить вот этот вот рандом. Потому что сильные команды, они в любом случае пытаются, ну, не то, что пытаются, а более стабильно в любом случае играют. И шансов. Допустим, 4M это вот один раз, вот им сейчас повезло, и все, типа. Они следующие игры будут хуево играть. Потому что они сами по себе, ну, хуево играют. Но при этом New Happy, видите, они, типа, все равно в любом случае из жопы взяли 2 место и 6 поинтов. Ну, хоть и с зоны им тоже повезло, но в любом случае. 2 место, 6 поинтов. Так, сейчас тут вот они. Матч прогрузится. Сейчас посмотрим. Team Brothers недовольны. Да, Азла на файме же сколько могла сегодня 8 киллов. Азла, да, Азла, молодцы, тоже неплохо. Рэпоинт, берем Ринду. Поднасрать или это не по-пацански будет. Да, делает. Смотря против кого они остались и смотря, ну, от многих ситуаций. Если в 2 в 4, но в любом случае пытаются доиграть. Видишь, New Happy 11, Legacy 10, LG 9, Азла 8, видишь, QM 5 поинтов. Вот считай, QM были самые крайние, но они все-таки 5 поинтов поднабрали. Видишь, 10-ми так и остались, а разница, смотри, от 8-го места у них буквально 2 поинта. Вот если бы они 5 поинтов не взяли бы, то это, прикинь, разница была бы, ну, уже больше, да? Поэтому, видишь, и много карт играют, потому что стабильные, сильные команды, они в любом случае вырваться. По ротации, по решениям, ну, КМ не на очке, как Экзальты, как, ну, вчера, да, допустим. Экзальты, пиздец, было видно, что они просто на очке друг друга не слушают, какой-то расфокус идет. Вообще общения никакого нету. Каждый пытается, типа, какую-то свою хуйню намутить. Убах куда-то в соло падает, этот куда-то в соло, блядь. Фейт вообще тупой, блядь, он сам своего ебашит, там, короче, пиздец какой-то. А КМ как, видишь, они даже из крайней точки зоны, они нашли лучшее решение, где хоть что-то нафармили. 5 киллов сделали, красава. Неплохо. Твистеры решили крашнуть кемп, тоже, видишь, не на очке. Они решили крашнуть, не получилось, похуй, не получилось. Но хоть какой-то поинт они все равно взяли. Твистеры тоже там 1 поинт, 2 поинта, похуй. Но они тоже хоть что-то взяли. Главное 0 не набирать.
От ротации команды можно многое сказать. Это сильная команда или плохая команда. Допустим, 36-е сразу было видно, что это типа, ну, как эти, знаете. Блять, вторая группа. Вот сейчас я вам покажу здесь. Центральный самолет нормально. Завоевали китайцы, взяли топ. Они корейцы. Да, экзальтеры как будто, знаешь, рандомная команда, которая просто не готова вот, морально, физически, не знаю. Допустим, смотрите. Вот на такой зоне, да? Где у нас 36-е? Вот, они взяли 7-е место, да? Но при этом, смотри. Они вот просто взяли, полетели в 4 ебала и упали просто по помойкам. А хотя они могли упасть и сюда. Видите? Они могли просто АФК лететь и попытать счастье, типа куда-то упасть. Потому что при такой зоне тут уже понятно. Либо уйдет сюда вниз налево, либо сюда вниз вообще, фул АФК. Вот туда наверх она вообще супер редко бывает. И они просто решили каждый по туалету. Ну это же бред ебаный. Что они тут пытались сделать? Это вообще бред ебаный. А если бы вот взяли и упали бы в этот кемп, они сейчас взяли бы как минимум, ну топ-2 бы взяли. Они бы New Happy закрыли, вот Сикслов бы закрыли. Если даже New Happy не закрыли бы, то тут хотя бы несколько поинтов взяли бы. А по итогу они как? Они вот в туалете посидели и в туалете и сдохли. Ну это так не делается, это глупая игра. А при этом, допустим, вот КУМы. Ротация КУМов. Вот они в жопе, но похуй, видишь, они за зоной, они пиздец, они пытаются каждый поинт, за каждый поинт дерутся. Вот это сильная команда. И тут понокали, двоих нокнули, типа, ну, просто раздавили тачки, но это хуйня. То же самое Твистеды тоже. Твистеды при такой зоне, они не полетели, там, никуда-то, не залетели в какой-то туалет, там, не знаю, посидеть, отсидеться. Они просто берут и уже пытаются играть до конца. Играет с края, понимаешь, что это не их зона, но играет до конца и просто крашат в хату. И пытаются хоть как-то зафайтиться. Они просто летят, они... Типа, лететь в туалет и сдохнуть там, типа. Ну это же бред, пиздец. Ладно бы был бы сольник, типа, да, на парашюте. Летит такой и пытается хоть какой-то поинт зафармить, потому что в соло хучу сделаешь. А с целым сквадом, блядь, вот такой хуйней заниматься, это, блядь, ну это бред. Вчера экзальты вообще, блядь, Пулопин в 4 ебала упали и там и сдохли. Ну это бред вообще был. О, блядь. Миник не перезарядил. Повезло. Зона центральная. Под Чумасеру. Возможно, под Монтон наверх уйдет. Джинжи хорошо сидит. 17 неплохо. Легаси 36. Для твистедов зона неплохая. Для КМов сойдет тоже. Хотя они самые последние заедут, скорее всего. Это плохо. Но тоже неплохо. По крайней мере, тут нет такой точки, как просто АФК сидит и фармит вот здесь вот. 10-я ротация, много чего будет зависеть. 4М, да. 4М, нет, это корейцы вроде. 4М, корейцы. 4М. PUBG. Бля, минус 4М. We talk about Twisted Minds, them never coming off to the strongest starts, for them coming in warm into day 2. 4 AM are known to always make these rotations when we head down to Минус 4М, один чел. and then they'll come straight in through the southern side of Picado. Twisted Minds is well aware of that being the case. You can Для see твистедов один поинт. Неплохо. players waiting for this exact rotation to come through. They Китайцы. bread and butter 4 AM rotation. Китайцы, китайцы. Punish 4 AM for not being more creative with it. Китайцы это. Я почему-то думал, что они корейцы будут. Кутанар был просто. Не, при чем тут Кутанар? Блядь, это же все равно в любом случае. Ты попал в крупный турнир, да?
В любом случае, ты уже пораженный максимально. Экзальты, они не какие-то раки. Они же в любом случае пораженные уже, типа, всякими играми и тому подобное. И в такой ответственный момент играть не коллективно, не вместе, блядь, и делать какую-то хуйню, ну это вообще пиздец бред. Если у меня в команде начали бы такую какую-то хуйней заниматься, там, типа, не разговаривать, там, что-то зажиматься, блядь, я, блядь, просто встал бы, леща бы ебанул. Не должно быть такого. На то они, типа, профессионалы, не знаю. Лучшие из лучших, наверное, ну, по крайней мере, надеюсь. Ебать, Челси Айги раздал, блядь. Again, a roster that knows how to fight when they're forced to fight, but also a roster who, like everyone else here, plays risk management. Plays, is it worth it to take this fight, or more so, do we have to? No, we don't, great, therefore we don't. But doesn't mean that they can't pack a punch when forced to. Да, Рашев. Yeah, and as far as things go for Sixel, and as you said, their current play 4 злых мужика, да? tend to lean towards, they're in a very good position for doing that. А так, Балар Гимбир, пиздец был так-то Гимбир. Ты же команда, Гимбир, типа, ты и должен играть вместе, ты должен доверять своему тиммейту. Не должно быть такого, что, типа, твой тиммейт сидит, типа, блядь, типа, язык в жопе, типа, ну такого не должно быть. Ты должен пытаться, не знаю, играть. Иначе ты вообще никто. Я на это реально максимально бред добились по... Ну, да я и говорю. Дилей бин хох, ладно, дилей бин. ก็หลักๆคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเล่นด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นกว่าเดิมครับว่าเราจะสู้ไหว Допустим, смотрите, у меня дилей небольшой. Дилей небольшой, у меня, допустим, задержки нету. У меня есть такой прикол, как вот настройка трансляции, видишь? И вот тут вот у меня стоит стандартная задержка. То есть она задержку увеличивает, то есть секунд 15, там не знаю сколько. Но при этом качество увеличивается. А когда наименьшая задержка делаешь, то качество теряется. Именно битрейты проебываются. И вам не будет комфортно смотреть меня. Если вообще смотреть будете игру. Короче, ради качества пожертвовал именно со скоростью трансляции. Ну, в принципе, какая хуй разница. Стрим снайпер до танца где вы не show Twisted Minds idea here. They knew if we want to set up this fight against me, there you get some highlights from the previous game. Boop. That's a strike, I suppose. But if you want to set up the fight against 4AM, they make the rotation early. You got to commit to it to say, Perfectus, you're not ready. I mean, sucks for you. We're going to go down and get 2 kills. They did that, and then, I mean, now Perfectus can just come regroup. I was looking at watching that replay again. I'm not crazy, right? The deployable shields do stop cars. No, they don't. They get mega destroyed. They get mega destroyed if a car just runs right into it. Well, I learned something today. Кстати, я сейчас только что новую фишку придумал. But I swear I used to see that they put those up in open fields to make sure that they wouldn't get run over. Допустим, да, вот смотрите, вот ты щит поставил, и ты понимаешь, что если тебя машина крашнет, то он тебя убивает, да? Но знаешь, как можно сделать? Можно поставить щит, а за ней поставить сразу же миномет и дуло наверх поднять. Тогда она сработает как стопор. И когда машина в тебя крашит, он думает, что он тебя раздавит. Он АФК въебывается в эту твою, ну, щит. Он щит улетает, но он въебывается в сам миномет, короче. И у тебя машина просто берет, как бам, и встает. А? Как вам такое? Допустим, на массу можно такой прикол сделать. Типа, ты берешь специально щит, ставишь, и кто-то на машине едет и думает такой, блядь, дай-ка вот щит, дай-ка я ее разобью. Щит таранит, блядь, а там, блядь, миномет, он просто въебывается. А ты берешь, сбоку выходишь и убиваешь его. Бля, я повзаю, не лорбл, блин. PUBG комьюнити сахасили, говоришь, эскалатит. А, это сложно?
Сложно, сложно. So the circle's just gonna go right in the center here. And then if you look just on the south side of Picado, you can see Crazy Стоян, здорово. from 4 a.m. all by himself, getting really close to, it looks like Snakers from LG. I mean, that was the one player that made it through what is still this. Вот здесь я думаю, что зону ебать, тисиды фармят. Охуенно просто. Блять, 4M спиздил килл один. Хуйлопан, блять. На, сдохни, блять. HSMM is around, so the rest might be possible, but now the rest of Purple Mood are here too. That you're starting to see it more and more, guys. That Убить, 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 убить. disgusting if you can hit the shots. It does so much damage, especially on those headshots as we see yet another fight popping off here as PMA and 17 are going to be squared off. Lil Ghost 17 дерутся с ПМА. ПМА остался один, последний. Ебать. the last one. He'll find another knock and another flush. As 17, oh, that's not what you want to do. You don't want to, you have one guy left. You don't want to go in there solo looking for him. We say it time and time again, 17 gaming never ПЛМ решили дальше поехать. go beyond the 2-2, but for them even Перфектикс тут с горы, кстати, всю инфу собирает. Xiao Bei and Xiao Wu, nothing they could do to try and come up И, with кстати, a увидит их. team. PMA were just able to take him down to Попадет, нет? Не попадает. Still up on the hillside with a great distance over towards 4am is not done trying to deny them entry to this next circle. Got the 6x and Imagine there 30. you go. Oh, Попадает. one hits is, Imagine. he saw a little bit of a Да, Тисиды тут отпускать не собирается. Stoolens and Spyro, they don't have this, the Минус. Dream Melted in ХСМ тоже умирает. minis, and boy, those guys know what to do with them already, don't they? Вот вам и 4M. Been plenty experience with that as they are just lasering down. Хорош. 4AM is HSM gonna suffer the same fate. Now remember, Тисиды the 4 last поинта player уже есть. for 4AM Хорошо. is in the south side of Picado, Очень даже хорошо. holding up in a building where it looks like he's sharing some room with Snakers. I love how PUBG is always going to be a game of butterfly effect. They only set up this far east because Pentagram forces them to loot out and out around Power Grid. Гини, гини, заебал. Never been down here had it not Заебал, ты разрабатывааем землякам алгоритмами поведения. but now Batoons goes, well, if we're Не-не-не, это просто 4am rotates in партик. at almost Бывает exactly такое. 3 minutes 20. Let's just set up and play because now we're closer. I maybe have a bike already. We can try. Да, ебать товарди. Прикинь, сколько там километров, блядь. Там же ебать расстояние. Еще из Драгунова. Ладно бы миник был бы, блядь. Это с Драгунова, прикинь, так попадать. C4AM rotate past. That's a very highly used thoroughfare. Yeah. Right. There's more than one team that likes to make their way. Now, obviously, 4AM always. Orada onu bıraktı girdi de. Es, Vandık turniga daha сковородка мотни. Likely case scenario that there was going to be somebody else that we can buy. Кстати, Куэмнер сейчас, возможно, отпиздит биешников. Но, походу, не знает, что Аманда Балдер. Эффекты заменил Батулина, говоря. Почему? Гора Батулина это в другом миссии. И ты перфекта... А, это вот. Dante and Phil for circle centering up towards where Legacy has the split, and again, still plenty of room to maneuver. They got Хорошая зона. itself. You can see LFP now starting to make his way over towards his three teammates towards the circle. Для Куэмов неплохо, но тут ГЕшки сидят. Возможно, кого-то потеряет сейчас Куэмы. 36 решили остаться в Чумасере. ПРМ ждет ЛГшку. G. Ой, блядь, он не смог. Ёбаный рот. ПРМ, блядь. Ёбаный бездарь. Хорош. ПМы без потерь поехали. Но тут их встречают 36-е. Надеюсь, спокойно заедут. Так, 17-е. New Happy, ну-ка, 17-х. 17-е решили просто под гору заехать. Кстати, заметьте, а тут смоки не работают к себе. Ты шо? Это же пурга. Пурга, вот этим вот пиздец жесткая хуйня.
смог, молик, ничего не... Смог не распыляется, она сразу пропадает. Молик тоже пропадает. Ебон, ну-ка. Легаси спин работает. Ну, ПЛМ тут умирает. На нахуй, Тиабон. Ваншот в затылок. Пешки едут, их тут Азла встречает. Мы сели очень хорошо. Азла просто фулл АФК зафармили. Висиды тоже неплохо сидят. Так, твисиды сидят, это может быть под цветные ебануть. Это вот эта вот зона под New Happy. Зона может уйти. А если вниз уйдет, это будет очень плохо для твисидов. Мортиру готовят. А куда он стреляет-то? Вот сюда, наверх, давай. Да, заебись, нормально. Для твистедов есть где играть, это хорошо. Если тут, допустим, возьмут, будут пиздить LG, если подсосутся, либо крашнут куда-то. Хотя крашнут, не знаю, сомневаюсь. Им надо как-то LG-шек разъебать. Либо LG тоже, тоже надо куда-то уехать. Они же, по идее, инфу какую-то имеют. Сиксам тут не повезло, им надо ехать, крутить. Куэмы вообще в шоколаде. Это хорошая игра для Куэмов. КМ тут умирает. Джинджи прям к нему едут. Он максимум одного нокнет и ДС, возможно. Да. Они, кстати, про ПМА знают. Хорошая хае? Да, ее хорошая хае умирает. КМы сидят, свои зоны закрывают, торопиться не будут. LG решили стоять, не уезжать. Хотя вроде бы у них зона... Инфа есть. 36-е решили просто полететь. А это хуёвая идея, кстати. Заметьте, 36-х сейчас будут выбивать. Чё, блядь? Не попали, что ли? ПРМы должны были выбить их. Вот 36-е опять какую-то хуйню мутят, я не знаю. Нет, при этом они все упали сюда, но тут, по идее, будут хуярить. Ну, нормально. Одного потеряли. Если ты решили просто заехать под... Да, вообще охуенное решение. Бля, это гений ротации, хуй его знает. So the second that you land, you can immediately throw those smokes down and defend yourself. And they set this play up exactly when they had to. I think this is where Twisted Minds initially wanted to go off of this pull up, but they see them kind of... Батудин, к сожалению, умирает. Ну ничего. Ничего, ничего. Зато Батудины в центре. Они потом заиграют. Охуенное решение. Супер правильно. Пута тут умирает. Легаси нырнуть вниз не могут убить твистов, потому что другие будут по ним работать. Просто гениальное решение. 5 ровно карты. А эта зона еще верхняя, видишь. Ну тут Твистеды вообще всех закрывают и спокойно тут на горе играют. Бля, это охуенно. Если бы еще Батуля тут остался бы живой, то было бы вообще пиздато. Но Батуля умер. Чего?
in this Twisted Minds Foot Esports fight. And now you got Sixel to worry about as Для well. КУМов тоже охуенная игра. As well. Multiple teams having to come into this circle from the south. Видите, КУМы, допустим, спокойно зону закрывают, а потом спокойно заходят под GNG и будут их пиздить. Ховлы, допустим, едут прям под 17-х, туда в ЛГшку, вниз. 17-м тут очень хуево сейчас будет. Он убил его. Хорош. Пиздец. Тикселы заехали на 36-ми. 36-х убивает. 36-е упали вниз. Они понимают, что 17-е сдохли, и Ховлы тоже сдохли. Легаси и Футы пиздятся. У них тут проблемы. Но они тут, скорее всего, забыли про твистов. Да. Вот твисты уже убивают. Доедает. Твисты сейчас будут сидеть и закрывать зону. Для них это просто охуенная игра, для твистов. Для КУМ. И, кстати, твисты и КУМ, они друг с другом не пересекутся. Видите, они все, они стоят, зону закрывают, а зона жмет. КУМы то же самое, они спокойно играют. Азла будет играть, где Батулин умер. Вот Азла могут помешать твистедам. Ну тут КУМы, наверное, выйдут на них. Скорее всего. КУМ, потому что будет некомфортно, когда Азла у них сверху играет. КУМы должны, получается, закрыть Азлу. Да, они вот потихоньку идут. Легаси не знает, что под ними есть люди, они сейчас будут пытаться прыгать вниз. Азла их тут убивает. Да, Азла тут просто фармит. Да, всех закрыли Азла. КУМы пушит Азлу. Все правильно делают. Тут надо Азлов закрыть. Азлу мешает. Нью Хэппи они так и будут в бетонке играть. А потом просто в 36-х крашнут, скорее всего. Минус Азла. Филферс поторопился, но нормально. Блядь, опасная хаешка. Нет, мимо. Твисты идут в спину. Вот твистедам бы тут лучше вмешаться, хотя и по ним в спину будут работать. Вот типа такого, да. Поэтому они не вмешиваются. А вот здесь вот поднимутся, не поднимутся. LG здесь станут в ЛГшке. Охуенное решение. ПРМ Крейзи, он один. Он будет... Блядь, лучше бы... Хотя он там GNG смотрит. Тут ничего не делает. Он будет пытаться фармить, но нихуя не получится, скорее всего. Да, вообще 0 попадания. Хотя 4 хае, блядь. Вот, хорош. Твисты закрывают КУМов. Все, хорош. Твисты красава. Дальше играют. Про КУМов они знают. It was a great read from Gen.G as well, though as soon as they see the fight from Question Mark over the top, they instantly go up and take the spot that Dante was in control of before. So when Question Mark tried to wrap back down, Gen.G had already set up the fortification. Да, Нью Хэппи пушит, получается, 36-х. Для КУМов это... для твистедов это охуенно, потому что
New Happy не будут базариться на верхнюю точку. Значит, Твистеды будут играть сверху спокойно, и они будут пиздить Сикслов, а потом Джинджи. То есть им не мешает. Но New Happy как 36-х закроют, у них будет выпад свободный налево и направо. Это очень плохо. Сейчас тут КМ и Сикслов убьют всех. Вот они. Твистедам тут надо наоборот направо играть, в правую сторону. Бля, под твистов слева заходит Пио. Пиздец. Пайро упал. Спайро нормально, Спайро можно поднять. It's only just a couple of solos that are just most likely going to play as quietly as they can for the late game, so they can be as aggressive playing that, making peaks Пио отошел. bridge as they'd like. We talked about being frustrated, seeing Gen G being so good up close, but never taking advantage of it. This is where I want to see them. Ну, Спайро можно поднять еще. See them force teams away. Right now, they're set on at least a third of the circle with their control. Songyang is still in control, looking over towards Twisted Mind. You have Pio Ну вот если до 8 поинтов, это уже очень хорошо. east and then Esther holding the north. They are in a great position. ПРМ пока живет. Но он там умирает. Сейчас машину взорвут. Либо что? Да. Просто убили. Похуй. LG потом тоже умрет. Пока не так уж и важно его убивать. Вот Джинджи надо сперва закрыть правую сторону. Это твистов надо закрывать. А твистедом я не знаю. Тут New Happy мешает. Твистедом вообще не повезло. Тупо из-за того, что New Happy снизу не играет. Они должны были на 36-х пойти. New Happy не торопится. Твистеды поднялись. И куда они будут делать выпад? Вот мне интересно. Automatically, that is the opponents being closer to one another. They've got the best position in this circle, you have to imagine, and actually going to send Pio down low in the vehicle. What? I'm not sure what he's like. Maybe he's looking for flood. That's a very dangerous play when you're 4 strong. But look at Songjang with the beautiful grenade. Will take down 2 of Twisted. Видите, Твистеды специально ползут под New Happy, потому что понимают, что Джинджи за ними играет. Это максимально правильное решение, потому что Джинджи-то им в спину дышит. А New Happy и так они уже типа на первых местах стоят. Поэтому смысла нету умирать от Джинджи. Нормально. It's going to bait, I think, the attention of Flood there for a second, forcing the kill, and now he should be able to wrap back, and he instantly does. Great playing here from Gen G. Making sure that that wide open spot was taken care of. Now they still have 2 from E36 playing along the cliff face on the low side. Сикслы до сих пор живут, кстати. They are not really a threat right now in this situation. They have more important things to worry about. They've got 2 of Sixel hiding in the smallest of crevices. New Happy нокается. Пио, блядь, старичок ебашит до сих пор. I love to see this, and it's a great example of how a team can play passive, play adaptives in the early game to then go out and completely dictate the flow of an end game. Gen G has this one gotten written all over them. The only way I see them lose this is either if NH Esports just finds some absolutely insane nuts, which we do know they're capable of, or if they let go and forget about E36 for a second. But you can see DJ98 is fully committed to making sure that no one wraps up behind them. They even sent down Pio to make double sure now that no one is able to wrap around them from the other side. Пио держит точку. Вот New Happy надо что-то делать. И Сикслам тоже надо что-то делать. Сикслы уже наверх не смогут вроде подняться, там невозможно. Это надо, получается, Сикслам падать вниз, прям под 36-х. А 36-е, получается, слева-справа сидят. Хотя они, конечно, Сикслов закрывают, убивают. Сейчас просто дадут вниз и все. Вот и все, минус.
Тут Genji надо всех закрывать. Пивать надо. Пиво нокается, но при этом Нан тоже нокается. Тут поднимать смысла нету, походу. Тут надо пиздиться до конца. Че, не надо будет поднимать, что ли? Да, походу, будут поднимать. Бивает. Genji либо не хэппи. Пиво хорош, блядь. 36-е все это время, видите, с одним киллом, блядь, просто АФК сидят. Вся их игра, блядь. Это просто пиздец. Я лично не хочу, чтобы в финале вот такая вот хуйня играла вообще. Сейчас они топ-2 возьмут, блядь, типа, и с одним киллом. 7 поинтов, пиздец. Ну пусть за что вот АФК сидят. Я не у них каждая игра такая, блядь. Я его выслушали, не вери. Но, читает. Ох, если это зона Рахамбая. Их с двух сторон закрывает, из этого без шансов, типа. Было. Йо, Серега. Ну, тут GG слишком хорошо сидят, но не хэппи могут просто по стрельбе вывести. $170, блядь. Эстер тоже, блядь, под 170. Старичок пива. Каски. Нокается. Вообще без шансов, блядь. Два нока. 36 еще выиграет игру, что ли, блядь? Блядь, да ну нахуй. Это пизда, блядь. Пиздец, блядь. Кринжуха просто, блядь. Это кринжуха ебаная, бля. Не зря сидели, получается. Пиздец, нахуй. Это просто охуеть, блядь. Absolutely amazing. The snake in the grass will bite, but it will bite when it wants to. An E36 snuck that one out of the hands of NH Esports, who honestly looked very, very good. But now let's hop on over to the desk and let them break down the final Miramar of the group stages. Да, мне кажется, не то, что контролер, блядь, там просто все бахают. Вот даже возьмем, типа, 36-х. 2, 3, 8, 10 кило, блядь. Нет, более-менее настреливает еще, оказывается. Ну и то 4M, типа, лучше стреляет. Допустим, смотри, 36-е. Такое, блядь, хуй его знает. Trying to find the right plays here. This deletion of Twisted Minds opened the door for Genji to try to make a run for it, but the by December 12th and the push by CC108 very, very You have to come in with the confidence.
here, but a Что за хуйня я сейчас увидел, Дирова? gonna make it, but still super important. And also with these guys winning, with GG, more games to бля. go, that could be the difference maker for them. Like that confidence is gonna boost them up. I mean, look at them. Look at them. If there was a look that goes with boosted, it's what we saw from them when they won that match. Out of the chairs, ripping the Пиздец. sleeves off, hugging each other. Absolutely. Дизреспект вообще пиздец, нахуй. After an end game like that. My name is Toppies. I'm joined by Avenger here on the desk to break down the action. Типа, прикиньте, они просто на парашютах упали. Вместо сикслов они там наверху на скале просто лежали. Потом, когда 17-х запушили ховлы, они друг друга, ховлы и 17-й друг друга убивают. Там все умирают. И 36-й это понимают, и они просто берут, вниз спускаются и просто АФК сидят, блядь. Я за все это время, короче, вот всех они там тестов закрывают, все умирают. И просто в конце, когда Джинжи последний остается, он берет двоих нокает. И когда двое нью-хэппи остается, блядь, 36 ровно в этот момент выходит и убивает двоих. Это получается что? У них 3 килла, блядь. 3 килла, блядь, и топ-1. Пиздец, нахуй. I guarantee you're gonna go out and ask 128 players, will you take the free win? Yeah, I'll take the 3 килла, блядь. Ебать, нахуй. Это пиздец, блядь, охуенно. Absorbed a lot of damage, but put out the damage that he needed to at the right time to get that team pushed up the hill. And again, that's what it comes down to. PUBG is a game played in inches, and you win one step at a time, and that's what they managed to do. Man of the match. Мужик матча, вот он, блядь. Мужик матча, блядь. Пиздец, bled. Yeah, for 2 kills here, and a clutch like that. Like if you take the win home, if you third party at the right time, and it's Gen G and New Happy, you third party and you win from that, that's the man of the match. Clutch is a strong word for me on this one. That's a clutch. When they're down to 25 HP and you only need 1 bullet. That's a clutch. Okay, it's a clutch. It's a Вот clutch. про это я и говорил, видите, New Happy 11 киллов, второе место, и то 17 поинтов. А 36, блядь, 10 поинтов и 3 килла, блядь. И тут Джинжи вместе как 36 закончили с 13. Тисты красавцы, 10 поинтов. ПМ 4 поинта. 10 points for them. That's something they needed for sure. 8 kills and 2 from placement, so good for them. It's going to move NH Esports up into the very top here. 78 points for them. As La Pentagram down to 72. And still our mid-pack now with the E36 moving into the 7th place. That's beautiful. Means Foot, 4 AM and Question Mark is going to be tied on 43 points on our kind of shared 9th place with 7 points up to the top 8. And that is a big chase because when you look at that left side of the leaderboard, those guys on the cusp are not very far ahead. So this is a very important couple of games. You don't want to leave it to a wrangle. The grassy pastures should be peaceful for you. You don't want to be chasing. So when we get to this Tego Vikendi where anything can happen, it's a little bit wilder out there. I think that's where you, if you're the mid-pack, have to really take some risks and go after it. 100% agree. Like the sooner you realize if you're not winning the game, then you're playing for as many exit kills as you can, salvage the game as good as you can. And another situation is also we're going to see a kind of higher cutoff point here. We're not going to have as many kind of top sponges. I feel like our mid-pack, again, 75 to... New Happy что-то разогнались. Видите, одна фартовая игра и все, видите, они в топ-7. Но они вылетят отсюда. Бля, 4 игры осталось. Question Mark и твисты. Они еще по плейсменту ниже упали. 11-13 место. Но тут, видите, у КМ буквально вот одни поинты, вот, считай. 1 поинт набираешь, сразу, пам. На 9 место врываешься. 7 поинтов, это уже сикслов догоняешь на топ-8. Отрыв 7 поинтов, нормально. А вот Твистедам надо сколько? 6 поинтов. 13 поинтов как минимум. 13 поинтов до топ-8. Нормально, неплохо. Еще 4 игры, и они могут это сделать. Пойдет. Если показываю образцовую игру, да. Они, прикинь, из такой задницы взяли, такое волевое решение сделали, и, в принципе, неплохо. 10 поинтов. Хорошо. Не на очке. УМы тоже не на очке. Они просто Азлу закрыли, но при этом
Они там просто 2 нока словили. Из-за этих 2 ноков, получается, когда они только поднялись, их еще твисты нокнули. И по итогу получилась такая хуйня, что они просто не вылезли оттуда. Нормально. Дизреспектал бы нам брутальный байт их хата на папис. Да, банлорода. Им да, доктор Дизреспект это анда. И ты Уолтер это анда. И ты Уолтер по факту тоже здесь плади. Прикинь, как это им подфартило, чтобы они еще в топ-8 залетели. Им тут еще надо продержаться. Это просто фартовые люди и все. 본인 팀 멤버들 외에 가장 친한 친구는 누구인가요? 같이 오래 했던 로키 선수가 좀 친하지 않을까 싶습니다. 운빨 축하. 농담입니다. I think fast. He has some follow up. SMR challenge. Сейчас будет Таега, кстати. Это новая карта будет. Рондо. Я уверен, что это будет уебанская карта максимально. Кстати, там новый ствол будет. СМГ. Чё, блядь? Новый актер появится, персонаж. Вот этот актер игры кальмаров, он придет, получается, в этот Токатей. 6 декабря вместе с Рондой будет в магазине доступный. Экзальты, конечно, ебать смешные, хуёвые. We're still all smiles after seeing Interforce 36 reaction when they won that game. They jumped out of the seat and nothing could make them any happier than getting the final Miramar here at PGC 2023's group stages. I'm Toby, joined by Porosaurus, and we're done with Miramar all together. Over towards Taker we go. We are indeed, and yeah, man, I gotta say that it's games like that for E36. Those are memories that we're gonna have forever of PGC, and it's just unbelievable stuff. And you got to give credit where credit is due, though. New Happy before the E36 pop up, they
just dominated. Какой-то наркотик, бензин нюхает, пацан. There is no reason that they should have dominated them as hard as they did. It's the perfect example of give teams of that caliber just a Пиво там вообще бубльгум захавал. claim the entire circle. As soon as Pio peeks over, gets taken down, they know it's Ебать там коврику пиво. forward. You have December 12th with the P90 in hand and a fresh level 3 versus 2. They were looking as if they were going to bring it home, but here comes the sneaky into Force 36 and denies them the chicken dinner. And just just finding the angles that Gen G was not expecting, coming in on that cliff side and just peeking up over the rock somewhere that they were just not even looking at that time. So just beautiful play from New Happy, but again, all credit where it's due. E36, the perfect timing. But let's leave that game in the past because now we Таего. are headed over to Taego and making more Игра кальмара Дино. Every game will have moments that people are going to bring home with them as their biggest highlights of their career, Ну-ка. potentially, at least. And with what we've seen so far, I mean, just the amount of highlight-worthy moments we've already had. Ну, Таега еще хорошая карта. А вот Викенди это просто рофла карта. Там ничего такого не будет. Day off tomorrow, but then losers bracket days 1 and 2 will be there, brought to you by yours truly, and then we'll go over to winners bracket, and then it's all going to be down to the grand finals. Toby, that's how calendars work. Sure is. Look towards these player drop spots and look towards the southeast. No one will call it their home, at least not permanently. And while I'm expecting to see teams head down in that direction, you can already see both Luminosity and Genius doing just that. I'm curious to see if Asla Pentagram will once again go towards Twisted Minds, but I can ПЛМ отдали, получается, Палас. Если смело падает в Палас. Азла свой фишинг кемп. ПМ снизу. От фишинга играет. Джинджи в городе играет. Сиксела и Футы будут пиздиться, походу. Интересно. Почему? Что Футы, что Сикслы в жопе находятся, не? Да, Футы и Сикслы. 8 и 9 место. Они что, решили друг другу заруинить? Вот, Даниэль Ву. Видите, вот, Даниэль Ву. Новый этот появится. Новый персонаж. Это как этот личность, короче. Наверное, вы все поняли. Кукурдук. Уварба табуки. Индийные буки. Дикий курдук на корейский курдук. I'm not sure if T-Bone has a gun to work with. Now they're getting in the cars, trying to get away from here. They have to go out, though. They have to be ready for a fight to come. Да, минус Футы. Suze's driving around, just kind of looking this one through. Бля. Able to find him with the UMP. Maybe a little bit aggressive on the part of Suze there, but Boliang, Друг другу руинят, пиздец. Сиксел поторопился, Сузы. Он тиммейта положил в машину и уехал. Бля. Ну это охуенно. Сикслов осталось только 3. Тут 1 поинт взяли, но это хуйня. Это не решает. В тот же момент, допустим, Куэмы очень близко находятся к Сикслам. Это очень охуенный шанс для Куэми и для твистов. Это нам нравится. Тем более зона нижняя для Куэмов. Куэмы лучше бы не уезжали от своей позиции. Вот. Интересная зона. Она может и вверх ебануть. LG против Гаешек. Где нокает одного? Бегает. Затупил. Ему надо было просто дальше бежать. Дальше тянуть время. Решил что-то лечь. Не знаю, нахуя.
They secured the flush onto Flood. Now Rello all by himself. The peak battle Тоже is поторопился, блядь, нахуя? very aggressive push, Mr. Sir T. You have 3 teammates with you. Why would you go in there by yourself? And now he is just immediately knocked and flushed, and now Genius down to just 2. Zest and Clories. Хорошая хаешка. Fortunately, Mime now has arrived to provide support to his IGL. LG тоже потеряли одного типа, но двоих убили. 2 поинта взяли. Но при этом потеряли, это уже хорошо. Zest doing just that, waiting for Clories. They're going to work the walls. Snakers has arrived now, though, so this has turned into a full 3v2. Not sure if Genius has figured it out just yet, but Rello already taking shots and landing some nice damage there onto Zest. Through the doorway and over the wall. The grenades will be following it up just off. Мажут хаешками. Outside of the doorway. But this is, I feel like this has got to be a fight that neither one of these really. Пока не торопится. Although they are fairly close to the center of the circle. Походу в центре находится. Да, это файт в центре. Твисиды заехали в эту сторону. Никто им не мешает ротироваться нормально. Once again, another grenade just fall just outside as Clories will spray through the smoke. Won't find any love though. As LG just continues sending Всё. utility there. Хорошо, взорвали. Остался один чел. But he runs right into a well-placed grenade from Rello. Дождаться смоков, не торопиться. Clories has his Panzer as well. You always have to be careful. You have to know that this is a possibility. LG playing it slow. Can't help but imagine that Cloris is ready to go down as long as it takes down LG with him with the way that he's currently That's how it positioned. feels. Remember those Panzerfaust you want to have Все хаешки потратили. Cloris На нахуй. fires. The only thing he kills is his teammate. Not what you want to have happen. But now able to swap back over to Ебать, он своего тиммейта убил и все. powerhouse fragger out of his region. He has played twice in Nations Cup, but a 1v3 against LG. Will it happen? Able to find the first one. Down to 23 HP though, and the peak comes around the corner. Rello finds him. Luminosity able to take. Рело, блядь, хищник ебанул. Хищник, да? Хищник же был. Do end up losing Flood, but in the end they'll trade 4 kills for Flood every day. But look at this. Тут очкошник, Алешка ебаный. Че за клоны, блядь? Девок на выпрыгни. Да. Kind of in no man's land here. Yep, sneaking, looking forward. I can't hurt the vehicle. Заебал. Waiting for him to hop back in the car. That should be an easy double headshot. Завтра отдых. Should that be possible? But now let's listen into Howl while we look at a card. Завтра отдыхаем. Завтра турика не будет. Но четверг, пятница. Четверг, пятница, лузер сетка. Четверг, пятница, лузер сетка получается. Четверг первый день, пятница второй день, а суббота, воскресенье это уже виннер сетка. Первый день, второй день. То четверг, пятница будет очень интересно смотреть, что выходные тоже. Суббота, воскресенье тоже. Выходные это вообще прям. Да. Четверг, пятница будет понятно, кто пройдет, именно Экзальты. Сиксел опять с футами, блядь. Ну, заебали они. Станьте уже, отпиздите друг друга. Катается и катается. Висиды очень хорошо стали. ВМы тоже прям охуенно. Кто-то что-то лечит и говорит. Прическа какая-то странная у него, кстати. На такое большое мероприятие я мог типа подстричься, типа щуп, брать бока. Или прическа такая. My message to Team Asler is we're also trying to avoid you guys in the early game. You guys can like rotate around us. Don't come too close though, because we might be popping some shots.
There you go, the boy Vard himself. A little bit of a slow day for him, but he blessed us with a nasty little two-piece onto Luminosity, and I believe it was in the Vikendi game. If you ПМА 9 поинтов, блядь, пиздец. it was a thing of beauty. It sure was. Showcases the immense amount of skill that all these players have. It's just a matter Скоро уже игр будет больше. Хотя, прикиньте, 9-й матч 9 поинтов. Это считай, каждый матч они 1 поинт здесь делают. Это пиздец. Это очень хуевый результат. Curious to see what they decide to do there. If they're going to send one up to do a little scouting while the rest of them are driving around, that might be the play. As we check back with Sixel, they've got a whole lot of real estate to themselves, and well, they're going to be a little bit happy because that circle does center up, and they are just south of Buxansa, and they'll have their pretty much their choice of where they'd like to play in or around it. Yep. See now, Twisted Minds, a early push towards the circle center. Again, not like something Twisted Minds would do previously, but there's only so much you can play around here, and they are not wanting to sit out on the edge with all those teams that they have seen in the previous games have been out there too. So trying to vie for something circle center early here, and potentially... Твистеды просто охуенно заехали. Главное, что Перфектикс не нокнулся. Да, очень хорошо. Красавцы. Чё, блядь? ПМА, блядь. Кит двоих нокнул. 17-х просто не почувствовал. Ебать мясо. Если да хорошо, блядь. Двоих разъебали. Ебать тут мясо. Хорошо, блядь, Твистеда нахуй. Уже есть 2 поинта. ПМА сдохли. Нью Хэппи двоих потеряли. При этом вайпнули ПМА. Нью Хэппи отъезжает. Твистеды красава. Заехали, разъебали, встали. Очень хорошо. Двоих убили. Куэмы? А где Куэмы? Так, Легаси тут ПЛМов нокает. Да, Твистеды прям в центре. Мне кажется, это в Буксенса потянет. А так, ПМы в зоне. Не все охуенно. Кстати, заметили, вот когда какая-то нестандартная карта, то есть если не Рангли и не Мирамар, команды быстро умирают. То есть, смотрите, 17-е сдохли, 15-е, 16-е сдохли, да? ГЕшки ПМА. Плюс еще эти типы по ротации хуево ротируются. Нью Хэппи двоих потеряли, Азла двоих потеряли. ЛМ, LG, Сикслы. Ну, Сикслы это еще в начале ебашились. Но в любом случае сразу видно, что проблема в ротациях есть. Допустим, Мирамар и Рангель, они же более медленно, все ближе и начинают плотно ебашиться. А тут как-то все намного как обычный паблик, типа. Просто едут и как получится заезжает и заезжает, типа. Рофла карта. They try to make their way through the hills, clean out what's around them. They're running into Howl. We'll see if either of these teams really want to engage fully into this fight, or if they're just gonna maybe poke at each other a little bit and then go their separate ways. Now this circle shifts towards the west, and this brings me, I mean, instant anxiety, because we saw in EMEA a game end out into this field. End in the field east of Hosan. It was a mortar, chaos, and chaos galore. And speaking of mortars, they're already starting to rain in again. All these players will have to come down the hillside, and there are so many players up east that this can only mean chaos.
Yeah, Twisted Minds in a little bit of a weird predicament right here as they turn their attention towards Hal, but then as the Pentagram, the llast two were there, but it looks like 4AM is going to take care of that problem for them as they pull. Повола, как обычно, агрессивно играет. 4AM увидели твистов. Будет мешать. О. Нет, папа работает. Getting very close to each other because of course they are, Toby. The two purple teams have to get right on top. Всё, иди, не пукай. Sure do, but if you're purple mood here, you have to worry a bit because Shengyi Shenlong is coming in from the northern side too, and if a knock comes through, we've seen six Куэмы в зоне тоже. time third parties earlier, and I would not be Стоят. surprised if they could Не торопятся. here as well. Question mark in the meantime. Третья фаза пошла. Ждут. Ready with their vehicles to push forward whenever need be. Под твистами 36-е. С левой стороны никого. Справа Легаси. Правая сторона очень плотная. Any aggressive plays this early on in the game. Yeah, question mark just kind of clearing Нормально. everything around. Ну, что-то слишком открытое пространство. They are completely content. Well, they were completely content in their compound. They've got a fight, but they've already got RBN inside the circle. You can see just on that mini map. Is fortunately for a lot of our teams, we lost so many people in that one crazy, crazy fight in the middle of the what was that, circle 2 rotations that. It really opened up a lot of space here for everybody else to play. Plenty of space issues once, or if I should say, we shift off of this hill to the east, they are all going to be playing in the low fields towards the west, and that's going to be Так, футы, ПЛМ. to play, but it's not going to be easy because С правой стороны будет какая-то епка. Повла отходит. teams like E36 and up towards Зона все уменьшается, уменьшается. going to be able to see everything out really take advantage of them. Ну, главное, ты всегда хорошо стоят, но это до поры до времени, потому что если какой-то у них ног будет, это будет очень плохо. Допустим, если 4M выйдут сделать выпад на них и начнутся какие-то ноги непонятные, то другая команда сразу подсасывается под это. В этом плане что-то, ну, опасно. Допустим, у Ховлов намного лучше позиции, чем у твистов. Потому что как-никак у Ховлов кемп, а у твистов опен. Твисты в центре. Это хорошо. Куэмы будут здесь играть. Далеко заезжать не будут, но встанут возле Легаси. Слева от Легаси будут играть. Yeah, it almost feels like everybody's just kind of moving in these groups, either counterclockwise or. ПЛМ очень плохо. Походу в правую сторону закрутят. Но там сикслы едут. Сикслы прям под 4AM. Вот я про это и говорил, то что проблемы с ротациями. Никто не знает, куда чего делать. И просто едут, видите? Как паблик играет. Сейчас ПЛМ встретится с футами. This is about that time where we got to start looking at that leaderboard, start looking at that cut line too, and it is very, very close, right around 8th place. As you see, Sixel currently holding it down, but they are out now with 50 points. We'll see what Foot can find. They'll find at least one here off of 4AM. Fluky going to be the one that does it for Purple Mood. And I mean, this is just prime real estate. Сам себе гранату зоны ебанул. All of them really accustomed to playing on the edge. 4AM also playing from Футы задавят. exactly where the position here once more. They lose. Если какой-то ног будет от ПЛМов, то 4AM тоже их задавит. Бесолочный ног это Легаси. Это хорошо. Значит, какое-то преимущество взяли. Фут нокает дальше. Остался Флаки. Но он уходит просто далеко направо. Фут заходит налево, по левой стороне. ПРМ пока понять не может. Кстати, вроде ПЛМ направо крутит, но прям под них едет какая-то команда. GNG заезжает.
Зона все меньше и меньше. Так, футы начали драться с 4M. Бими нокается, но его поднимут спокойно. Это не фатально. ПЛМу, допустим, бежать некуда. Его спереди, сзади закрывают. Денжи вроде кого-то нокает, но в любом случае запушить тоже не может, там фулл опен. ПЛМ где-нибудь между станет. Твисты просто охуенно сидят. Они, походу, про New Happy знают инфу. Они хотят его убить. Да, убили New Happy. Так, тут футы, получается, ебашут 4AM. Их убивают. Бать. Ебать. Бля, меня даже мысли здесь сбился, блин. КМ хорошо давят, но РБН прям за зону крутит. Опасно. А, хорош, прочитали. Ферзь поднимается. Сникерс хорошая хае, но не убивает. Легаси сделал вид, что уехал, но все понимают, что он не уехал. Дратутель Мюргу, с днем рождения. Чтоб в твоей жизни присутствовали неимоверное везение, громадное счастье, семейного уюта и тепла, не пошатнувшееся здоровье, огромное количество денег. Махтал. Деньги не помешают. Махтал заги. Пиши. Так. Легаси умирает за зоной. Футы тоже, наверное, не смогут зайти. Листы тут закрывает. Плюс Денжи мешает футам тоже еще. По чину. Заметьте, КМ уже догоняет по плейсменту, ну, 8 место. Почти чуть-чуть осталось. При этом твисты тоже уже близко. За КМ идут. Повол нокает Данту, но это походу с миника. Это сдалека просто. Пищный нок. Да есть не смогут, скорее всего. Но при этом зона давит, возможно, умрет эта зона. Там никто им не мешает, должны заехать. Тут просто творится какое-то мясо. Вы пушат LG. Ябон не перестреливает Рела. Рела просто в ударе уже хищников хуярит. Как семечки щелкает. Майм убивает Бими. Закрывает футов. LG заходит в зону, но тут уже перфектикс в спине. Вот. КМ нокает Рело. Но они дозакроют их в любом случае. Ну тут, блядь, проблематично. Прогноз делаем, ставим на твистов. Читы за твистов, блядь. Pure Boy actually from Interforce going to make sure that he prevents that res. So Phil First will get credit for that kill, and LG now down to 2 as they are pinched between КМ. КМ надо как-то зону закрыть и еще 36-х выбить. Это сложно, блядь. У твистов проблема. Денжи мешает. И надо как-то LG закрыть. Хорош, Лу. Лучший. Хорош. Хорош. КМ нокает Данте. Данте, блядь.
Батулина нокает. Заезжает в зону. По позиции укрепились. А теперь очень большие проблемы у твистов, потому что твисты не в зоне. И им надо что-то делать. Скорее всего, они пойдут просто в сторону Джинжи. Но тут им не получится, походу. А, у КМов тоже проблема. Данте нокается, Беслач нокается. Все. Твисты будут пушить КМов. Без шансов. КМ умирает. А Дози горит. Все, КМ умирает. Но при этом набрали очень много поинтов КМ. 50 поинтов, это уже хорошо. Это буквально они в топ-8 вместе стоят. Это пиздата. 36 опять просто АФК сидят, нихуя не делают. Такие возьмут именно, наверное, опять топ-1. Твисты всех ебашат, просто кого видят, закрывает Джинжи. Очередной нок. Остался один чел из Джинжи. Он, походу, от зоны умирает. Нет, решил побежать, но тут Ховлы должны закрыть его. Тут камень помогает. Но все равно, все, умирает. Твистов, блядь, там фуллопин, но не знаю. Может, где-то есть там, где сыграть. Ну, твистам тут очень тяжко будет сейчас. Смотря как зона сейчас еще ебанет. Спайр, блядь, поторопился. Куда он поехал? А, он хотел, походу, видите, вот камень. Он хотел до камня доехать. Не получилось. Тут теперь 36 не выиграет. Это, походу, игра Ховлов. 4 килла, хуйня полная. Тут надо что-то 36-м делать. Тачка застряла у них. Нет, выехала. Но тут настреливают. Это очень хорошо для наших, потому что они под Ховлов закрутили. Это заебись. Они под Ховлов заехали, тут уже получается Ховлы, по крайней мере... Хотя нет, все равно, блядь. Батулин, давай, добеги, Батулин. Хорош. Нокнулся, но добежал. Нормально. Тут проблематично будет Скофилд, видите? Он с правой стороны крутит. А, все, заметили. Нормально. Скофилд не подойдет. Твисты в зоне. 36 и Ховлы тоже. Нужно, чтобы 8-я зона еще чуть ближе к нашим была, хотя бы. Но у наших просто все раскидки закончились. Смоки, вся хуйня, все закончилось. Но они попали уже в топ-8, это уже очень охуенно. 36-й просто нокается от зоны и просто там и умирает. Поднимать не будут. Да, он просто умирает за зоной. И получилось, что 36-х двое. Ховлы full squad и твисты. Твистов трое. Но тут еще надо понимать, что у Ховлов full раскид. У них буквально все есть. И броня, и все. А у твистов вообще ничего нету. Вот одна хаешка у перфекта. У перфектикса. На этом пока все, блядь. Захуенно. Не, ну это такое сомнительное решение, потому что, допустим, Скофилд вроде закрутил, но он-то один. Допустим, если его нокнут, это все ГГ, блядь. Надо было хотя бы еще плюс одного какого-нибудь. И то у него тут угла не хватает, смысла нету. Если он нокается, он умирает, типа. Оно того вообще не стоит. Решил поехать обратно, блядь. Ну тут заебешься щит ломать.
Yes, indeed. They're gonna need Lou to take a shot back just to Ебать там. keep their Лу просто, блядь, налево-направо. Эй, кто там? Перфектикс, блядь. А нет, Лулу. Налево-направо всем раздает, блядь. playing around it with that mini. Gotta be careful as well because yeah, like you said, Ах. and broken Батуля нокается. gear is concerned. And yep, there you go. Но при этом Лу нокает Скофилда. Но его поднимут, походу. Бля, твисты живут, сука. Пиздец. Нихуя нет, но живут, блядь. Ебать. Это охуенная игра, блядь. 36-е решили под Ховлов крутить. Не, ну это рофл, если второй топ возьмут эти крысы. Не, они ноки, топ-1 не возьмут. Батулин тут, скорее всего, просто возьмут и будут умирать за зоной. Им просто делать нехуй, просто, не знаю. Да. Правильное решение. 36 тоже. Все правильно. Ну это пиздец, конечно, для Ховлова, блядь. Никого не убили, блядь, и взяли топ-1, типа. Видите, как хуево? Они могли, допустим, одного оставить, смотреть твистов, но троем крутить в правую сторону. Убить направо, получается, вот 36-х. Армия 36-х, потом убивают, идут, твистов убивают с двух сторон, 2-2 типа делится. Волевое решение какой-то сильной команды было бы такое, лично я считаю. А они просто морозились, АФК просидели, а по итогу что, блядь? Они никого не убили. А какой смысл? У них там сколько? 3 килла, блядь? Ну а какой нахуй смысл от этого? Они находятся в жопе, а им надо много фармить. Надо было убивать уже, пытаться. Проебать так проебать. Уже на карту все поставить. Потому что last day, блядь, у Ховлов 18 поинтов, блядь. Ну это пиздец. Им надо догонять же, а не просто сидеть морозиться. Они в любом случае сейчас даже никого не догнали даже. Типа смысл от этой карты, вот типа сейчас 9-я игра была. Твисты, блядь, уже в топ-8 залетели, они тут, получается, даже Джинжи не догонят. Они никого не догонят. Тупо дефолтная математика, хуй его знает. Здорово, Олежик, добронер. Ну, там сойдет нормально, неплохо. Еще. Скажем, неплохо. Твисты топ-8 гильдер. У КМов еще, ну, пока не очень благах. Твисты догнали КМов. Да, Его. Сейчас в Викенде будет вообще рофла карта. Там таких же мувов очень много будет. Просто на ротации все сдохнут. Неинтересно смотреть. Типа вот Таека в Викенде. Плотности нету, ничего нету. Просто берут и умирают, и умирают. Это глупо. Может быть, кто-то скажет, типа, да, типа, это для разнообразия заебись, типа, новые карты, туда-сюда, но... Хуево. Несбалансированная карта, которая никому не нравится, типа. Плюс вот всякие вот панцерфаусты. Да, зрелищно, но это дисбаланс. Я считаю, что панцерфаусов не должно быть на турнире. Допустим, если бы не панцерфауст, вчера у Перо, возможно, был бы шанс хоть что-то сделать. А получилось так, что один панцерфауст просто закрыл их и все.
Twisted Minds, surprisingly, in the chase. They still got some kills. They still got a good placement here, so they got the most of it. And of course, not giving the points up to Hal here is important to them. Once they're the teams at the bottom, you don't want to give it up to them. Но наши красавцы And that's when you watch this at home, and I think свое фармят. sometimes it's anticlimactic at the end, but you don't always deny the points. But when you know that the two teams who are remaining are teams that are on the chase, that are looking to catch you, that 4 Вот. points denied by Twisted Mind could ultimately КМ 11 место, но 50 поинтов. До топ-8, видите, 1 поинт решает. Здесь ты уже 51. Они потихоньку догоняют уже. Осталось 3 карты, и им до топ-7 уже 7 поинтов. КМ 8 поинтов. Тут буквально хуйня осталась. Вот 36-е мерзко играют, я не знаю. У них, блядь, ПТС больше, чем киллов, блядь. Вот заметьте, вот единственная команда, у которой, блядь, киллов меньше, чем ПТС, блядь. Это как, нахуй? Это же пиздец бред, блядь. Чекайте, это что, блядь? Это просто кошмар, блядь. Как можно так играть? New Happy 27 киллов? Блядь, 60 киллов... 27 ПТС, да? И 60 киллов, блядь. 84 поинта. У 36-х, блядь, 31 нахуй поинт, блядь. Плейсмент поинт. И 29, блядь, киллов. Они, сука, даже не стреляются, блядь. Они просто, я не знаю. Какой-то кринжухой занимается. Овла 14 поинтов. Твисты 14 поинтов. Видите, в чем прикол? Овла 4 килла сделал, но, бля, а толку? Твисты в любом случае как будто выиграли. Вот они, 36-е, блядь. 6 киллов, 3 килла, блядь. У них каждая игра такая вот хуйня. This is going to mean that E36 is going to hold on to that top 8 spot. They're actually putting themselves into 60th, tying up with LG. That's like what you get from having two back-to-back. Реально, вот видите, просто единственная команда, у которой ПТС больше плейсмент. Going to be irritating for LG to consistently be putting in some of these fights they are and to see E36 passing them. Also worth noting, Hal did put themselves into striking distance off the back of that game. They moved all the way up to 32 points, which does mean that with 3 games left to play, they are in the hunt. Только топ-1 Худ. Худ, потом New Happy. Тио 8. Нан 16. Неплохо. Без слэша Доузи. Kill First. У них, походу, Данте, блядь, 2 килла. Данте, ебать, выпал. Данте просто выпал с игры. Вот, смотрите. Чекайте вот. КМ, да? Данте, 2 килла, 4 ассиста, 1300 урона. Kill First, а Доузи бесилась. 10, 10, 11. И по 2000 с каждый урон. Понимаете, да? Кого надо менять тут? Хотя, возможно, это в квалах он пока так играет. Может, еще покажет себя. Но в любом случае, это имеет место быть. Медвежонок бегает. А что это было? You know what? If I was in a zoo, and I wanted to show my wife a polar bear and start doing that, I'd probably just leave the zoo instantly. Probably a good idea. Probably a really good idea. Little worried, not gonna lie. Let's see, we mentioned earlier today that there was a chance these things might happen where we get some hot drops because some teams have already solidified their spot in the top, but while first and second might not fall out of top 8 as it stands right now. Вести свой кемп падают, все нормально. ПЛМ летят на Знова или куда-то дальше. 36-й падает на повилку. А КМ? Где КМ? А, КМ обсерватория. И это зона КМ. Заметь. КМ в центре.
decision. 4 a.m. to an extent too, although they are right on that edge. They're going to have to really take their move about getting their looting phase done and get somewhere a little bit more closer to the center, because that is dangerous territory to be in. Sure, as you can see, the grounds of honor is Rondo. I'm loving what we're seeing from Love that me live some action movie. It looks so insane, and I'm pumped about very that, much dude. looking forward to see more than just the trailer. I want the whole thing. I know, But, give me something. at least we get to play the game, play the map, and watch the full thing on December 6th. So if you haven't already marked it in your calendar, damn, better do it now. Yet another exciting 34 лучше играть, чем Экзальта. Ну, тут базара нету, Баска. Это да, факты. Мне кажется, тут любая команда, даже ПМА играет лучше, чем Экзальта, я не знаю. Хоть даже у них бы 11 поинтов, но, блядь. ПМА, по крайней мере, двигается вместе, делает, пытается что-то сделать вместе, а Экзальты просто, блядь, я не знаю, хуйни творят. С днем рождения, Махтал Леха. Сай, здорово. Тантен, Нур, Бабзан. I love it. Man. Let's see what these guys decide to do here on Vikendi to separate themselves from the pack and secure themselves a top 8 spot, because this is about as hard north as you're going to see. Sure is, and a lot of the teams that like to play Cinder early on won't be, at least right from the get-go, Так, по зоне. to do just that. 4am are starting to scout their way further towards north. HSM По зоне КМ молодцы. be the scout on the team of 4am. Here he is once again. One of the best support players in the world. When Xiaopian was reached out to in terms of making his way over to foreign, LG тоже близко. NH Esports, ГЕшки и 4М что-то, походу, встретились или что-то у них. Овлы поехали, Легаси поехали, Твисты тоже поехали сейчас, поедут. Лужи едет, значит, вместе поедут паровозом. would be terrible if he falls, but who spots who's first? HS spots him behind the tree. Cest has the cover, but Bah. HS has the headshot connected. That is a brave repeat there, Mr. Zest, and you pay the price for it. HSM gets down to about half HP. He's got nobody really around him. The rest of the squad is on the move, though. 4М нокнул и уезжает. Правильное решение. Но тиммейты едут. Сейчас будет решать. Кто тут в доме хозяин. 3-6 сэкономили. He was the first one on approach. He instantly went for the rest, but as soon as he not only hears a car leave, but also cars approach, he's going, lay there for a while. I need to scare these guys off. We need to puff a fish. We need to make sure that they Махтал Хатабыч. Отут бирбе? Отут бирим было. able to do just that. And they did the same thing that that Foot did in the last game. They pop their man into the back of the truck and make sure they get him out of there. Отут бирим было. Кыджен, элэр, гынным. Inevitable push is going to come in from 4 a.m. Now they got to be quick about things, because as we said, they were in that dangerous position. They run into Genius, and now Hal is right on their backs as well. Так, все ротируются, все, кто хуйней занимается, Твисты едут. Нормально. Так, тут сильно пока ротацию смотреть не будем. Давайте так посмотрим. Тут опять же будет много потерь. Смотрите, третья фаза, уже 2-3 команды просто сдохнут. Как в Таего будет ситуация. Coming in from ZP on, so Hal, they get a little bit too close to danger and they pay the price. And again, I mean, Bobo, such a heavy-hitting player. I had a chat with Xiaopian coming into today's games. Again, the former IGL from New Heavy, the player that literally put New Heavy on the map as the best team, not only in China, but arguably in the world at the time. I mean, Bobo is just, he's a master fragger. Бля, тут ГЕ умирает. That we will have to keep our eyes on. Hal now, though, trying to pull on up here. They've heard Genius, they know they're around, but smartly, Laza is waiting for his teammates to arrive. Oh, Clories will find one with the initial grenade from the top floor. The Mad will go down. Will he get the flush as well with the second one? Won't find it. Clories, get some damage into Schofield, and now this has turned into a full-on fight as the rest of Genius has decided to arrive. But what an angle from Schofield. He'll find Sir T, and now Clories will trade it back. Constant trades back and forth, and this ain't helping any one of them, because now look at this legacy is here. Кстати, по итогу-то ГЕшки-то выиграли. Passive in the previous games, now all of a sudden have started aggressing at the exact same time. How might actually be the ones to get the rewards off of legacy? Куда ты, блядь, бежишь? They need to find the kills first. Mad able to peek on over, Yes. find Clories. Бля, я иногда поражаюсь, что делают, блядь, команды некоторые.
И не, такой сколько они в ближних файтах просто теряются. Странные решения, типа. Он понимает, что у него в первом этаже, типа, люди, и он просто в сторону, блядь, этой ебучей лестницы бежит, блядь, ну нахуя. Хуйня какая-то. To make this thing happen, but let's get a little listening to Interforce 36 and see how they made their way to this tournament out of Japan. Again, the Japanese team led by the Korean OG in-game leader Starlord Е36, походу, японцы. arguably plays in one of the weaker regions, but a team that time and time again, and this year in particular, has shown us that Japan is not a region to be fooled with. They've already got themselves a win. They have great knowledge of making their ways into those late game positions. I feel like they just need a little more firepower, really, to solidify their spot in the globals. Yeah, I mean, look, you saw it in the clips there. They are mechanically gifted, to be sure. So they have some firepower. They've just got to figure out how best to go about using it, how to engage in these fights in such a way where they don't lose anybody. That's the biggest problem. Мы красава. Действительно красава. В центре сидят. Ну это может хоть куда угодно уйти. For a second, let's listen to Hikari and see what he has to say about his current performance. 마무리한 성적은 많이 아쉬웠던 것 같아요. 솔직히 저희가 1, 2라운드 치킨을 먹고 나서 충분히 오늘 하루 1위로 마무리할 수 있었지만 그렇지 못했던 게 좀 많이 아쉽습니다. 전부 다 저는 경쟁력이 있는 팀들이라 생각하기 때문에 새로운 환경에 좀 적응만 잘하면 저희랑 비슷하게 좋은 모습 보여줄 수 있을 거라 믿고 한국팀을 같이 응원하고 싶습니다. 저희가 비록 5번째 한국 시드로 올라오긴 했지만 저희가 그래도 열심히 하고 있으니까 많이 믿고 응원해 주시면 좋은 성적 보답할 수 있도록 다 같이 열심히 할 수 있도록 하겠습니다. 같이 인원 손실 내지 말고 끝까지 살아남아서 후반에 봤으면 좋겠습니다. Well, while it may not have been as barn-burning of a start for Azla Pentagram, they have performed extremely well today, earning that second-place spot for themselves overall, 72 points. And so far in this game, they have one lost. Даже They are in a pretty decent... зона даже не сомкнулась, уже Геши сдохли. I'm looking at this map right now, 17 seconds away from phase 2 popping, and I'm just gonna say, if we go north on this one, we're entering I've never seen, I don't think others have either. I'm seeing for these Сиксел закрывает зону, кстати. Будто что-то заметили и просто уехали. For info, they instantly swung and we actually headed towards the north again. I know a little of this map. I've been up here, I've played through it, but there are gonna be dips that have still yet to be found. There are gonna be compounds that have still yet to be coined. Where, oh where, my friends, are you planning on playing this one from? Because one thing's for sure, all these edge teams will now only have half the circle to rotate in from, because north is just the icy frozen tundra. I tell you what, man, the only thing I'm working with here is some experience dropping up there to loot when we were playing slow a couple of times. I've never seen anything end up here. I've never watched any pro games that have ended up here. It's not a complete mystery, but it is going to be interesting to watch Нормально. play out as you see Вести очень хорошо сидят. stop down here a little bit as they lose a couple of tires. I'm not sure Машины в себе. Twisted Minds that did that or Просто Twisted might под льдом сидят АФК. beneficiaries of a Им там никто не мешает. Если даже нокнут, они спокойно поднимаются. Машины не пробить. Зона ходит, они спокойно уезжают. Одни плюсы. Is going to be difficult to maneuver towards, yet they do it regardless. Foot Esports trying to make their way on up here. 8C spotted in the open, and Zeus spends no time taking him down. 8C taking one for the team right there, really, is he spotted out Sixel just kind of hanging out on that coastline, ready to spray down his transitioning teammates, and he tried to pull up and
see if he could maybe pull them away and Чё, блядь? the price. Huge read by Shen Yixinlong as well. They set up an initial ambush that Foot actually read. They У Твистов 2 нока, блядь. push all the way out east. Great, they dodge us. Ёбнутый, что ли? Take them on again. Actually, it looks like that fight might not be over, but right now we're checking in with Twisted Minds. There you go. Foot Esports, they passed by, but they came back to try to save their teammate. And in the end, Suze is going to be the one that does the damage as Beamy will go down, Itzy will go down, and now Foot Esports down. Так, Твисты поднимаются. Vard. Again, you can't wrap around a team that's wrapping around you. It's the Edge Fiesta here in Group B, and it's continued. Да, Твисты поднялись, блядь. Ебать, чё за хуйня, блядь? ОРМ мы чуть двоих не убили. They're not accustomed, or unaccustomed, I should say, to losing a player or two in the early game. Опасно. Checking in with E36. We talked about them a little bit earlier. A lot of firepower on the squad. Yeah. Mechanically gifted players and ОРМ простреливает, что ли? play here is Bobo picking Howell right out of the driver's seat, and man, he is making that mini do work right now. Young gun out of China. He has plenty of years of competitive PUBG yet to play, and I'm sure that we're far from seeing the best of what he's going to be able to deliver. Well, meanwhile, Twisted Minds still just kind of in shambles right now, but somehow keeping everybody alive. This is obviously not the greatest position for them to play, and no, there you go. They're going to find Перфектикса убили, блядь. Чё? after a nicely placed grenade from Tian. Чё за хуйня, блядь? Now Foot Esports check in with them again, down to 2. Vard all by himself. It looks like they're leaving T-Bone on the coast up to the north. Vard getting the high ground, just waiting to see where the next circle goes, and it's going to Перфектикса просто нокнули и убили хаешкой, блядь. Ну это пиздец бред. Down towards the south, and you say right on top of land. I say Какие-то ПМАшки, блядь. water. I mean, this is a massive frozen lake that You can walk is that, on it, that it's by land. the way, well, I mean, yeah, that by the way does not get shifted away from in phase 4. So question mark is not guaranteed a circle shift here. This one can go pretty much anywhere on the Renner scouting with a Panzerfaust in hand. Do they see T-Bone? They have Foot Esports players split wide, but as you said before, there's just 2 of them left alive, and I don't think that Foot has any interest in taking this fight. They know it's Shen Yixinlong. They know they're 4 still up. Might as well just let him pass, let him get the circle center. Maybe you can find some third-party points should a fight happen between Sixel and Luminosity. Uh-oh, this is kind of scary stuff here for LG. They were in a 2-2 split. They see Сикселы дальше едут в зону. got a guy hanging out of the passenger side window with a Panzerfaust. That's not really what you want to see coming. Fortunately for them, Sixel will go ahead and pull off the shots from LG. Решили пока встать. And we'll see what LG decides to do if they still stay in this У 2. КМФ 1 килл. T-Bone maybe thinking about a little bit of revenge here. Yeah, I mean, would be a great little punch in return to be able to take him on again. Foot. They are by no means safe in terms of their standings right Вард now. все промазал. Neither are Бывает. Shenlong, so both with plenty still to play for, both with good reason to try and just leave each other at, like, just leave each other be and play this one smart. Starlord, I saw it just before on the map feed. He actually flew up for info. He took an E-pick up by himself, went back towards his teammates, so Perfmood caught him midair, and that's him instantly down. Look at this. Lorena wants to use that thing so bad. I kind of want him to too. Hikari will take out the bear. Shouts out in chat. Throw your F's out for the bear. As he goes down. Look at this. He wants to use it. He wants to use it so bad. He's like, I've been practicing this thing, man. Please let me use it. They'll go ahead and spray down T-Bone's vehicle, but that's going to be about it. Oh, December 12th actually spotting out Boleong. That'll be a quick and easy res. Is New Happy pushing this? They're in vehicles. They're in cars, but I think they got more to play for in the circle center. Wait this one out. See if you can 17 убивает Футов. T-Bone. That is once again Foot in. И все по ЛГшкам сели и просто чилят, я не знаю. Kendi yesterday came out victorious, but this is going to be them down and out in 15. And there you go, Vard. Yep, spotted out by Non as well. So, as you said, down and out in 15. Phil First is going to find. Вот Твисты это пиздец, я не знаю. A number of long-range fights Ну, going on. Перфектикса хуёво потеряли, а пиздец хуёво. G and 4 a.m. as they are just playing around the smokes right now. As Pio will find 2 with the grenade, finishing off 1. Songjiang will go down to crazy.
Да, твисты в зоне, в центре. Но были бы фулл сквадом, блядь. Вот Перфектис бы хуйней бы не страдал, было бы охуенно все. Молик. Молик. Минус Денджи. Ебать. На нахуй. Ебать. С ДР. Зикюкс, махтал. От души за 500. Спасибо. Я говорю, просто какое-то ебаное мясо происходит. Ты шестой, куда ты, блядь, со смоком выбегаешь? Вот и все, блядь. Все, что могут 36, это вот это вот. Файт нулевой у них вообще. Беслэш кого-то нокает. Билферс еще одного нокает. Сейчас главное да есть. Бам, вообще закрыли их. Охуенно. БМ и красава в топ-8. Ебать нахуй. БМ врываются в топ-8 просто. При этом твисты до сих пор сидят. Буквально бублик, нихуя нету. Но они в центре до сих пор. Скоро все будет. Батулин хорош. Свой поинт взяли. Вот тут КУМ будет очень сложно выехать. 17 мешает. Твисты сидят. Лейм очень плохо. Азла душит их. Хорошая хае. Еще хае. Если шнокает 4AM. Зипьяна ДС нет. Куэвы молодцы. Минус Хоула. ПМА, еще один поинт взяли. С днем рождения, грязное животное. Спасибо, Крис. Реально скипну. Мы тут турик смотрим. Голубая луна, да? Азла ебашит. ПМА делал хоть какие-то киллы. Неплохо. Азла поднимается. 17 против LG.
Просто на одном корабле, блядь, просто. Непонятно, что происходит пока. Хорошие хаешки. Граната зона. Сибей, походу, умирает. А до... Да, Куэма просто крашится в них. Very, very available here. They just have to clean out what's left, and they've got enough blue zone grenades to do it. And look at that mime just on the outside will stay alive. Один майм остался. Do they know where he is? Do they think У Куэмы 8 поинтов. Твисты тоже неплохо поднабрали. Тут уже никто не остался. Тут бы я поставил на Куэмов, скорее всего. Ебать, Филферс убивает. Хаешка. Пиздец. I thought he might have gotten Dante with that one too. That was a very cheeky nade there from Mime. Meanwhile, Legacy's been hanging out on this southeastern side. They're still 4 strong. They've spotted out 4 AM Bobo. They know he's hiding behind this rock. They're going to try to clean this up, maybe get that last point. Brazilian умирает. majesty and history as they now collect their 7th kill. Легаси просто тоже падает. Ебать, бестолочь. Куэм уже на 6-м месте, блядь. Хорош. Данте добрал. У Данте до сих пор 0 буквально. Данте буквально нихуя не может сделать. Но ничего, похуй. Остальные зато ебашут. Не, красава. Куэма уже на 5-м месте. Лучшие просто. У них группа пиздец плотная, не знаю. Отрыв буквально хуйня. Твисты могут на следующей игре просто спокойно догнать их. Даже сейчас могут догнать. Если твисты сейчас возьмут и убьют всех Куэмов и также убьют этих Легаси. Что-то ты поздно аптеку ебанул, бестолочь. Legacy's player falls, he might just be able to full speed send it down that hillside. Feels like last game we saw that Twisted Minds train start rolling in the right direction, and now they are set up. Бестолочь умирает. Possibly get the win here in this next game. Best of luck will Поинт не отдает. all by himself on an island to the south. Тут And Twisted Minds если выиграет, без шансов. This could be absolutely huge for them. With 2 games remaining, they could position themselves in the top 8. I want to see the circle go south because Sarah has 4 bullets. I just want to see what impact he gets to have with 4 bullets set on his own, and it does swing down. In all fairness, kind of the best place it could go. No one's in, but the very edge of Twisted Minds kind of crater in the middle of the icy lake is still in. Question mark. You're the ones who have to make a Куэм топ-1. swing east out into the open tundra. What's the plan here? One thing. Куэмы, да, могут, получается, вообще до топ-1 закончить. Они молодцы, они прям нихуево так. 12 киллов. Сейчас могут еще вот это вот Легаси убить. Либо он от зоны сдохнет. И они сами тоже, наверное, скорее всего, от зоны сдохнут. Потому что против твистов, типа, фуллопин, хуй его знает. Но они решили поехать. Это изи 2 поинта. At least a second place off of this. As you said, Gizera
Not really a whole lot in the way of bullets to go here, but he's got spunk. He's got gumption. Had it not been for Bestelok too, they would have looked very good from that southeast man. rock, but not That to is be. Brutal. Not to be. This looks to be a EMEA fight for first place as Kassira now does make his way out into the open. He has a little bit of a snowbank to throw behind, but Spiro, a little bit of a parting gift. Yes, you made it to the circle, but we're coming for you. And now QM actually going to try to send it here. The spray coming through the smoke clouds. Lou will get him down low. They're sending, I think they might be sending that over to near where Gizera is. They've got a little bit of a hill to work with. Gizera going to get another point there off of Dante, or at least gets the knock. Hasn't been able to flush him just yet. A doozy couldn't make it all the way to his teammate as they were just getting sprayed down, and this might be a kill stealed away. Oh, no, Gizera gets it anyway. There you go. Good stuff from him. QM tries to get close enough. He gets Doozy too. Gizera, you absolute maniac. He found some bullets. Doesn't matter, though, in the end. Twisted Minds will clutch out the victory. Even Batulins is shaking his head. They were not expecting that when they went up there in early phase 2 that they would have to fight their way through. They lost the first player, I believe, of the game in Perfectix, and yet they hung Вести молодцы. claimed themselves a win. Second place, now into first place. Looking good for Twisted Minds. But a great game from Question Mark nonetheless. Lest we forget, Bestelok 7 kills. Кто-то наезжает на Данте. А Доузи что-то спросил с Данте. Он походу сказал: ты, сука, хотя бы килл сделай, блядь. Иначе кикну нахуй. Вот так вот сказал, скорее всего. Потому что у Данте 2 килла. Сейчас отрыв тут еще больше будет. Данте слишком слабо себя показывает. Расслабился, пацан, расслабился. Лиз куда-то далеко уехал, мне кажется. Really good to see them. And in general, a rough match here. This northern circle here is always a hard one, especially on that ice lake there. I felt, though, Неплохо. the divots and the small cracks in the ice there, that could have accommodated more people, but Twisted Minds were able to defend it extremely well. I think Poro put it best. This is an area Бэкбэк, молодцы, понял. Но и скилл фармили. Ну там да, не зафармили, но похуй. В принципе, неплохо. So I think maybe some teams might have been less familiar with exactly where those cracks and КМНР Бетлера. Поинты. Ну правильно, потому что они же понимают, что Легаси чуть выше, а если в спину дышат. Спорт есть спорт. Даже билет товара с серволахтерна они не имеют права поддаваться им. Это правильно. Вот Уля в ахуе просто надевает. Но он просто, наверное, больше удивился от того, что они просто заехали в эту яму, они в этой яме и закончили игру, типа. Он больше от этого, наверное, типа, подгорел у него. В Викенде босса на картах ходит. Difference makers. What's a difference maker on Vikendi is the terrain, and I think a lot of the teams, not say inexperience, but really unfamiliarity with some of these extreme circles. Remember, the first day we got a crazy south circle, and now here we are over on the north side, sort of experiencing something new with the frozen lake. Yeah, exactly. And I gotta say, it's been entertaining. It's good to watch. It's challenging the players and the teams in general, and that's something I like. These kind of curveballs because the teams here, their knowledge on the maps is primarily in the 3 other ones. Vikendi is the least known, especially in a high level like this here. So these areas here, and you can see maybe. Ёбаная Викенди. Так, Викенди посчитала. Надо же здесь лидерборд обновить. КМ красава. 4 килла, топ-1, 14 поинтов. КМ 12 плюс 5. 15 поинтов. Легаси дохуя зафармили. 15 поинтов.
only 3 kills on this This one, is why they but celebrate him. They knew already he's going to be the man of the but match. it's not just this match, sure, but he has been doing really well. I think kind of not only carrying the team, but leading the team's charge in the last couple of matches we've seen so far. КМ 17, вот Legacy 15, Твисты 14 стабильно. Ну это хорошо. Они в прошлый 14, сейчас 14. Они сейчас тоже в топ-7 залетели. Спокойно. Отрываются потихоньку. Неплохо, неплохо. Общие поинты, вот, видишь. КМ и то недалеко уже, видите? Типа, КМ 5 место, 67 поинтов. Твисты 7 место, 65 поинтов. Сейчас главное не расслабляться, 2 ранги осталось. Им сейчас главное удержаться здесь. Надо просто удержаться. Потому что в спину дышат, не знаю, еще много. Вот 4 команды еще дышат. Фора, ПМЛ, Сиксел, Путы, Джинджи, возможно. Овлы, хуйня. Ну, эти тоже хуйня полностью. Но в любом случае, не надо расслабляться. Могут 2 ранга, если 2 раза хуево сыграть, это все, это можно отлететь просто отсюда. Это плохо. Но также у Твистов и у КМов есть очень большой шанс взять топ-1 вообще. За 2 игры они могут обогнать New Happy. Так, также по игрокам посмотрим. Беслач просто, блядь, взлетел нахуй. Смотрим по командам, по командам. Вот, смотрите, по командам. Данте 2 килла, Пилферс 14, Адози 11, Беслач 18. По АДР Беслач 3000, Адози 2700, Пилферс 2500, Данте 1600. Слабо. Надеюсь, он улучшит свой показатель. 2 килла, блядь, за 12 игр, прикиньте. 2 килла за 12 игр, блядь, ну это пиздец, я не знаю. Это как Фейт, блядь, но он-то еще хоть урон наносит, а сейчас Фейта посмотрим, блядь, это просто... Это было вообще, я не знаю, бог игры, блядь. Три килла, блядь. 1000 урона. 12 игр, блядь. Это смешно вообще, я не знаю. Он, получается, по игре даже 100 АДР не делает. Это и то он в конце последней игре, походу, подфармил. Он в первый день вообще 200 урона дал. Это сколько? По 50 урона за катку. Это, прикиньте, просто зацепить хаешкой, это уже, типа... Ну, это пиздец, я не знаю. Артикс тоже не лучше, я не знаю. Я, блин, жестко коннектор надо. Вот если... А, Твисты 17 идея. 17, да, что-то это... Ну так, стабильненько идут. Ну что-то, да, что-то оборот у них оборот упал. Именно с первым днем. Стабильно 6-7 поинтов и ЖБ галлерни. Ну да. Сейчас самое главное, булки не расслаблять. 3 минуты перекура. Просто они прям сейчас твисты и куэмы буквально на грани. Главное сейчас не проебаться и все. Поинтов 10 набрать и все. Данте раньше круто играл, постаревший. Ну, может быть, просто пока не зашел как бы в общий поток. Команда-то по факту хорошо идет, так что пока нормально. Бывает такое, что в команде у тебя кто-то проседает, а кто-то ебашит. Если он как бы по самой игре, типа, ну, общается, инфу дает, там, зажато не сидит, там,
Если даже первый залетает, жертвует собой как бы на размен, типа первый залетает, за ним кто-то забегает и разменивает. Это все нормально, типа ничего такого. Нормально. Главное, что команда стабильная, ну, ебашит и ебашит. Типа. Пойдет. Не так хуево все. Это будет понятно, знаешь, где Баска? Если они сейчас пройдут, я надеюсь, что они пройдут. И в субботу-воскресенье в Виннер-сетке вот там начнут играть, и там тоже сравним общую статистику Данте. 58 ноября пройдут 10 минус. Ну тут смотря, Орех, как сыграет. Смотря как сыграет команда нижняя. Видишь, ПЛМ, 4м, Сиксл. Сомневаюсь, конечно, что какая-то команда резко возьмет и наберет, но если они 2 раза в Эрангле просто отлетят, то это хуево будет. Ну, сейчас посмотрим. Will you make winner's bracket? Will you make loser's bracket? That question is going to be answered in just 2 matches. We're going to head on over to Erangel for the final 2, as we always do. We close out the brackets on the true and tested. I mean, we wouldn't have it any other way. It's getting close, Poro. It is getting really close. It is. It's impossibly close. I mean, I feel like our bottom 4 teams of the top 8 right now have to be sweating bullets because there are 4 teams on the other side of that cut line that are well within reach and could turn things around here in 1 game. So, and as you said, we're heading to the map that everybody knows so well. And again, you don't want to leave it to Game 6, right? Game 6, it feels like that's when the wheels come off of everything, and it is just terrifying, a terrifying prospect to have to rely on Game 6 to be the one that takes you there. 100%. We've seen crazy shenanigans. We've alluded to the fact that maybe some of the teams up in the top will now start harassing other teams in the early game. Yesterday, or the day before yesterday, I should say, we only had Western games up towards Everest, down towards Chopsticks. We have still got plenty of the map to explore here in Group B, but let's see where this second to final Erangel takes us. Military Island came into play yesterday. We'll see if maybe it comes back again today. That plane path, not really looking like it's going to send it that way, though. That'd be spicy if it happened off of this plane path, not gonna lie. It would be interesting, wouldn't it? It sure would. Well, I mean, you're looking at your usual drop spots on this Erangel map for most of these teams. So you look at the teams that are in the top of the leaderboard: New Happy, Asla Pentagram, Legacy 17. All the teams that pretty much have things secure, the only teams really that I would say would have things secure, all still look like they're going to their normal spots. So at least no hot drops to be found off the jump here. Still 1 more left to play after this one, though. Maybe it'll change coming into the final match. But as you're saying right now, it's looking pretty safe. I'm not sure why Pure Boy has joined Gen G, but he is flying in slow over the top of them over towards North George. Enterforce, though, should be very safe there up towards the north. Still 20 seconds to go before this first circle will pop, and again, back-to-back Western ones in the previous one as we hop on out. Maybe a remake in the making? Could be. Haven't gotten any word just yet, but
Looks like that might be the case here as we will reset this next game. But let's talk about Erangel, Toby. Production heard you. They're like, wait, Casters wanted a milli circle. Wow, we gave them the wrong play. Don't put this evil guys. on me, Reset, okay? reset. Pora wanted a milli game. Let's reset it and see if we can do it better second time Well, around. boy, you want to talk about your nerves are already on edge if you're in the hunt for this top 8 spot. Now all of a sudden you got to go through a whole reset. We haven't got confirmation as to why this is just yet, but either way it's happening. You can see the boys are just kind of relaxing a little bit and just getting back into game, just trying to shake off a little bit of the nerves here. You know what? I love the fact that we're looking at Starlord right now. The guy said in the bottom right corner of your screen, the in-game leader for Interforce 36. I've had the pleasure of knowing him for a long time now in PUBG. Now that he's in playing Japanese PUBG, I met him today. I asked him, how are you feeling? Like, well, what's it like being back here once again? He was like, oh, I'm nervous. We are underdogs. It doesn't feel good. And I'm like, use this to your advantage. You're the underdog. Go out, have fun, do something great. Да, Beholder будет еще деталстер. Рестарт был ахта. В смысле, какой-то не спит тогда? Within the mentality of that whole roster. As it should. Именно кильбета до того было. Тихо, тихо, работа. Ага, рестарт побуд. Multiple times today, Toby, we have seen what are we doing here? As we've seen, it's all about superstar players making the big plays when it matters the most. And obviously, we're still in group stages, but we're still on this PGC tournament какой-то не где. stage. So it's still Я сейчас по игре играть не надо. as the weeks go by or days go by, it's only Бегенера хорошо. Чедер. Ищи. Плохо, заебись. As new heavy, as far as I know, they're fully rebranded now to just NH Esports, just like football is Foot Esports. I just want to use those like acronyms. Им дальше плотно манежа халатор надо ведь, да? Главное, чтобы в университетку попали. Yeah, something like that. Yeah, exactly. Какой-то винер надо. That is, I know. It's a cooling patch, exactly. Right? It's to keep their heads cool quite literally. And I understand why. It gets pretty hectic. We're talking about how this lobby is so cerebral. It's all about the 9 billion IQ plays. And if that brain is working overtime, you know what? Здорово, Андрюх, здорово. Спасибо. Базиба, базиба. Look a little fun. If that what's gets you the win, then I'm all for it. see these guys. All smiles, just hiding behind those smiles, though, or it's got to be just frayed nerves as we're heading into these final 2 games. Now, I guess you got to pull back a little bit, right, Toby? Because as much as you want to make sure that, you know, you make it into this winner's bracket and you make it into the top 8, the fact still remains that if you do make it in the bottom 8, it's not over. You still have another 12 games. So I guess maybe 17, да, 17 базар нет, China number 1 будет. The only danger of falling into losers bracket is, and we've seen it time and time again, we're being Пиво постарел, блядь. Пиво уже не тянет. Хотя просто у него команда слабая, хуй его знает. Ahead of 17 Gaming, ahead of Twisted Minds, some of the giants of PUBG Esports. Surprising, and that is what global PUBG does to you. That is what these LAN events do to you. Some teams, regardless of their pedigree, will just come out fragging. And even though it's losers bracket, even though some might argue that competition ain't as fierce, because of the pressure, because what all these teams go through. Да, они типа в таких наушниках сидят. Но у них наушники там вообще за 70 тысяч, за 50 тысяч. Типа знаешь какие. ratings are of tournaments in the past, you have to play on the day. And it feels like we have officially gotten past the days of power regions and you know, regions as we see Batul. I got to tell you the story about Batulins in this neck brace, man. Yeah, he told you know, I was talking to him during breakfast and I saw him wearing it. I'm like, what happened, man? And he's like, well, I got to tell you, I went to a Muay Thai boxing championship fight the other night with the rest of the boys, and we were playing, and all of a sudden, they got to a match, and there was nobody. Хочешь такое? And they asked me, they're like, oh, 105 тысяч. 150 тысяч. А?
was like, well, I didn't want to at first, but in the end, he ends up getting into the fight with the support of his teammate and his coaches, and he gets in there, and he just absolutely mops the floor with this guy, and he takes home the trophy, and as he's leaving the ring, he slips, falls down, hurts his neck. It was unbelievable. You couldn't believe what happened. He has to wear the brace now. And you know what the worst thing about it is? We're living in 2023, and yet despite that, not a single video Кто-нибудь, подарите мне такой наушник. anywhere of that insane Thai boxing Well, match. it was one of those boxing matches, you know. They don't I mean, really it was head on. You should have seen the other В guy. Инdonesia она стоит 85. He won it fair and square, and if it wouldn't have been for that little puddle of water on the corner, Есть более простой. he was stepping out, he would be То же самое, только Е600. he's got to wear that neck brace to make sure he's comfortable. I don't know why you're laughing at me right now. This is all true. It is true. This I is believe in you. hand to God. Yeah. You know, I believed him when he told me this, but It makes perfect sense. He's a very believable person, and well, you know what? We did what we had to keep you guys entertained, which means that we are now going to once again head on over. Logitech Superlight Well, 2. at least I'm seeing a plane in the sky. I'm sure you guys will in just a short moment as well, as these players have their headsets on and getting ready to play. And well, again, just 2 games away. Ну вот это уже неправильная информация. У него Logitech G Pro X Superlight 2 Black. У него тут 2000. Тут надо как-то поменять. У него тут 2000. Кстати, у него вертикальная сенса 1.1. Заметьте. Кстати, если кто хочет какой-то купон, то берите этот. Тоже зайдите на Twitch и пытайтесь купон въебать. Сейчас после... Как первая команда какая-то любая умрет, дадут код на 5000 коинов. Я лично не буду стараться даже. Я не успею в ночь. Тут самые быстрые китайские руки работают. Ебать. Махка. РД. Даже не знал, что наушники могут столько стоить. Ну да. А Доузи вместе с кем месячник добавил? Сюда поздравлять тебя буду, а? Ну, думал, я забуду, ты, рожденный в этот замечательный день. А, ну, давай, попробуй дату рождения ВКонтакте скрыть, я тебя все равно поздравлю, именинник, потенциальный юбиляр чертов. Иди сюда, драть тебя за оба уха, дорогой мой человек, чтоб мечты все твои сбывались. Иди, живи всегда в радости и позитиве. Иди, хорошо отметь, не пей много. С днем рождения! Счастья, здоровья! Аска махтал. Блядь. Не, ну это самое оригинальное пока что. Бля. Самое оригинальное поздравление. I sincerely hope that teams will challenge them on that now. That's pretty brazen, but that being said, it was the first 2 games of group play, right? So, That is, yeah, true. so you know, teams were more likely to be a little bit more cautious in those first 2 games, but now Всё, they're блядь, back in there and походу, final 2. Деньжи не знает, что с ними упал Willing 36-й. to be more cavalier here when it comes to Он crashing без оружия бегает. And speaking of crashing center early, Little Ghost, well, he does it Сейчас, on походу, a кто-то little умрет. unorthodox in comparison to what teams usually do, but this is the way 17 Gaming does it. Every time you have a Western shift, Little Ghost will instantly send it out towards the west. He's usually accompanied by Sushu, who will fly further towards the middle, either, I mean, full speed forward in the vehicle or with the E-pickup, but this is no different to what 17 likes to do in their region in China. Send Little Ghost out, claim some real estate. Арзак Петрович, здорово. But as we look here, Махтал. oh, Son Young, От I know души. Christmas is around the Вот я corner, but I говорю, do not wanna get this kind of a surprise, 'cause Sylvia will get Да, the не знаю. freest of 3 points, and that, my friends,
Son Yang down early at a time where Genji could not afford to lose him. It's big plays from Enterforce 36 here, and they've also got Star-Lord kind of hanging out on the top of Everest, the other two on North George. So E36 Ебать. spreading their normal North 36-й, да, вот, блядь, ебать. Грязная игра, нахуй, я не знаю. Либо просто АФК где-то сидят, либо вот так вот крысят. По-другому они не убивают. Кринжуха, пиздец, я не знаю. Вот 36, блядь. У них ПТС, блядь, плейсмент поинтов больше, чем киллов, нахуй. Это, блядь. Ай. Просто жжётный. Опа. Не хэппи? А, нет. Разминулись. ПЛМ дальше едут. By Interforce 36, and I will give them that credit. I will say that it was on purpose. I will too. And I want to see Ming Ming hit this Нет, shot тут никого so не выбит. Лаки шота не будет. just behind him. Do it. Come on, you got it. Oh, that might be it. Fluky. That's why she just defended Dragunov. Who would have done the same thing? Nah, but it's so much sexier when you О, блядь, Твисты и Ховлы сейчас встретятся. ПМ уже охуенно сели под кошкой. Лу? Лу? Не умирай. Лу? Не надо, Лу? ПЛМ и Фут. Хорошая хая. Send it. It's going to go a little bit long here, but now Fluky going to find T-Bone on the top of the hill as they have Foot kind of caught in this split. 8C inside the window. Can he spot him out? На, въебало. A lot of damage down, but no knock. And I think Тут Фут, по идее, сильнее. Да, Бими в спину хуярит, убил. Нокнул. Who's going to beam Thunders from a mile away with that Car 98. Perfect angle for Beamy. Very, very important though that he hits that shot because they were just two here trying to fend off. You see Vard pulling up now on the ridge line. Кстати, Лу не знает, что у него есть сипы. Лу, возможно, умирает. Coming to fortify as well, but they have to worry north too. They know that Pentagram lingers around here. If this fight takes too long, Надо Дукман заубить. could potentially join in on the party. While we got that going on, Hal and Twisted Minds Лу also услышал. very close Хорош. to each other. I Сзади. don't think Twisted knows exactly where he is, or if he's even there. Lou gonna be aware now, though, as the Mad and Laza. А, не, Батулин пришел, оказывается. By the church, Batulin's inside. He's gonna need some support from Lou, as we got the PIP. Блять, либо тех, покажите уже. Purple Mood fight as Tanawat will get flushed out. Так, Бими хорош. Дукман за опасно сидит. Надо толпой просто загасить его. Да, идут на размен идут. Да, без шансов Дукман забивает. Остался последний. О, все, он умирает. Хорош. Take the fight and control it all the way from start to finish. Красавцы. Really good stuff from Foot there. They Фут очень хорошо играет. fire from I'm not sure if it was New Happy or question mark, but either way, smokes are laid down there, should be all right. G-коины. Go ahead and get their res while you see there's another G-coin code up at the top of your screen. Make sure you go and enter that as quickly as possible. 9J7WB5WE23KE. And we are done with that and moving on. Batulin's still all by himself in this church. You can see the rest of his team have kind of pulled away a little bit. Бля, Батулин, походу, умрет. Him to fend for himself. Про Батулина что-то знает. Минус Батулин. Purple Mood who pulled in late, so I think this might actually have been Howl trying to set up a trap, and then now Twisted Minds are saying, you know what, screw it, let's take the fight and see what happens. But here they come 3v1. Batulin's the in-game leader for Twisted Minds down early. It's a good job by them of all pushing. Бля, это хуёво. Back-to-back flashbangs. Ёбаные Ховлы, блядь. That Batulins could not take advantage of them in any way. LG also making their push, getting a little bit close to New Happy, as New Happy in a 2-1-1 split, and they are Ай. very greedy with this. Батулина потеряли, пиздец. Чайно. Esports usually grouping up, but we'll see now and get a little listening onto Genius.
rồi, Glory lên tiếng khi có góc lưng chắc chắn dành cho phía thành viên team NG trả ra và tí nữa ở đây rồi, Serty là người có cho mình cái băng và một pha đấm thẳng vào đến từ Văn Nghị và nó sẽ là mạng cho ai đây? Так, ну КМ хорошо сидят. Вести тоже самое более-менее. Мне кажется, опять будут траншеи будут. Вот где Азла сидит, там и будет. Видите, как Азла с сплитом сидит? Они просто нагло играют. Пока наглеет. Это до поры до времени. Похуй. New Happy тоже с сплитом сидит. Ебейший сплит. Тут крепко в одном кемпе сидит. LG куда-то едут, скорее всего, сюда вот упадут. Отликают слева. Здесь играют. Либо, может, сразу на траншеи поедет, хуево. 3-4 думают, что это гора. Ну, остальные просто сидят. Хуево, что Батулина потеряли. Очень плохо. Здорово, кактус. Это меня лежит. Здесь хуйня какая-то. С днем рождения, твои желания, мои желания. Спасибо. Махтал. Бля, КУМ, лучший. КУМ надо просто собраться в одну точку. Вот где Данте сидит, под жопой кошки сесть и все. Вот эту позицию называют кошка, потому что, видите, она как кошка. Вот эта голова, это хвост, это две ноги. Вот это, видите, вот кошка. И вот это называют тема под кошкой, над кошкой. На голове, в жопе, там туда-сюда. Киллферст, блядь, извращенец. Киллферста доедят, бля. Because he is just lighting these guys up, although it is now just down to him and a doozy. Tian, the last one up for PMA, as he has managed to make his way into the second floor. He's going to have to hide for now, though. Nobody really near him to even res, as it's just going to be the blue zone grenades coming through. Not going to find him just yet, though, as they're just going to go ahead and finish off those kills. Actually, Tian, okay, he'll get the res. Shengyi Shinlong over the hillside towards the north. 4AM crashing in here now as well. They were the team that furthest north just 40 seconds ago, but here they are, circle center. Tian is sat tight for now, but with every single piece of utility being used by Question Mark, they're isolating angles. They're pretty much playing the puzzle of where can he be. Great, there's only Это у них дезинфа какая-то. Question Mark cheering section in full voice here. Блядь, из этого Сиксла заезжает к ним. Same situation as usual. You're down to, you're down to just one guy hiding in a corner. You want to make sure that you don't take that risk of losing somebody unnecessarily here, especially when you're already down by Phil first. Again, you run up, you throw an 8, you go back down. You know that you're going to be hearing footsteps if he's making moves. That's one area isolated. And exactly, he saw the muzzle of the gun. He saw the tip of the barrel, but Jian jumps down and finds the double. Пиздец. Perfectly timed as he gets 2. Will he find the Ну тут Данте обосрется. Бля! And Tiano 513 says bye-bye, question mark. Hero plays coming out from PMA as Twisted Minds now finding a fight with Genius in the hills. What a play. We said we wanted to see more from PMA, and here comes Jianchan. While the game might be a salvage at this point, what a great time to get momentum going, even if it's into losers break. Ебать, и твистов закрыли. Бля, я вот про это и говорил. Это очень хуёво. Пиздец, грязь нахуй. Ну хоть не в молоко, блядь, что твисты, что КУМы хоть какие-то поинты взяли.
into this game, there are Пизда, a number of teams that блядь. make moves and try to surpass the the Twisted Minds super team. Wow, we're shifting out towards the east now as well. New happy with their wide split. You can only imagine. Yep, instantly CC108 is going back towards the east. Пиздец, CC at нахуй. 7-12 right there to join him too. There's no reason to try and risk something and split this wide. Yes, they might already be guaranteed for winners bracket. Начала бойлерде. Куемнеру натвистер. Yeah, 17 has so much Пиздец, room to work бля. around here. They really can do whatever they want. So we wait and see. All our teams down to 41 left alive with 14 minutes left to play, and our southwestern side of the circle is going to be a little bit dicey here as we get a little bit of a Стоят, флешки кидают и сами себя слепили. What a huge play. Там, короче, флешка как работает? Когда ты кидаешь, и бывает такое, что ты в перила попадаешь, и она обратно отскакивает, и через пиксель слепит тебя, обратно же. И в этом прикол в том, что когда Дант и этот Адози стояли, флешки кидали, они сами себя слепили, просто стояли вот так вот, типа. Can't say I like it, but you know what? They're 3 up, they're alive, they're in the dead center of the circle. They've got. По итогу на то и получилось, что типа вдвоем слепые стоят, Беслый стоит на прикрытии, а этот спрыгивает и ему в жопу дает, типа, пиздец. Ебать, жесткий момент. Ну, ПМА хороший, базар нет. Не очканул. Сделал, что задумал. Yeah, I tell you, I mean, it's really interesting. This circle in particular, we see it pretty often, right? Просто охуеть. These fields right north of Ferry Pier, but I feel like it's not very often that we see it hard shift from the west over to the east. True. Right? So it feels like that usually when we see it kind of end up here, it's maybe coming north to south or east to west or something like that. So it's going to be interesting to see how many teams up to the north here decide to stay up there and where they decide to go, because the fields, all the hard crashable areas. Ну, КМ все равно неплохо. 3 поинта. 3 поинта для КМ это сколько? 70. Они в любом случае на 5-м месте крепко закрепились. Но за ними... Ну, 36 нихуя не сделают. Где 36? 36 вообще сдохли. А LG? LG, бля, вот проблема LG. Видите, LG спины дышат. Вот они закрепятся, значит, КМ упадут вниз. Luminosity, we just checked in with all by themselves on this south side coming out of Ferry Pier. Still 4 strong. На один плейсмент упали КМ, короче. Из-за этого мува. Just very wide split, waiting for Foot to make a move. The new circle does pop, and it Это is going плохо. to hug a little bit closer towards the west. Now, Legacy inside that hard cover in that compound, still feeling pretty comfortable. Очень плохо. Number of those usually what we call the crashable spots in those open fields already occupied. So this is going to make things interesting for teams like 17 or for Howl. Do you want to continue playing those southern hills, or do you try to send it in a little bit deeper? I think if you're Howl here, you have to push forward, maybe going down towards the broken BRDMs just on the southern side. You can see that's, I would imagine, Пол здесь станут, походу, под беттеры. they're going to be so much within vision of multiple teams. I mean, I like the idea, but their circles already, but of course, you can always go down to your secret chamber. Ooh. Doesn't matter. Snaker's already Новая позиция, кстати. to do a little bit of damage there. LG is just right in the spot to do to cause them a little bit of problems here. 4 a.m. as well. And they got to be careful because that's what's eventually going to happen. The grenades come out. That's 2 knocks. And they're split. And they are split enough. There's no way that a res is going to come. LG еще, видите, нокает и, блядь, поинты набирает. Just going to play this one out and try to get a little bit more placement points. Они немножко неправильно стали. Хотя там без разницы. Граната все равно стакается в это. Скофилд умирает. Snakers ain't about to miss any of those. And now, to make matters even worse, Ming, we saw him with the bolt just before, able to take the head off of Ruin. They are, though, for now, safe, but with more New Happy возьмут карту деньги. potentially having to make a move at some point soon, you'd have to imagine that they're eyeing a push down towards the remaining 2 Howl players.
Но тут я сомневаюсь. Не факт, что под New Happy уйдет. Ты знаешь, какая зона может быть Miracles? Под Legacy вот сюда вот уйдет. То есть между Foot, Азла и LG вот сюда вот на поле ебанет. Тогда New Happy надо будет ехать куда-то, и они тут умирают. Мне кажется, тут у Legacy все шансы брать. У Legacy. У 17 будет хуево, но надо им... Если базу закрыть, то им могут... Мне кажется, 17 либо Legacy. Но они тут будут сейчас Азла пиздиться, не знаю. И что из этого выйдет. We can maybe flex one out a little bit, but for the most part, we are all about gunplay. We're all about just running it straight down the middle and taking out our opponents. Issue is both these teams are also very shy of fighting Чекай, early game. налево, наверх. Mainly for them two is though, unless if the circle swings Ба, south, which вот it видишь, doesn't, is New this Happy не fight выиграет. worth taking? And 17 says no. Legacy либо 17. Вот видишь, 17 заняли хорошую позицию, но тут проблема в чем? Азла сейчас мешать будет 17-м. Видишь, у 17 есть где играть. Только проблема и только Азла у них. Если Азлу закроют, то 17 вполне могут это выиграть. Потому что им тут есть куда играть спокойно. Они со своей позиции всех закрывают. GG они убьют спокойно. Вообще не проблема. Фут они здесь просто снизу вот тут будут играть. Он здесь станет. Вот он встал здесь. Они будут закрывать этих сикслов. Legacy будут играть под ПМА. Legacy будут на крыше играть и, возможно, закроют футов, скорее всего. Just by doing absolutely nothing to Pentagram, they have put Pentagram on the back foot here as far as their next rotation goes. As Ming just shack to shack combat coming out here. Speaking of which, Azla Pentagram now on the move. А, ну все, Азла ошиблись. Ну, может, не ошиблись, но они здесь встанут на ЛГшке. Вот тут. Тут стенку там будут делать. Вот, Азла охуенно заехала. На их там просто хаишками закидать не проблема. Вот. 17 начали ебашить. Футы фармят. New Happy большие проблемы. LG, по идее, должны закрыть New Happy. Блять, Фут не добежал, это хуёво. Походу, GG закроют их. У 17 проблема. Минус Ховлы. Минус 17. На нахуй. 17 не вывезли. Ха. Самое интересное, New Happy как-то вывезли. Вот теперь New Happy может. Здесь New Happy может играть. Это верхняя, вот тут сюда ебанет. Да. Видишь, New Happy здесь играет. New Happy также надо просто взять и GG закрыть. 17 не смогли GG разъебать. Я тут скажу, что знаешь, что выиграет? Как я и сказал, я думаю, это выиграет Legacy. Допустим, 293. У них слишком комфортная точка. Видишь, у них до сих пор есть дом, еще и крыша. Им тут главное футов разъебать и все.
and nobody really to Китайскую pressure книжку. them and keep Там them from doing so. просто то, знаю эту зону. New Happy решили Genji не заебывать, но просто пойти на 4AM. Убивает 4AM. Когда они смогут спокойно закрыть Genji. Если закрывают Genji, то... Ну, это логично. Вот, вся проблема 4AM, что они не могут выйти с туалета. Но опять же, New Happy тоже не может просто так АФК подойти. Тут надо LG закрыть. На, надоели. I guess their attackers have been distracted. New Happy doing their best to kind of shoot at everybody. Rello gonna find December 12th, and now the Blue Zone grenade gonna find it. HSM gonna have to heal through. I think he might actually have a Blue Zone backpack. So Это Blue Zone you can see Rello actually has the same от thing. LG. Luminosity just slowly making their way through. They have no right to be alive at this, and now they pick up their 7th kill. 7 kills as Flood's heart rate skyrockets up to 140 plus. HS though might be a solo player left alive, but he ain't done fighting yet. Snakers does what his name, I guess, forces him to do. Prones in the field, tries to hold the angle, but doesn't see him. Oh my Хорош, блядь. JSMM! Headshot, body shot, Snakers down! How does he have the vision to see just the smallest of glints of his helmet through that grass? But Flood still in it here. HSM just still trying to finish off that kill. It looks like he won't be able to do it through bullets, but maybe Snakers gets res here? I don't know. How far away is Flood? He looks like he might be trying to send it. It's dangerous. Сникерса поднимет. You have Legacy now flexing out. It's going to be a very, very dangerous risk to try and commit to. Snakers. Да, у Legacy слишком комфортно. Вот, комфортная игра. Тут многое будет зависеть от самих Legacy и от фута. Если они сейчас запушат Азлы и всех убьют, то они выиграют эту игру. Если фут забежит сейчас им в спину и будет нокать, то это хуево. Сейчас им надо как-то фута разъебать. Вот у них ноки пошли, это хуево. Все. Сейчас, видите, фут слишком близко подошли. Legacy, скорее всего, не выиграет, потому что сейчас их просто с двух сторон зажмут. Да, зажимать с двух сторон. Без шансов. Они не могут сразу на два фронта ебашиться. Да. Тут фут выиграет. Азла тоже в бутере, типа. Тут самые комфортные, те, кто двигается, это футы. Потому что футам никто не мешает, никто в спину не стреляет. Они спокойно сейчас шаг за шагом будут идти всех ебашить. И все. Able to get one down and out, and again, Dragonov at this distance, so damn dangerous. A semi-automatic fold action effectively as Vard now swings around, spots one, spots two, and that is going to be Legacy down and out in 7th. Oh, Foot Esports coming in, and they are just cleaning the house in front of them. They came down at the perfect time. This could be an opportunity for them to get even more kills already. А это не везет, Мираклс. Они же сами туда заехали. Они знали примерно, что эта зона будет. Они догадывались. Все правильно сделали. Это не сказать, что это везение. Это скилл, опыт игры. У них колер прямо охуенный, походу. Ну и стреляет тоже на уровне. Азла показывает прям хорошую игру. Не ожидал. From Twisted Minds in that 8th place cut line. T-Bone has spotted out Esther, and that'll do it. They get 1 point closer, and Genji goes out in 13th place, as now Foot has, between that kill and the placement point, they'll climb above the cut line. Crazy, he's gonna get spotted out, but goes down to the blue. So that's a ебать, он от зоны сдох.
T-Bone on successful snake duty as he finds both of them now. It's just a straight on 4v3. Of course, Foot should be aware they have the numbers. But again, Тут от стрельбы будет зависеть. Тут и Азла может выиграть. Охуеть. So we'll see if they're well aware that it is indeed a Они в такой 4v3, жопе были, я or хуй его maybe знаю. they think it's a duo with snakes lingering elsewhere. Would you look at this Asla Pentagram with 8 Легаси не дожали. in first place. Легаси могли дожать. Stages, just as we all predicted, right? Everybody saw that one coming. And man, oh man, they have been putting on an absolute show here for these first 2 days. And now Foot, they've got their opportunity here to secure their spot. Тут видите, проблема в чем? 8-я фаза идет. Следующая фаза будет точка. А прикол в том, что центральная точка ближе к Азле. Путы потеряли почти все раскидки. Азла, возможно, тоже, но они лутают трупы. Забирают от них утилки. И прикол в чем? У них, видите, ЛГшка очень длинная. Они могут распикивать. А у футов очень хуево. Им надо будет full рост играть. Тут, скорее всего, Азла выиграла. Если опять же перестреляют. Если не проебутся. Посмотрим сейчас. Фут Гасата, да. Вот Фут догнали. Вы убили твистов. Да-да-да, вот Шелзи ХПТ. Футам надо как-то быстрее, типа, либо, знаешь, как сделать? Засмочить одну сторону и с одной стороны толпой идти. Иначе никак, типа. То, что они его тянут, их сейчас зона все жрет и жрет, им все меньше и меньше зона. Чем меньше зон, тем хуже. Вот, я вот про это и говорил. Они либо лежат, либо стоят full рост. А у Азлы, блядь, у них, типа, распик есть. Тут тупо позиционка и все. Потом надо крутить, искать килл. У Азла пофига на их. Да? О, нок есть. Одного нокнули. Это уже плюс. А, ну все, тут ГГ, блядь. But he's still alive as the push coming in from Foot Esports to close it out, and they will do so. Да. Solid game for Разъебали. Foot. You can see the joy. It ain't all smiles, because overall, of course, they wanted to be further up that leaderboard, but at least a game well closed out. It got hectic even for them, but they crept in from behind. They stuck to their true tested edge play style, and every single team they ran into, they tore apart. I mean, if you're not Все-таки Фут сильнее. 15 kills and a win on Aaron, Но странно. По позиционке Азлы должны были выиграть. Но Фут красава. Вот про это я и говорил, видите? Догнали. Листы сейчас уже вылетели, они на 9-м. Это пиздец. Ласт игра. Ласт игра, ребята. Отдарим куда не ладь. Здесь эти моя как раз. Бля, Куэмы тут пиздец, нах, конечно. Ебать, кринжуху наворотили. Мне кажется, тут Фил Ферст затупил пиздец. Тут, мне кажется, из-за Фил Ферста. Фил Ферст же мог же не умирать. Я уверен, тут Фил Ферст больше виноват. То, что вот сейчас проебались. Потому что, смотрите как, тут типа файтится и... Куэмы уже двоих нокают, да? Вот Куэмы берут, двоих ПМА уже нокают. Они уже в выигрыше. Фил Ферст, получается, он стоит один в соло в доме, и он рискует. Если он умирает, то его просто пушит и его доедает. Это уже им не нужно, да? Это уже хуёвый вариант.
Ему надо было просто взять и немножко расчилиться, подождать, пока их тиммейты поднимутся, либо уже подойдут, и уже немножко надо было просто дожать, и все. А он до талого распикивал, типа дохуя на уверенность, из этого он нокается, из-за того, что он нокается и поднимается, его чел доедает, из-за того, что он доедает, его 3 тиммейта подбегают к нему под его здание, в первый этаж, и он просто падает, еще 3 убивает. Ну это пиздец, конечно. Даже если бы КУМы разменивали бы на филферста, да, то есть зашли бы, убили бы его, да, допустим, хуй с ними, ПМА, фулл сквад, он умирает, но они в лоу-табе, они им нахуй не нужны. Ладно, были бы какая-то команда типа LG, там, Twisted, да, там, 36-е, да, это, возможно, было бы принципиально, потому что, по крайней мере, они одного уж точно убрали. Плюс они троем остались живых, но какой-то ПМА, блядь, ради ПМА вот так вот рисковать, и плюс одного филферста потерять, это было бы ебать хуёвый размен. Потому что филферст умирает, они троем его разменивают, и какой нахуй, типа, смысл? Ну, 4 поинта, да, базара нет, но в любом случае это очень хуёво. Оно того не стоило. Мне кажется, тут больше, блядь, ошибка этого филферста, блядь. Ими 6 кило, блядь. Вард, ебать, он ах, 5 кило. Вот тут, смотрите. Вот берут. Вот, один нок. И вот тут филферст нокается. Ему тут нахуй нокаться не надо было. Это очень хуёвый размен был. Вот одного нокнул, все. Одного нокнул, просто дай своим типам спейс именно, чтобы ПМА сильно нагло не играли. А то, что под тобой играет, похуй. Ты же понимаешь, что у тебя тиммейт едет, вот. То, что Адоузи едет, крутит. Вот, Адоузи закрутил, блядь, типа, ну нахуя вот это вот риск этот ебаный. Это пиздец, блядь. Он мог просто на первый этаж себе смог дать, блядь, и просто потерпеть, и все. Он ради килла, чтобы свою статистику КД улучшить, блядь, он просто рискнул и сдох, блядь. Если бы не этот мув, блядь, тут КУМы могли спокойно топ-1 брать. Они могли так же, как футы здесь сыграть, и все. Потому что, смотрите, где эти футы, блядь? Вот футы. Вот они. Это очень хуево. По факту, что у нас? КУМы на 7-м месте. Буквально в шаге от вылета. Тут, допустим, может быть такая хуйня случится, что, допустим, КУМы сейчас сразу умирают. Твистеды возьмут, наберут свои, там, не знаю, 3, там, 10 поинтов. То КУМы просто могут вылететь нахуй, потому что тут еще 36-е ПЛМы, сикселы, блядь. Вот они все дышат в спину. Это вообще ненужный риск был, я не знаю. Какая-то потная группа, я не знаю, все слишком в притирку вообще. Данте до сих пор нихуя не сделал. Данте вообще потерян сидит. Заметьте, твисты по 7 киллов, но похуй. Они свой урон ебашат. То есть они АФК не сидят, они тоже накидывают. А Данте тут, блядь, тут Хьюстон проблемы нахуй.
Чел потерянный сидит. make that the reality. But when you're this far in a tournament, and all these teams have been here before, when you're this far in, one of the things that makes a great run at a winner's bracket, at a grand finals, whatever the bracket may be, is Чисто перестреляй всех. Да, факты. Танты бот. Ну не то, что бот, но, блядь, что-то у него не получается. Now the one's under pressure. Schofield instantly down again. We've talked this lobby, said how safe they are in the early game, but Chaos. Вот Ховл какой-то хуйней вот такой страдает. Они постоянно кому-то наебало падают и пытаются какую-то хуйню намутить. Из этого и хуево играет. Гормоны играют, походу. Характер решил показать на ровном месте. Да, факты. А ну куда? Из гаста надо ведь. Решающая игра. Вард имел урод руку там топ-4 же. Не, ну они хорошо играют. Базар нет. Они стабильно играют. Допустим, футу, да, они хорошо играют, но они не такие уж и стабильные. Вот сейчас они просто дохуя поинта сделали. Просто за одну игру. Но в любом случае, я считаю, у них было 50 поинтов. И сейчас они просто взяли и в топ-5 залетели. И, скорее всего, уже прошли в топ-8. Если даже фулл АФК сдохнут. Вот что делать ПМА, блядь? Вот это я не понимаю, блядь. Я не понимаю, блядь. Я в некоторых моментах я не понимаю, что команда делает вообще. Просто пиздец. Они реально думают, что в Мильте никого нету или что? Даже нихуя не про чеков, они уже берут и пытаются машины забрать. Пиздец, блядь. Ладно, похуй. Куэмы. У Куэмов, кстати, хорошая игра. Они играют в Сталбер. В принципе, уже у Ангар Филферс играет. Они отсюда инфусию собирают. В правую сторону. Но это может быть фул левая сторона в сторону 36-х. Это вот здесь вот может закончиться. Вот тут вот. На горе. У 36-х. Но при этом же это может быть и закончится по дефолту в северном, в шутинге, на заправке здесь, как вчерашняя зона была. Но видите, уже все заротировались, уже все максимально в центре уже находятся. А Куэмы не торопятся, они походу будут просто у себя у ангара играть, вот 2-2 вот так вот. Меньшином и все. That's the only time he's not dangerous, when he doesn't when shoot. he's not shooting. It's the bullets you don't shoot. Okay, now they're coming out as they'll just find a retreating Utah. Нормально пока. Xiaowu currently tied for second. Toby. Вард Уркутан топчик 3G, холоднокровие теряет, просто я знаю, что те силы снят висят, филисты недооценят. Да. Скорее всего. Надо все по книжке делать. Я говорю, это просто не следует дефолтной базе. Тупо базовые действия. Допустим, стоишь в доме один, ты просто держишь свой угол и все. Главное не обосраться, не нокнуться. Не репикать. Было бы больше импакта, если бы он просто с дома бы выпрыгнул и за домом играл бы. И все. А не вот это вот просто стоять и со второго этажа, с одного и того же балкона, либо с окна, блядь, пикать и пикать. Ну это бред ебаный. You get to see some highlights of PMA there. Now they might be at the bottom of the leaderboard here, but they are not done in this
this tournament just yet. They have the losers bracket still to play. See them turn things around. Еще с ним за ним сижу за вардом. Кемзон тайбетер приморский спетах терахата. Просто лишь кто, они чаще падают на сталбер. Просто если сталбер в зоне, то они обычно в сталбер падают. А так, возможно, да, это как-то связано с этим. Возможно, это как-то связано с самолетом. Просто сейчас самолет не так работает, как раньше. Раньше как работало? Зона обязательно дотрагивалась. Допустим, самолет вот летит по какой-то линии, да? Первая зона, она всегда дотрагивалась линию самолета. Зона такая была. И можно было плюс-минус примерно угадать, куда зона уйдет. Куда первая зона прокнет. А сейчас эту хуйню убрали, и сейчас зона может хоть куда угодно ебануть. Поэтому тут сложновато уже стало. Здорово, Макс. Подожди, Пукану было с этой конечно его своего тиммейта. Он же хладнокровно играет по теннису. Ну, тут да, но... Ну, тут не знаю. В любом случае, в этом моменте он не может доебаться до филферста. Да, он хуйню сделал, но в любом случае, в общем, по турниру-то он все четко делает, считай. Косяки есть, но это все равно лучше, чем Данте. Данте вообще хуйню какую-то делает, я не знаю. 2 килла, блядь, и 1000 урона, я не знаю. Когда его тиммейты все по 3000 ебанули. Это как, знаешь, вот экзальты есть. У экзальтов получается, в чем проблема? Там их, как там, блядь, типок был. Фейту вообще нихуя не делает. Буквально вообще нихуя. Он еще в какой-то игре, он сам своего нокнул, блядь. Ну это вообще пиздец. Прикинь, нихуя не делать, еще своих нокать. Это вообще ебать бред. Это очень хуево. Сахариан Устер Бламбард. Сахариан это вы? UFC, да, типа. Минута осталась, сейчас зона прокнет. Respectful about how they want to play this thing, whereas Lobby A was just a whole bunch of dogs through the walls. We see NH Esports here crossing over towards North George, and we saw a couple of shots fired from Beamy before, so Foot Esports is clearly well aware Upside. NH Esports has opted to head in this direction. Curious though as to whether they're gonna full on commit to this position or not. Again, despite them being in 5th, they're by no means guaranteed for winners bracket yet. So if they fall early here, that would be terrible, and especially against the team in NH Esports who are already through to the winner. I mean, you say that. I will say that I feel like Foot had a great position up on the hills, and then once they got the info from Beamy that New Happy pulled into the. Если доедут в зону, они походу решили просто в шутинг въебаться или что это? Они прямо нагло уверенно ли едут. Куэмы просто охуенно сидят. Ёбаный рот. Твисты тоже охуенно едут. Твисты, походу, куда они решили стать? Ага, они решили стать здесь. Решили не торопиться. Бля, Куэмы хорошо сидят. Главное, чтобы твисты тоже не вылетели. Сейчас смотрим. Верхняя зона. Надо как-то вот так вот сделать. Вот так вообще охуенно, да? Сразу видим зону и видим, что происходит. Хули я сразу не додумался до этого.
That would be, I mean, the play for NH right now again. They Oh, there you go. Там ты басыгуту лигада. А хуй его знает, ох, пухтах. Ну, если крупный турнир, то да, может быть, но... А хотя нет, нихуя, не первый. Сколько раз уже играли. Может, какой-то обосранный сидит. Ян просто решил в соло против всех ебашиться. Барахашил зики. Перехпыта, е. Минус ПМА. 17 зафармили, одного потеряли. КМы, да. Ну, по идее, должны. Но в любом случае, им надо дождаться следующей зоны, чтобы точно знать. А там уже как зона прокнет, им надо куда-то взять и скомковаться, сыграть с одной стороны. Последняя игра, тут, наверное, все волнуются, пиздец. Вот как вот New Happy, вот так вот. Баня только Катанда, пятница. Да. Баня, блядь. Коэмы также сидят, тесты пока тоже сидят. Пока ждут, кто куда, не торопятся. Все правильно делают. Минус New Happy. Без шансов. Варда поднимут, нет? Варда подняли. Азл убегает. Гиешки поднимаются. Сейчас зона прокнет. Бля, походу минус Беми. Нет, не смог. Да, это для КМов охуенно. Надо Дози и Бесловича съебаться оттуда. Да, он просто решил в соло закрыть всех. Пиздец. Can none find him? Can he dismantle the entire team? You see here, Beamy crawling for info, wanting to tell his teammate exactly where he has him. 8C, flashbang in hand, is now pushing further forward. Can he pull off the 1v? Бля, ты сюда ебашься. Versus Non. New Happy versus Foot. They've got some hard cover to work with. Ты сюда с Лигой ебашься. Blue zone backpack to work with. Meanwhile, Twisted Minds pushing into. А, сикслами. Чё? Нахуй ты завис, блядь? Хорош, достой. Лучший, блядь. Ебать. На нахуй. Сука, вот это титанические яйца, а? Ебать маньяки, нахуй. Они КМов догнали. 71-70. Нужно, чтобы ФРМ сдохли. В Эмизи топ-3 с такой зоны. Проходка, считай, с киллами примерно 5-6. Да, надеюсь. Если фулл вверх, либо фулл налево не уйдет. Просто смотри, какая ситуация может быть.
You might be able to get the revive. It just depends. Twisted Minds looking over in that direction. Now Genius still trying to send it. Where are they going to send it? Right next to him, and they're going to finish him off. As Asla Pentagram giving them half of a car for it already. Looks like Genius might На win. нахуй. Twisted Minds, they're not done with them just yet. Again, I said it when they started lobbing nades out in the Vikendi game earlier. Twisted Minds hates having neighbors. They will use utility, they will push out even if they have a compound, because teams don't expect this. They're Если да не наглейте. Нокает, убивает вас. as soon as you enter their territory. This is textbook Twisted Minds trying to deal with threats before they even arrive. Это может фул лево уйти просто, понимаешь, в северный. Тогда... А, все, ГГ. Изи. Что твисты, что АКУМы просто охуенно сидят. У КУМов даже зона охуеннее намного. Потому что твистедов могут 17 запушить. Также слева тоже могут их запушить. Exactly. Howl is kind of meant for losers bracket at this point, but Purple Mood still got a ton to play for. They have one down. The Blue Zone 8 will get the bit of him too. Thanarad is out. But there's still players alive. Fluky and Thunder's up close here with Duckman's just on the northern side trying to fend off. They need to survive this in order to make their way into winners. Laza, though, is standing strong, able to take out Thunders too. Hell of a peek from Laza as he finds Thun. Fluky now the last one alive. Ruin coming in from the side. Хорош. Duckman's actually the last one as he was holding behind, holding the wall from the church side. Duckman will find Ruin somehow, some way before he's able to get back behind the hard cover. Duckman's doing the most here for Purple Mood. 1v2, you need to survive it and then get over and rest your teammates too. And now 8 seeds running into the city from the northwest. It's looking very difficult, if not near impossible. But if there's a man to do it, it's Duckmans. We've seen him pull off crazy moments before as he almost finds the mat. Big damage coming out of that AUG now from Duckmans, but as you said, 8C from Foot, the last remaining player from Foot Esports coming through on that north side. He might hear this action going on, might decide that he wants to try to get a piece of it, or he might just try to avoid it altogether and find his way into the zone, as Duckman's still trying to find these shots through the windows. They know exactly where they have them. That nade cooked, but not well enough. As Duckmans tries to dodge and weave out of it. 8C again creeping his way ever so much closer. Данте нокает Перфектикса, но он не добьет. Логически. Duckmans used to be a human highlight reels in the years past. Let's see if he's still got it. As he is holding this wall, not really much Вот идет сзади. to do about him, but they have to leave here. The blue zone has arrived. So they've got to decide what to do, as Gizera actually going to do some big damage here. Looks like Legacy might have an angle on the Howl as well. Легаси закрывает всех. Павлов, ПЛМов, Эдди. Currently just sitting inside the zone waiting for the inevitable. Duckmans, 9 points needed as it stands. One first aid and not a whole lot more to work with for you. How are you planning on making this play? Well, one kill at a time, I suppose. Иных же Тагайлон же. Иных же Тагайтал легенде. Атар кырдахнейді. Мәғін соглашился. Қоқ-қоқны. ПМА, что за название команд? А где же ПМС? Чекайте зону, блядь. Это просто, блядь, под твистов и под КУМ. Тут надо, чтобы еще 4M, чтобы не зафармили. Check in with Interforce 36, trying to reposition from that north side. Looks like they're going to get to the shack. Заебал 36-й, да сюда ты находил, да? Luminosity still 4 strong on the north side as well, taking a few shots from QM. Loving the reaction play from Luminosity here as well. They came in from the southeastern side of the circle wrapped all the way up behind. На ГЕшек похуй. Тут надо, чтобы 4M и Е36 сдохли. They scout well, they are able to claim their way into the north. And actually, when you look at it, has a pretty good chunk of the circle up there. Real close still at that cut line. 4 AM and Interforce 36 still have a shot. Twisted Minds. Прикиньте, сейчас 4M возьмет и КУМФ разъебет. E36 going to find Legacy. They pull right in. They're going to find
Это очень плохо. as LFP will trade it down onto Pure Boy. We'll see if Legacy can turn things around here. Yep, that he has a jammer Так, хорошо, что 4AM один сдох. 36 один... Нет, 36 живые. Вот 4AM почти догнали. Enterforce 36. Legacy 5 kills in the bag already, but now LG has come to join the party. They've got the smoke wall laid down, found an angle Плохо, on плохо. Legacy, but have not found shots on Так, вот хаешки. 36 just yet. They're playing around that hard cover so well as the smoke wall is just laid down by Legacy to provide them a little bit more time to maybe 36 full состав, ну, с составом. LG еще тут мешает им. Спайр нокает Легаси. Доедает. Хорош. Прогноз делаем на Твистедов. А, нет, ну тут бред. Надо же этот. Это будет... Это будет Куэма. ФРМ живые. На 17-х похуй. Вот, нужно, чтобы 36 сдохли и 4AM. Все, они точно все умирают. Ебать. 4AM фул налево пойдут. Но опять же, там умирает. Ну-ка, сейчас посмотрим на 36-х. Что они сделают при такой зоне? 4AM точно умирает. Куда дядюшка поехали, решили слиться, да? Им похуй. Легаси им похуй. У них свои поинты есть, уже поебать. Просто, допустим, заебались играть, устали. 4AM, походу, решили в ангар. Да, в ангар метят. Сейчас просто поедут под ангар. Под твистов. Твисты играют до зону двух СНГшных пацана. Да-да-да, факты. Не, ну, по факту дала Куэму, да? Отыграться. А твисты-то сами заехали. А потом уже, да, игра сама дала, типа, но... Твисты красава, блядь. Они знают, что в ангаре есть команда. То, что они вместе заехали, они не саканули. Начали после 50 за ними. Твисты принципиально друг друга не будут трогать. Да, надеюсь. Надеюсь. With those vehicles, trying to make sure that they take that hard cover with them as far as they can. So far, they're able to do so, but Twisted Minds still looking down in that direction. LG gonna smoke off where they want to go. Right now, it's just a question of all these teams getting their hard cover up to where they need it to be. Here comes Luminosity, maybe the initiators of what will be a chaotic fight to end things off here. Full speed forward they go. They're going to split into their 2-2. They have a ruck for cover, and yet another one too, but now they're within Nate range of question mark. That's a dangerous place to be too. Mime already knocked low, and Phil Фиорс, хорош хае. grenade will find him. Won't be able to get the flush though, as Mime immediately on the crawl. Rello Кстати, под Куэмов идут 4AM. might be able to get this res because I don't imagine that question mark is too desperate to push out of this. How much do they Сейчас может быть такая хуйня, что Данте сейчас не... Да. This is the two teams that have to make something happen, and they're going to collide on the northern side of the circle in just a short moment. Ебать тут фарм для КУЭ. Enterforce 36 came in from the north side. LG finding angles, somehow, some way staying alive. Pure Boy, Star-Lord still working around. Snakers will find Pure Boy with the Groza, and that's going to be E36 down to just Star-Lord as the circle will pop, and it's going to go back to the southwest. The one direction neither team could afford to go, and Star-Lord, now it's on you. What can you do? You need 6 more points. As a solo player, magic has to happen, and it Хорош. Все. Изи. Красавцы.
few more placements left to shuffle around here as Genius tries to make the push into Twisted Minds. They are finding Twisted Minds ready and waiting. Luminosity, they've been getting knocked over and over again, but have not gone down just yet. Phil First has been knocked as well. LG will use that time to res Mime. Genius, meanwhile, will get Clories back on his Ну тут уже похуй. Они все прошли уж. has used this as an opportunity to come in from the south side. Twisted Minds getting pinched from multiple directions. Exactly. They are well aware of what's happening in front of them. Fortunately for Question Mark, there's a little bit of help coming through, and I think that's going to alert Twisted Minds to the fact that they Все, проходка, блядь, ебать. Ебать все на соплях, конечно. Но КУ мы должны выиграть такое. Они сейчас LG закроют и все. Зона идет. Можно пофаниться, да. Но они не знают, возможно. Возможно, они на очке. We've seen them there in the past. This will be the long way about things here. Is the Question Mark just going to smoke off LG's line of sight here as the blue zone is pushing in. QM going to go for the long south wrap, but that's going to push them right into 17 and right into the eyes of Xiao Wu as he cleans them up with help from Batulins. Wow, what a setup. Hiding behind the bogey, a little bit of an off angle there to get not one but two on down. Question Mark falls. They might not be aware of it though, but they are in. A breath of relief, I'm sure, will come through for them once they realize that that's the case. But now, into a 4-team left-alive situation with Twisted Minds still in control of the warehouse. LG, just the cockroaches of this lobby, they refuse to die. Yeah. They just keep getting revived over and over again as the circle continuously finds itself on the other side of where they want to be. Заебал, LG до сих пор живут. As the rest of the boys just trying to decide what to do here. Clories has them in ГЕшки, хули они там стараются, блядь. getting free reign to do whatever they want on the other side of the wall from Twisted. Уберите руки от мышки и все. Considering they practically didn't fire a bullet against Foyem, presence alone, a smoke here and there, just having opponents know that if you come here, you're in trouble, was enough to force teams to go elsewhere. Now they're sat with almost half a circle to their name. You can see LG just sending rounds over towards Clories to see if they can maybe go for this res on Dorello. Looks like they'll do so as Snaker's going to hit some big shots there just to make sure that he's Где тут звезда будет-то? По центру? Не, красава. Песты КУМ дожали, блядь. Дожали. Эх, Ореха, ты говорил там 65, что ли? Да, 70 надо было. Again, so much chaos commencing through phase 4. They are not sure that they're qualified yet either. Snakers now wrapping on forward. Groza to work with. До конца гейминг-то. Clory steps up when needed the most, able to take him out as well. As we now find ourselves with 3 trios left alive in the circle. Он же может на крышу забраться, если Хвуда убрать. Батулин стоит, смотрит в окно, блин. Unfortunately for them, they drop down to 4th as 17 now crossing over them. And now it's just down to these. I feel like I like 17's chances here. They've got 3 alive and they have everybody just keeping eyes on this warehouse. Genius, though, they could pull off something here. This is what you call third-party guaranteed. Only question is, if this fight happens, if Twisted Minds can execute it fast enough, will 17 be Зона жмет. time to punish them? I'm not sure with how they're currently positioned. They're playing it very safe, but at a distance. They want to try and see if they can get Nox confirmed, but it's because of Clories and his position. They want to have them play around the outside, and now Xiao Wu, perfect position, spots Clories. And you can see 17's remaining 2 players and Xiao Bei and Little goes repositioning off of it. 7 kills for Genius Esports in this final game, showing that they belong in this lobby. And that'll give them great confidence going into that losers bracket.
the flash will come out. That's going to slow down Twisted Minds as they want to try to make this push out. And they're actually going to find Xiao Wu too. That opens up a huge door for Genius and Twisted Minds here. Indeed it does. Can they make it though? Can they get out of here alive? It's only 3 on the side of Genius and Twisted. Smoke's now being deployed. They want to have an exit. They want to be able to get out of here. But look at both of the sides of this building. The escape is not possible as Cloris is able to find the first from up on the top of the gas can. Beautiful stuff here from Genius. He's going to find Batu as well. Нихуя. Beautiful play from Cloris as he picks up 2 more knocks. It's down to just Spiro. He's got to leave the warehouse. He's going to try to go for the Спайро сейчас в соло затащит. Спайро, Спайро, Спайро. 17 now trying to see if they can find anybody peeking through the smoke, through the blue. He's going to find one little Нет. will be the one to pick up the points. Ну ладно, похуй. But will they be able to bring it all the way home? One goes down, Xerxes spots him on the other side, and Genius Esports from the bottom of the leaderboard racks one up. And if there's something you Yeah! going into losers bracket, Мы победили. right here, Poro. And that was so well played by Genius Esports from front to back. There was no, I mean, there was every opportunity for them to find themselves losing that game. I mean, you saw them out in the middle of that wide open field in between Twisted Minds, who had complete control over the warehouse, and then you had the fight that was going on at the shacks, and somehow Genius stays alive through all of that. Слышь, Finds Мухтар. his way up to the warehouse, stays Всем alive, спасибо. takes down Twisted Minds, gets the win to close out today. Let's throw it over to the analyst desk to hear what they have to say about this final day of Group B. Genius Esports makes the smart move and comes out with the win. I'm happy for them, especially Cloris, but it's too little too late when it comes to making that top 8. But hopefully, it sets the stage for them going into the losers brackets. Let's take a look back at the highlights before we talk about who's going on. I gotta say, that was such Ну все. fantastic. Суббота-воскресенье будет плотная группа. Считаю, вот эти вот команды. Донава, Т5, Дей, Тайлу, Сониксы, Серберы, Янба, Фейс Клан. Встретиться с этими. Встретиться с Азла, Нью Хэппи, Легаси, LG, Футы. 17-е, с Уэмами и с Твистедом. Это будет интересно. А Экзальты, бомжи, они встретятся с этими бомжами. Если, сука, они там, хотя бы в топ-8 не зайдут, это просто ГГ, не знаю. Это будет печально. Ебать, Таглитон постарел. Че с Таглитоном стало? Постарел Таглитон. Опа, видок стримит. Комебек. Видок с Комебек. Absolutely. And I think that that was it. That's why they had to play so carefully. They made sure they put themselves in a really good position. And I think that that is the key. There were so many teams on the cusp. When you're watching at home, you might think to yourself, Экзальты никуда не ставят. Экзальты данные, да, должны были. Но они сыграли второй день еще хуже. Они типа первую свою игру хуево сыграли. Вторую так вообще решили же подруинить, блядь. Это печально. Absolutely. Very exciting. Obviously getting the Sev circle on the last match of the game sort of threw everything into flux, but the teams adjusted very, very well. There was a moment I thought perhaps the hometown heroes
Purple Mood Gaming when they were in Sev. They seem so comfortable. Maybe they're going to pull it off. But Legacy, who has been on fire today, and Hal had something to say about that. Yeah, they got completely shut down. They got delayed, and unfortunately, if they came in from that western side, they had taken on Legacy or Howl earlier. Could have been a different game, but yeah, they're going to be playing in the lower bracket. They will be playing the lower bracket. In just a few minutes, we're going to be able to walk you guys through exactly what teams are advancing and what teams are going to that 3-day break before winners bracket kicks off, or who have just 1 day to sort of get their wits about them, I guess is the best way to say it, and go to losers bracket. Because the downside of losers bracket is nobody intended to be there. There wasn't one team I talked to at the Что там, start следующую группу покажет, нет? we're already looking forward to losers bracket, because if you finish bottom 8 there, you go home. Yeah, and there's better practice in the winners bracket. It's not like you go losers, then you go winners. Yeah. You go losers, then you go to last chance. True. If you could guarantee yourself to be both losers, winners, and last chance, it would be a different case. But here, yeah, you go losers, then you go last chance, and last chance is going to be rough. Yeah. На этой неделе, кстати, 8 команд уже вылетит. Пойдут домой. There has been that argument, right, where players have been like, "Hello, if I get to stay hot the whole event." We also no grand survival here, so there's no last-ditch throw to try to get into this thing. It's about as fair as I think we've ever seen. Also, I would say the teams that ended up in the bottom, it's been not far from expectation, to be completely honest. Yeah, there's a few surprises, but there's teams that have struggled throughout the year, had some rough patches. But in general, yeah, there's some big-name teams down there that's going to be exciting to watch once we get to the losers, of course. And in general, I think losers, no matter what, it is going to be super different to watch compared to what we have seen in group stage so far. Now they've established themselves. Now they've kind of found out, okay, where are these teams dropping the paths that they are driving in each map and so forth. So yeah, we're going to have some teams that are going to be dominating down there, but there's also going to be a lot of teams that are going to be playing somewhat different. We're going to be seeing, I feel like, a little bit more heavy towards the center focus, a little bit more focus on staying 4 guys alive and getting those guaranteed points. That makes sense. Now let's talk a little about the teams that did make it through. Twisted Minds, that's one I want to focus on, because yesterday, very slow start for them. Today they showed up as, I don't want to say a totally different team, but Тут, походу, нихуя не покажет. was really playing well. The whole team seemed to be synchronizing, and they ended up getting themselves into that top 8 pretty comfortably. Yeah, and especially here with the warehouse, they were like, okay, let's try to get these guaranteed kills we can. Let's get these guaranteed points. And they were playing extremely cohesive in terms of how they were trying to stick together, how they were trying to get as many placement points squeezed out of this game as possible. But there's other teams, the ones that didn't make it, like E36. Their takeaway, they should be proud of themselves. That rotation Star-Lord sort of led around the back to get behind that question mark Luminosity fight. That was very impactful, and it could have worked. That's the way that you have to play the game. You have to really cling on to those things you did right. Now let's take a look at the top 4 teams from that game. Yeah, it is Genius. Вот, показывает, наконец-то. They had a rough patch so far, but this shows that what they're capable of doing. They had less than 20 points going into this game here, so 21 is going to be a good kind of band-aid on a rough leaderboard. 15 флешек дали. Ебать они. Если до 14 хаешек дали. Luminosity Gaming, another situation for them where they're able to get and squeeze out these points. They have been extremely consistent. So 3 second places. Glorious, ебать, настрелял. Glorious, though, a legend of the game, 800 damage. Zest так и не доехал. I mean, if he's not, I will be shocked. But the whole team did manage to put out a ton of damage. I mean, across the board in those first 3 positions, 579, 469. But Glories will get the glories when it comes to the man of the match. 800 damage, 5 kills, and 6 knocks. As well as, I would honestly say, the maestro of murder when you talk about outside of that warehouse. His ability to go up onto the watchtowers. He was really kind of moving his team up and down throughout the levels, that entire defense. It was very, very clean. And he had people assigned to defense to watch Twisted and keep them from wrapping around during the fight. Match leaderboard, though. 21, 7, 15, 10, 10, 6, 6, 6, 6. 5, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 0, 0. Кстати, странно, кое мы могли просто взять и этих отпиздить, LG отпиздить могли. Вот они, блядь, на соплях чисто. New Happy первыми закончили, Азла вторыми. 17-й просто 30-60. 30-60-90. Я знаю, 17-й просто хотели супер цифру такую, математику показать. Вот они. Виннер-сетка, вот. Yeah, this is gonna be insane. This is gonna be grand
grand finals level of competition. And only 100%. 12 games is going to decide the top 8 teams that's going to be going from winners bracket to the grand finals, of course. It's honestly going to be the best training I've ever seen for the grand Лузер finals. сетка. Now let's look at the losers bracket. That starts Экзальт с ПМА сравнивает. Бля. But this is also going to be a very difficult losers bracket. I think a lot of these teams unpredictable. Yeah, and big surprises here. Бля, я думаю, Экзальты вообще даже из лузеров вылетит просто нахуй. Time to get to winners, but yeah, remember, 8 of these teams are going to be going to the last chance and facing off the bottom 8 of the winners bracket to try to go to the grand finals. I already feel bad for whoever advances to the last chance qualifier because of how strong that winners bracket looked. Upcoming matches were Лузер. not tomorrow. Это будет послезавтра. Эрангель, в Викенде, Таега, Мирамар. Это будет четверг. Сегодня среда, отдыхаем. Everything starts fresh when it comes to the losers bracket. So it is going to be Четверг, пятница, короче, смотрим лузер-сетку. Суббота, воскресенье, виннер-сетка. So let's start out with On to Seat, the official gaming chair partner, the chair that elevates the gaming experience with ultimate comfort and exceptional performance. Choose On to Seat. Choose the seat. Ну все, тут смысла нет смотреть. Так. Что будем делать? Играть. Верно. А сейчас посмотрим, кто есть, кто, кого нет. Никого я не найду. Здравствуйте. Только тебя вспоминали. Е. Да, да. Заги говорит, да. Да. Блин, келер болайын дейді. Аны тауа дейді. Стримнен полига гналары бітті. О. Еспо. Куда сюда? 24/7 холбан трехтах, да? Где? Со всех устройств. От мужа, от сына. Кто-то. Стриммен. А, о, бля. Я не парюсь так. Короче, я еду. У меня тут все громко очень. Чуть. А так, оказывается, Джулей был. Точно. А что это? Заги замеску Джоха, да? Или Пабзан пописать, покушать пойдешь сейчас, попить водички? Да? Так и делай. Сейчас тогда пару человечков. Ханнера выстрела слышу. У Тарыгалах. Через... На берегу, короче. Через Да. берег так-то. Ну да, на другом берегу. А там жестко артайщем было так-то я. А что с папкой? Сервера перегружены тоже. Все зашли, наверное, вот как все закончилось. Да, наверное. Ага. Ой. Надо было вот эту хуету контролить, да? А, нет. Так, ну, когда я подойду. Лоббишник Кири, ага. Сейчас, ребята, сыграем.
Так. Аркаду, наверное, просто поиграем. 5550. Один. Пиздюка не вижу, не. Ай, көрдім бұға. Ровчик тұрорды меткені. Әйін көрбет, бро. Я гранатом Это сам. что за карта? А, меня заметил. Ясно. А чё он так чекает ты меня сразу же? Киберспорт. Опасный возраст. Вчера баранулю. Типа так совпало. Кем чекать рекомендовал чуть. И пита було. Шаги нет. Да не должен он слышать. Черахт. Даже пикать его. А ты какие периоды правые вартеры был так. О, пикать. Нет! Это драгон. Наверное. Bitti. А, битен, да. К нам еще Ильхам какой-то дошел. Я вот думаю, хайбаны с ним. Битенкini кидаем olur. Урона тахсуту. Нere?